Ибрагим, связи, алло. Так, посмотрим. Может быть. И остальные тоже подтянутся. Так, пока мы тут. Ибрагим. Так, сегодня... Ты в Ютубе сообщил всем, что сегодня эфир у нас через Телеграм идет? Надеюсь. Сейчас в прямом эфире. Так. Прямой эфир. Так, принял. Başla, selamun aleyküm. Что? Алейкум ассалам. YouTube сообщить докану. Халет стрим эфира докану. Телеграм чувствует бот яцевой обратной связи. Цучува язимой эфиривали целчен хайт. YouTube бьется прямо подключить не. Одноклассника его подключить 5000 подписчиков, что группе чуваю стримирует. И? Хорошо тогда. Шин платформе тяну куда. Хорошо. 2 и Telegram, 3 платформы. YouTube, Одноклассники и этот, если я правильно понимаю. Сегодня всем доброго вечера. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Масселе бюстикер. Ва рахматуллах. Ассаламу алейкум. Масселе салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Куда я шел обошла? Мы давно хотели сделать в Телеграме команду цыгавой группы «История Чечни» Масана Дайспа самой эфиривали. Хотя включить. Идем проблемы de la это очень это сакры группы. Я вот био моя. Эфирирует. Не, это группы очень это чё он ахбуш его жанте зеро чё قينتات эфира ашуемш и биохом ай лилш богош. Мелнеге. Анунаке. Нет, очень лукас он ешь ссылки это. Нет, просто цандахай твой юч стримю, а дальше мы уже разберемся. Сегодня мы поговорим и об истории, но первую часть я хочу, чтобы мы затронули аудиозаписи по продолжению, хотя мы обсудили, вышло еще 2-3 ролика Деньга Халидова, который опять же начал говорить, провел встречу с другим аварским представителем, дядя Рамазан интервью провел, потом еще одну запись, вы все слышали, некий полулезгин, полуаварец, тоже, может, начали говорить также о нашей истории, о том, что Деньга Халидов, оказывается, все правильно сказал, и так далее, и тому подобное. Если, конечно, сегодня будет желание, это видео, кто не слышал, я могу его включить, и мы послушаем. Поэтому решайте. Кому интересно, рассылайте. Интересно, думаю, пошло. Мы сегодня постараемся максимально расширенно раскрыть и, конечно же, постараемся и заодно я вам покажу наше пополнение. Я думаю, что это будет очень даже позитивно. Сейчас как раз собираются. Так, Сободилаш, я в эфире. Вах Юнусов. Рейсхуй алейкум салам ашхуй. Başla Vayaq Yunusov.
Salam de laam täällä lähtöpuolella. Алейкум ассалам. Освободилась. Максимально. Так. Сейчас я хочу постараться, чтобы вы все были ознакомлены с высказываниями. Тот, кто не видел видео, я хочу, чтобы вы его послушали. Так. Освободилась. И максимально, кто хочет говорить, высказаться, нажимаете, поднимаете руку, и я вас принимаю. Обязательно Масяга. Максимально моя группа все Масяга Дахаид. Пускай подключаются, кому интересно. Так, сейчас бы найти это видео. На нас пошла на ссылку. Я не все тогда. Главное, да, сядьте. Так. Человек так. Освободилась. В эфире он ведь телеграм-канал, да. Телеграм, YouTube, Одноклассники, что. YouTube, что подключиться, да, кахайла. С телеграм-канала на подписано, валаха, и ця эфир ведь алгоритм дома подключаться, да, иркуш. Так, сейчас я хочу найти это видео, которое мне прислали. Интикация яш. Яшкин кот, я моя решила. Так, это я включу. Ой, сюда летит на теши. Ислам, Ислам, как же его звали? Запись Деньга Халитова, который поддерживает. У кого-нибудь она сохранилась? Так, освободилась. Так, пока остальные подключаются. Как было сказано ранее, любой желающий может подключиться к нашему эфиру, поднять, как говорится, отправить запрос, задать вопросы, пожелания, высказывания, чем довольны, чем недовольны. Так. Так. Так, да. Слишком много. Ostaja Jaune. Ja это Ибраим, говорится, Деньга Халидовик не субошик. ТГ это не на этот. Халидов Денгай Али Тимури Уитя Алиев. Вау, уит. Так. Уитсон. Башла. Цахатер ди дараса совсем не потем. Давайте. Не по теме донес. Национальный измяс. Собордиаться минутами. Да, конечно. Так. 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 Ибраим, WhatsApp я чемекшоны ссылка. Башла. Авено. Его олоса не по теме, совсем не по теме. Дую хаттер инс.
nacionalism بوخم دات أسوأ وانا يخاطر دينا تيش لتسدين تيبو فاش ورزيت ويليش الناسيوناليزم هينس محمد بيمر عليه الصلاة والسلام تو حديث دو Да. تو ووش أغور حقنا يوزا تاقا سونا تنس بلبلو سون بوزش بلو باقيشناك أسخاتشا تار مغنيات أول بوصوب دينا سوق تام وقت تقو نوخشو شي هينس خلالت ناتور دقوة غاز كمان داقش شي ناتور ناسيوناليست خلي شوات لرتو داقا ديلا إتا ديكومنتو سوا شو يختي в одном этом документе отвечает на те вопросы, как раз таки, когда вот штхат лич национализм магин маят чинц гара вожа арбу гара вож бокс обычно даются скешчара и документы все и полно еша сделал лишний раз убедиться один раз и бусов дин магиниат он алхит нулец. Хорошо. Я сейчас, пока Ибраим высылает мне на WhatsApp то видео Тимура Алиева с Деньгой Халитовой, я скажу, что я считаю насчет национализма или нацизма. Я прошу не путать и делить эти два понятия. Чтобы я прошу не путать и чтобы люди понимали. Никогда ни в какой форме, в крайней форме нацизма, именно нацизма, а не национализма. Никто, тем более с нашей религией, не может себе это позволить. Но я прошу делить это понимание нацист или нацизм с националистом. Националист и нацизм — это абсолютно, хотя и фактически являются синонимами, не являются одним и тем же. Во-первых, я так думаю, опять же, я не убежден, данный хадис, который относится к хорошим хадисам, является ли он достоверным, имеется в виду, в какой форме он был использован. Я тут думаю, что все-таки используется к термину нацизм, а не национализм. В моем понимании, и вообще люди, которые понимают, давайте, если мы опираемся в первую очередь с точки зрения религии, этот вопрос раскроем. Во-первых, нацизм и национализм два разных пути. Нацисты, именно нацисты непосредственно, люди, которые считают свою расу, свой народ, свой цвет кожи, все, что касается этих людей, правильной, верной, достоверной, и принижает, унижает, оскорбляет любые другие непосредственно. Туда можно включить в нацизм и шовинизм, и расизм. Все в совокупности приводит к нацизму. И когда мы говорим о крайних нацистах, то будь то гитлеровская Германия, возникает вопрос. Вроде бы Гитлер был, не вроде бы, а Гитлер был нацистом. Однако мы видим в исторических документах и многих местах, что в гитлеровской Германии, в коалиции гитлеровской Германии были, мы сейчас делаем исторические параллели, были такие войны, как японцы. Мы знаем, что это не белые, имеется в виду, что они не являются теми арийцами, которых представляют, как, допустим, немцев, да? Мы знаем, что в его армии были палестинцы, то есть арабы, имеется в виду мусульмане, боснийцы, их говорят, называют боснийцами, которые являются другого верования, японцы являются другого верования, с другим разрезом глаз, прошу меня понять и не осуждать, имеется в виду, я просто привожу как пример, с другого цвета, то есть это другая расовая принадлежность относится японцы к азиатской части, да. Здесь мусульмане относятся к другому религиозному течению, однако они входили в состав вермахта, то есть гитлеровской Германии. Почему сегодня начали делать акцент, и сегодня, еще с тех пор, я думаю, что вот это слово нацизм и национализм объединили в одно целое. Но что не является правильным, и я думаю, ученые делят четко этих два термина.
Национализм – это когда ты любишь, ценишь традиции. А националистами, если на сегодняшний день, можно назвать консервативную партию Соединенных Штатов Америки. Являются ли они, то бишь мы знаем, есть демократы у них и есть республиканцы. Республиканцам относятся традиционалисты, да? Точно так же в английской палате лордов или в парламенте точно так же есть консервативная партия, представители консервативной партии, которые говорят, ратуют за все английское, сохранение тех традиций английской аристократии, монархии и так далее и тому подобное. То есть это в данной ситуации не является нацизмом или националистом. Ты не являешься, если ты придерживаешься такого течения. С точки зрения религии, если мы переходим на религиозную тему, опять же, я не знаю, к какому именно моменту этот хадис был применен. То есть говорится ли здесь конкретно о превосходстве одного над другим. То есть я все-таки думаю, что здесь речь идет о временах джахилии. То есть мое предположение такое, что гордыня и говорить о том, что вот мы лучше или мы наш род чище, мы единственность с чистой кровью. Ну, если сегодня говорить, только мы чистокровные, только у нас есть J2, только мы являемся коренными аборигенами на Кавказе, грубо говоря, да? Остальные все пришлые, остальные все недочеловеки, вот это является главной формой нацизма, и вот это как раз-таки в исламе не разрешено. А с другой точки зрения, мы знаем, что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, очень сильно любил свой род, свой тейп, любил Мекка и Медина даже друг от друга отличались, да? Мы знаем, там были ансары, здесь были непосредственно первые сподвижники. Но и несмотря на это, мы говорим о том, что пророк любил и свою национальность, и свое верование, и свой тейп, и тухумы. Здесь нету ничего такого. Если человек, который придерживается каких-то своих традиций, которые не идут вопреки ислама, с данной точки зрения, да, конечно же, оно не является нацизмом, а является поощряемым и в исламе, и в других любых нормальных обществах. Возьмем, опять же, я повторюсь, возьмем ту же Англию, возьмем ту же Соединенные Штаты Америки. Что касается Японии, да, там тоже есть, и есть те, которые относятся, к сожалению, после Второй мировой войны, их понимание традиционализма были стерты, поскольку они считались на стороне Адольфа Гитлера. Но и все же мы видим в старых и японских исторических фильмах, что были тот же фильм, который был снят, голливудский фильм, который был снят про самураев и «Последний самурай». Как раз-таки мы говорим о тех самураях, которые ратовали и переживали за свой народ. Они не хотели быть космополитами, то есть они не хотели, чтобы их традиции, нравы, чтобы их культура, язык исчез. Являются ли эти люди националистами? Нет, нацистами? Нет, нет. Националистами вполне возможно, если вы хотите, если они любят свою нацию, если... но они не презирают и не говорят о том, что другие хуже, другие чем-то не... И нацистами. Нацисты, люди, грубо говоря, те, которые выходят с немецкой свастикой, выкрикивают различные лозунги, допустим, чернотаки это в горы Кавказ, там, нигеры там в желтоглазые в Азию. Вот такие люди являются нацистами. Скажите мне, где и когда в нашей ситуации, в нашей истории мы говорили об этом? Никогда такого не было. Конечно же, в этой нашей культуре это не приветствуется и не в первую очередь, не в религии, не в национальных, не в адатах. Это не приветствуется. Если бы это приветствовалось, то по адатам те люди, которые в истории нашего народа были приняты, получили политическое убежище, получили разрешение проживать здесь, получили полное покровительство от остальных нохчи-тейпов, никогда бы этого не произошло. Был ли шейх Мансур нацистом? Нет, он не был нацистом. Был ли он националистом? Вполне даже да. Почему? Потому что он любил свой народ
и освободительное движение он начал именно на своей родине. Хоть в дальнейшем и на весь Кавказ раскинулся его призыв. Поэтому я прошу некоторых людей, я понимаю, вы знаете, почему это все делается. Я понимаю и вижу этот вопрос таким образом. Если новчи сегодня не будут любить свою нацию, то мы потеряем свою идентичность. Мы перестанем говорить о своей родине, о своих горах, о своих землях, о своих тейпах, о своих селах. Любой иноверец имеется в виду инородец, сможет приехать, жить здесь, и мы создадим некое подобие Соединенных Штатов Америки, где будет одна улица жить там, грубо говоря, украинцы, другая улица там будут жить ирландцы, третья улица там будут жить китайцы, Чайнатаун или так далее, и так далее. И кто хочет такого типа государства или республику? У нас многонациональная республика. Есть официальный праздник День национального единства, да, 4 ноября, если я не ошибаюсь. В этот день руководство нашего региона и поддерживается полностью представителями нашего народа. Мы проводим различного рода формате дружественных отношений, культурные мероприятия. Приглашаются нагайцы со своим языком, со своими культурными традициями, которые они показывают для остальных жителей нашей республики, многонациональной. Кумыки – то же самое. Есть небольшое количество там аварцы – то же самое. Казаки – то же самое. Если кто-то уже утерял, и наоборот такие, наши и власти, и наш народ всегда призывает и говорит, мы не сторонники того, чтобы они отказывались от своей национальной идентичности. Мы не сторонники того, чтобы они отказались от своего родного языка. Мы не сторонники, чтобы из любого пришлого сделать чеченца. Никогда не было такого и не будет. Да, мы как наивные дети радуемся, когда они учат наш язык. Это очень приятно, если пришлые или, как называть, граждане нашей республики учат наш язык. Это хорошо, пускай знают наш язык. Само собой, они глубоко его знать не будут. Но хотя бы элементарно имеется в виду, чтобы, когда им задают вопросы, когда с ними разговаривают на чеченском языке, чтобы у них было понятие, о чем с ними говорят. Является ли это национализмом или национализмом? Конечно же нет. Потому что когда вы едете в Соединенные Штаты Америки, когда вы едете в Германию, когда вы едете в Италию, где вы видели, чтобы упрекали итальянцев, когда они просят, чтобы вы говорили с ними на итальянском языке? Нет, они очень рады и тоже приветствуют, если вы знаете итальянский язык. В Германии, если вы знаете немецкий язык. В Америке, там, американский, он чуть отличается от английского. В Англии английский язык. Да, есть какие-то международные языки, которые сегодня преобладают в международном праве. Это, допустим, тот же самый английский язык или немецкий язык или французский язык. Поэтому вот эти моменты нужно четко понимать. Не нужно за счет религиозного использования. Особенно сильно используют это те наши соседи, недруги, когда им говоришь, послушай, вы должны вернуть, примерно я говорю, вы должны вернуть дома ауховцам. Сразу же поднимают вопрос, вы националисты, вы гунядина, вы знаете, есть такой хадис, и вы знаете это. Я вам говорю с тем, с чем я столкнулся непосредственно за эти годы. То есть, когда ты им говоришь, указываешь, что даже с точки зрения ислама вы не имеете права жить в этих домах, с точки зрения даже светских законов, есть закон о реабилитации, вы должны переехать. То есть, когда ты предъявляешь конкретно какую-то проблему, ты сразу становишься националистом. Когда любой чеченский историк, мы сейчас перейдем ко второму вопросу, когда любой чеченский историк, лингвист, пускай это будет географ, без разницы, или документалист, или же снимает художественный фильм, показывает что-то чеченское, почему он становится националистом, почему на него спускаются все эти собаки, почему особенно те, у кого или мать, или отец разные, пытаются затравить этих людей, уничтожить, потому что не хотят, чтобы осталось национальное самосознание. Уничтожить как народ, как этнос они пытаются.
Почему мы не говорим? Нам нету дела, когда поднимаются вопросы в Дагестане такого же формата. Когда они печатают книги о Великом Аваристане, который был там от А до Я, там, допустим, от моря, там, они говорят, что сейчас от Каспийского моря до Грузии, их территории и так далее. Там. Если они не трогают нас, или наш народ, или наше общество, есть ли нам до них дело? Нету. Когда нагайцы поднимают свой вопрос, есть ли нам до них дело? Нету. Кумыки поднимают вопрос? Нету. Лезгины поднимают вопросов? Нету. Почему, когда именно чеченцы начинают говорить о чем-то чеченском, будь то история, культура, религия, сразу начинают говорить о нацизме и бросают этот хадис? Что очень странно. Второй вопрос. У нас в эфире еще года 3 тому назад Султан из Панкиси поднял этот вопрос, мы поднимали этот вопрос, он рассказал реальный случай. Это было в Саудовской Аравии, в Медине, когда поднялся вопрос, и он задал, вот, если я не ошибаюсь, они были из рода хашемитов. И он задал своему учителю, шейху, вопрос. Вот я являюсь мусульманом-чеченцем. Вы бы выдали замуж за меня, чеченца, вашу дочь, которая является арабкой с Медины? Он сказал, нет, не выдал. Как вы думаете, с точки зрения религии ислам, он подпадает под этот хадис? Почему он не выдает? Он же мусульманин, он чеченец, мусульманин, он же должен выдать за нее замуж. По идее, если они, грубо говоря, да, сегодня влюбился, является ли это национализмом? Нет, не является, потому что он обосновал это и сказал, опять же, так сказать, понимание того, почему не выдают замуж. Вот. И сразу переходим ко мне. Мне пишут, в Фейсбуке писали как минимум 5 человек через Фейсбук. Один был с Магриба, другой был с Бахрейна, третий был с Египта, четвертый был с Йемена, и пятый был, если я не ошибаюсь, саудиец. Они дают салам, там есть перевод, само собой с переводом, ва алейкум салам. Второе предложение. Я очень люблю чеченцев. Это особенно было во время войны в Сирии, в Шаме. Третий вопрос, когда ва алейкум салам, баркалла и так далее и тому подобное. То ли третий, то ли четвертый вопрос, пич махился. Третий вопрос был. У вас дорого жениться? И четвертый вопрос. Я бы очень хотел жениться на чеченке. Возникает у меня вопрос. Когда я этому человеку, почти что из этих 5, когда я 2 сказал, что мы своих сестер, матерей, дочерей не продаем и не выдаем замуж, как на рынке скота, он сразу же мгновенно мне начал скидывать хадисы и упрекать меня в национализме. Валлахи, биллахи, таллахи, если я не ошибаюсь, он начал мне скидывать исламскую литературу, где-то 8 или 9 ссылок он скидывал, что нехорошо. И у нас, а я это сказал специально, что у нас жениться маломальски средний стоит $20 000 в эквиваленте, чтобы ему было понятно. Он сказал, не-не-не, у вас слишком дорого, я лучше на Дагестанке женюсь, там всего лишь $5000. Вот такой разговор у меня был с арабами. Фактически один в один со всеми, без разницы, какое бы это государство ни было. Тогда у меня к вам, мои дорогие братья и сестры, я вам рассказал случаи разные. Скажите мне, когда мы и ночи отвечаем, что мы не продаем сестер, матерей, дочерей, когда мы того, чтобы выдавались с другими культурными ценностями за людей, когда мы говорим, что мы гордимся, что живем здесь, это наша родина, что здесь, вот на этих территориях проживал наш народ, что мы были и есть и остаемся гостеприимные, что у нас есть различные гаплогруппы, такие как J1, J2, L3 и Q, не считая остальных маленьких, это большие 4 ветки, которые у нас есть. Не стоит, конечно же, нас обвинять после этого в чем-либо плохом.
почему мы являемся нацистами, а не националистами, почему мы должны оставлять и выдавать за кого угодно своих детей, дочек, сестер, двоюродных сестер, матерей, почему мы должны их раздавать, чтобы они жили. А были случаи, когда я читал лично, когда приезжали, они оказывались вторыми, третьими женами, когда забирали паспорта, когда их ставили на уровень рабынь, потому что по тому, как она выходит замуж, после того, как дали одобрение, ее жизнь полностью зависит от мужа ее. И там никакой демократии нет. И если ты после этого сможешь каким-то образом поехать и вырвать оттуда свою дочку или свою сестру, это благое дело. У меня точно так же возникает вопрос, почему не говорят о нацизме и национализме, о сестрах, которые сегодня томятся в иракских, сирийских и других арабских странах, наши маленькие девочки, жены, которых мужья были убиты. Ладно, понятно, война неправильно, мужья были каким-то образом под воздействием какого-то религиозного фактора и так далее и тому подобное. Почему эти люди за огромные деньги продают этих детей? Они же мусульмане. Почему они не содержат там никого из представителей иракской национальности, арабов или же других национальностей? Почему в основе там остаются наши? И почему они так дорого за них просят, даже когда родственники пытаются их вывести? Разве мы не видели этих случаев? Где же этот так называемый пресловутый у них не национализм, не нацизм? Почему они не говорят: ваши мужья погибли, у вас есть возможность, возвращайтесь к себе домой, живите, воспитывайте детей? Разве в исламе это не сказано? Разве наш пророк Мухаммад не говорил, что ни жены, ни дети не виноваты в том, если что-то произойдет с мужем? Разве это не так? Почему тогда не вы, те люди, которые обвиняют меня, командора или других людей, которые мы не против ислама? Но когда вам выгодно, будь это араб, киргиз, дагестанец, любой другой национальности, когда вас вопрос заинтересовывает, вы начинаете говорить, что мы, нохчи, чеченцы, националисты, и сразу отправляете этот хадис или скидываете эти документы. Где вы живете по правилам нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где вы живете по хадисам этого нашего пророка? Скажите мне, все люди, которые упрекают нас в этом, чеченский национализм, нас не так много по всему миру, плюс-минус 1-2 миллиона, может 3, если собрать всех. Почему из 7 миллиардов населения обвиняют чеченцев в национализме? Да очень просто. Потому что привыкли за все эти годы, чтобы нас убивали, уничтожали, стирали с лица земли, чтобы у нас текла кровь, чтобы вы могли на этом зарабатывать, чтобы вы могли сюда подселять это семя, называя, мы же все мусульмане, заселять сюда стукачей, тех людей, которые будут завтра, послезавтра доносить на моих братьев и сестер, представителей нохчи народа. Потому что они, понимаете, инакомыслие у них. Они не хотят выдавать своих сестер, матерей замуж за других национальностей или другие государства, чтобы доносить, или же сидеть и писать эти гадости, убивая последнее национальное на эмоциях, убить то последнее национальное достоинство, которое нашего народа, чтобы стереть эту грань, чтобы мы были кем угодно, но только не нохчи народом. Еще раз повторюсь, это не касается ни одного чеченца или нохчи народа, у кого отец этой национальности, нохчи национальности. Мать может быть любой другой национальности. У нас не матриархат, и мы не евреи. Это относится именно к тем людям, которые сегодня называют больным, душевно больным, меня за моей спиной, и всех ребят, которые пытаются о своей истории говорить. Что плохого, если представители моего народа будут говорить о государстве Алане? Мы все знаем, что это было международное государство. Что плохого, если они будут говорить о Дзурзукете?
Это тоже было, так сказать, сегодня, кто бы что ни говорил, дзурзуками являются прямые потомки Нохчи народа, а также сегодня считающие отдельным народом ингушей. Когда-то в то время, хотя мы были единым народом. Что здесь плохого и в чем национализм, командор? Национализм, когда тебе начинает наседать на уши, ты никогда, ни ты, ни кто-либо другой, не путайте эти понятия. Не путайте и знайте, что Всевышний Аллах нас создал в первую очередь разными народами. Хотя весь народ, если мы верующие, мы знаем, что все произошли от Адама и Евы. Но дальше народ начал распространяться. Были и хорошие, и плохие. Я никогда в своем эфире, да и вообще никогда, тот, кто меня знает, я по идее интернационалист. У меня друзья есть, валлахи биллах талай, есть азербайджанцы, есть армяне, есть аварцы, лезгины, кумыки. Везде всех национальностей есть. И осетины есть, и ингуши есть, все есть. Все, кто живет вокруг и даже не касается нас. У меня нету, ни у меня и в своей передаче я никогда не говорил и не буду говорить о том, что мы сверхнация, что мы лучше всех. Нет, уважаемые друзья. У нас очень много своих минусов. Но эти свои минусы я уже буду обсуждать со своим народом. И мы сами внутри решим этот вопрос. И не ваше собачье дело влазить в нашу внутреннюю кухню. Какой бы академии Бузуртанову вы не относились, Абадиева вы не относились, Динга Халитову вы относились, Патимат Тахнаеву нет. Это ваша республика, в своей республике, между своей национальностью разбирайтесь сами. А мы у себя дома разберемся сами. Не вы нам помогли закончить войну, хотя благодаря вам, некоторым представителям, которые занесли эту заразу на нашу родину, распространили, а потом затравили и заставили погибнуть фактически 300 тысяч человек. Из-за вас, внешних подстрекателей, это произошло. Я не говорю, что не было хороших. Были хорошие, были те, которые поддерживали, были те, которые не хотели допустить этой войны. Но будь проклят тот человек и весь его род, и все, кто у него родится после, кто помогал, помогает или делает так, чтобы начали войну. Нет никакого желания у меня ни к войне, ни к всему остальному. Есть желание внутреннее в крови нашего народа, которое тянется к справедливости. Моральное, духовное превосходство человека – это когда человек честен, справедлив. Вот моральное превосходство. Я не говорю с точки зрения религии. С точки зрения религии лучше тот, кто более богобоязненный. Вы говорите о богобоязненности, нам вы говорите, нам, тем, кто погибал за эту веру, начиная, грубо говоря, уже 300-400 лет. И именно из-за этой веры погибло тысячи и тысячи лучших сынов моего народа. И если я такое говорю, я являюсь, по-вашему, нацистом или националистом. Так что ли? Когда я констатирую факты. Я же не говорю, что у вас не умерли лучшие сыны за веру. Я этого не говорю. Это вы сами должны говорить. Если какие-то хорошие взаимоотношения были между чеченцами и представителями Нохчи народа и соседями, говорите. Это благое, хорошее. Но ваше это не устраивает. Вам не нравится почему-то союз Нохчи народа с лезгинами. Вам не нравится союз Нохчи народа, там, допустим, с адыгами. Или вам не нравится, когда грузины о нас хорошо говорят. Вы начинаете снизу писать и сразу, причем ни грузины об этом не говорят, ни чеченцы не говорят. Все подстрекатели и моральные, нравственные уроды начинают напоминать войну в Абхазии и в Южной Осетии. Поскольку вы являетесь гнилыми и паскудными существами,
потому что у вас зависть, когда грузины хорошо относятся к чеченцам и когда чеченцы хорошо относятся к грузинам. Все ученые в один ряд грузинские заявляли и заявляют, и всегда будут заявлять. Вся научная литература и вся наука грузинская историческая говорит о чем? Дзурдзуки, кестинцы – это название и новчи народа, в том числе и ингушского народа. И только конченые дебилы, отмороженные, у которых, я не знаю, сколько там хромосомов или что-либо там у них вообще, начинают говорить: не-не, это вас не касается. Упрекают чеченцев в национализме аварцы, некоторые представители аварского народа, да, упрекают, что чеченцев упрекают. А вы, и причем объединяются с другими народами, которые тоже имеют к нам какое-то плохое отношение. А вы не задумывались, что же говорят те, с кем вы объединились? Они упрекают чеченцев в том, что мы якобы смесь народа с вами и с кумыками и с нагайцами. Очень интересно, да? То есть вы называете нас, националистов чеченцев, а не тех людей, кто упрекает. Почему? Потому что они приезжают к вам лобзают все, что можно лобзать. Они не националисты, вы не националисты, а посередине живущий автохтонный чеченский народ, который всегда помогал вам, во всем помогал. Несмотря на свои потери, несмотря на свое тяжелое положение, никогда вам не отказывал. Вы называете новчий народ националистами. То есть если он гордится, что он новчу, что у него мать, отец, что у него дети, что он живет на этой земле, что он любит чеченскую одежду, чеченский язык, что он любит свою национальную кухню, он любит свои имена, он любит свои горы, башни, свои тейпы. Он нацик, он националист, он плохой. И вы хотите, чтобы они отказались, чтобы чеченцы признались в том, чего нету, что они якобы сброд, придуманный Российской империей 200 лет тому. Это же вы говорите, будьте вы прокляты. Это разве не ваши слова и не ваши попытки, а? Не вы говорите, с одной стороны, с правой стороны Аргуна принадлежали нам, с левой стороны Аргуна принадлежали вам. Кто вы такие, чтобы такие вещи говорить? Кто? Когда вы смели это говорить в лицо? Вы думаете, что чеченцам нечего сказать? А нет, оказалось, у чеченцев есть. Какие-то иностранные российские генералы, полководцы написали о чеченском народе достаточно. Да, много плохого, но и хорошего написали. Об их отношениях к соседям. Какие они были, храбрые были они, трусы они были. Кого они поддержали, кого разбитого, раненого, порванного подобрали, сделали руководителем государства и 20 лет положили лучших своих сынов. И после этого вы еще пытаетесь нас обвинить в национализме, то есть знать свою историю – это национализм. Я не против интернационализма. Нет, никогда не был и не буду. Я понимаю дружеские отношения, братские, соседские отношения. Это все великолепно. Я вам могу я могу часами вам рассказывать о национализме. И с точки зрения ислама могу вам привести примеры, и с точки зрения просто адатов могу вам привести примеры. Тогда почему вы пытаетесь бедных моих братьев травить? Почему вы, мои братья, ведетесь на это? Не ведитесь. Вас хотят убить последнее, то, что у вас есть, то, что вам оставили ваши предки, за что проливали кровь, за что они защищали. Они это хотят убить вас, чтобы вы стали очередными космополитами, которые говорят, куда бы я ни поехал, везде моя родина. Попробуйте. Попробуйте, поедьте в Саудовскую Аравию, даже в Америку, в Англию, в Германию. Скажите, это моя родина. Обязательно найдется какой-нибудь немец, который скажет, в каком поколении ты здесь живешь. Ты эмигрант. Ты пришел, мы тебя поддержали, мы тебя накормили,
Мы тебе дали дом-работу, мы тебе дали великую немецкую культуру или мультикультурализм. И попробуйте вякнуть хотя бы что-нибудь. Депорт, давай, домой быстро. И там уже говори о своей родине. Ни одно государство в мире вас не оставит. И Штаты не оставят, и другие не оставят. Почему они не являются националистическими или нацистскими? А почему ночью человек должен быть таким, знаете, сам не дам, другим не дам, я должен быть кем угодно, но не только своей национальности? Ответьте на эти вопросы. Поэтому плавно сейчас мы от этого вопроса я вам покажу и поясню по полочкам, кто и кем является. Нацизм и национализм – это разные вещи. Есть умеренный национализм. Это хорошее отношение к другим народам, но он любит свои традиции. Он консервативный человек, он старой закалки человек. Ему нравится чеченский наряд, ему нравятся чеченские девушки. Чтобы они не были ботексными какими-нибудь кошелками, которые одевают топы, делают пирсинг, татуировки, губы сатанистские и так далее и тому подобное. Тогда, извините меня, если после всего, что я сказал, я являюсь нацистом или националистом, я готов стать националистом, я готов стать нацистом, если вы считаете таковым. Я с гордостью, без ничего, не богатый, ничего, но я умру таким. Я своим детям оставлю это. Я скажу, будьте представителями нашего народа, будьте достойными потомками Ноя и носите высоко поднятой головой свое имя. Это мое мнение. Я нисколько не оскорбляю ни русских, ни узбеков, ни киргизов, ни других. Я уважаю их культуру, люблю и язык, и эти национальности. Нету плохих национальностей, есть плохие люди. Но я прошу их, если я что-то хорошее говорю о своей нации, о своем народе, прошу не оскорблять мой народ и меня, называем этим гнилым, подлым словом нацист и так далее и тому подобное. Я патриот, я люблю свою родину, свой народ, я люблю, обожаю свою религию. Так. Какие вопросы по этому? Я считаю, что вот так. Использование литературы, использование всего остального – это ерунда. Но, опять же, как говорится, национализм тоже, как говорится, в нем тоже есть свои минусы в этом вопросе. Не нужно быть вот крайне отаулой, сатайпдать, сахардать, который вообще уходит вглубь, в тартарары. Вот эти вещи нельзя ни в коем случае. Шадул нохчи тейп наш орствовала, мелховала, тейровала, эхтивала, шадух хараши коман милухадиз, шанохчу уйхадиз. Нохчу уйхайцун, кида хайтейп халит хайла, тухум халит хайла, вар, гар, нихи халит. Рыбош садават, но вой цадайбу, вой цадиду, вой цакультуру, вой дик далишиат, хавян мол, раскочу олил и я резлаш олил и цетелен, я гумкиш олил и цетелен, я гюржиш олил и цетелен, цетелен, я цехая цаха, то отдельный кам до бокша и конилши я бегардать. Из-за как раз-таки это больше уничтожает этнос и народ, чем делает его твердым монолитом. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если есть вопросы, задавайте. Сон ссылки айтмайли расой. Командор, чур арвели, я шухаттер далаха, шейхаттер далах. Задать тебе, Ибраим, шухаттер шла сихахат, а си видео уже халатур это. Ссылки айтан, WhatsApp, ссылки айтан, именно ваши домер, ты айтан ссылка. Халалатин ладу вахитина. Первую версию Деньги Халитова вы услышали. Запись, к сожалению, запись
Деньга Халитова и дядя Рамазан, у меня этой записи нету, но я ее прослушал полностью. Если вы хотите ее услышать в эфире и обсудить, у нас время есть достаточно. Сегодня суббота. Сегодня будет очень жарко. Я хочу, чтобы вы до конца максимально приглашайте. Отправьте ссылку на наш телеграм-бот, чтобы они подключились и свое недовольство высказали. Тем писакам, которые любят особенно сильно писать в Ютубе, под моим каналом всякие лозунги и все остальное, я хочу, чтобы тоже зашли. Первая часть у нас будет ответ по истории и деньгах Халитову. Это обращение туда-сюда, в обратную сторону, и подведем свой итог. Потом второй вопрос. Мы затронем про Хабиба Нурмагомедова. Этот вопрос мы тоже затронем. И третий вопрос мы затронем непосредственно про наших нарнийцев. Вы без разницы, будь то с востока или запада. Я отвечу на их выпады, обо всем то, что они за эту неделю высказали, сказали. И я надеюсь, всем будет интересно. Мы проводим эфир в телеграм-канале. Это обозначает, что любой желающий может перейти. В Ютубе вы увидите ссылку. Ибрахим оставил ссылку на телеграм-канал. Вы можете зайти туда, отправить, поднять руку, я вас приму и задать аудиовопрос. Или вести дискуссию со мной. Или же задавайте вопросы в Ютубе. Ибрахим обязательно все. Ибрахим, если мат, просто заглуши, скажи пип там и дальше задай вопрос. После на свое усмотрение. Ютуб, ты хозяин, ты можешь удалять, если мат есть. Если нету, зачитывай обязательно все вопросы, которые задают. Каким бы они ни были, мы ответим. Мы для всех открыты. Это площадка для дискуссии, для общения, а не в одни ворота. Assalamu alaikum. Next, что? Даволвали. Assalamu alaikum, Sergey. Ва алейкум ассалам. Başlam, dinle boşluğuna vastı, istenir şey uçanış bu boşluğuna. Вы историкше, та дискуссия, та круглый стол, и конкретно, он же имеет, он за определенные ханьют, танцат ядут, чинцат ядут. Завтра, если есть у вас документация, то ради Бога Бог, да, так более конкретно, да, и нахуй он захочет, да, фактами и так далее. Почему не дают? Я понял твой вопрос. Этот вопрос поднимали мы и по вопросу с Бузуртановым, когда задавался эта тема, поднимались общественники. Это не столько от меня зависит, ты должен понимать, я всегда рад. Это должны заниматься определенные государственные, как говорится, или же научные круги. То бишь мы говорим о ком? Академии науки и так далее и тому подобное. Но это мы сейчас, давай сперва заслушаем заслушаем сперва высказывание. Я вам дал послушать первое высказывание Деньги Халитова. Это аудио. После чего он попросил прощения, там сказал, что он был неправ. Второе интервью с блогером дядей Рамазаном, тоже аварцем. У меня его нету. Если у кого есть, скиньте мне его в WhatsApp, если вы хотите, и его тоже включим. А сейчас третий ролик от чеченский, как правильно зачитаю, как закинули этот ролик везде. Чеченцы, диалог Халидову Деньги и Алиева Тимура. Послушайте, и дальше мы ответим. Олимпийские игры выигрывает Разамбек Джамалов. Все дагестанцы, естественно, они гордятся, поздравляют и так далее. И в сети, это специальные сети, в специальном там спортивная группа, чеченская молодежь, говорит, он говорит, это говорит, не этот, какой, говорит, Дагестан, говорит. Он говорит, чеченец. Дафи говорит, да, он чеченец, но он с Хасавюрта, Дагестан. А Хасавюрт это не Дагестан. И там вот эта перепалка, она доходит, что предъявляет претензии по Ауху, по чеченцам, акинцам и так далее. Этот Разамбек Джамалов, выступающий за КПСС, он прилетает куда? Он прилетает в Грозный. Это недавно он сейчас повторно прилетел в Дагестан вместе со всеми якобы там. Он прилетает в Грозный.
Ему задают, да, я на свою родину. Какая же родина? Ну, такие вот мелкие, понимаешь, такие пробросы и факты, да. Ну, казалось бы, мы не должны на это внимание обращать. Но на серьезные эти вещи, что их действительно учат карты. Я потом там Абу-Бакр, я говорю, послушайте, говорю, так сказать, вошел в диалог, но он не ответил мне. Уважаемый Абу-Бакр, я говорю, да, говорю, Дингаз сказал грубо, говорю, может быть, жестко, говорю. Но это в WhatsApp он сказал, говорю. Вы скажите, пожалуйста, а что там не так? А что он неправильно сказал? А что вы карты не выпускали? Что эти карты по интернету не гуляли? Где написано было, что значит, Чечня простиралась, что ну что такое Дагестан? Вот это был Лезгистан. То есть они стали дружить как бы чеченцы с лезгинами, они вообще забыли про аварцев, которые существовали. Это где-то в интернете можно найти, в Ютубе. И тут все лезгины, хотя я по отцу лезгин, по матери аварец, Ботлевского района, по матери. И тут все лезгины, ай, красавчики вы, ай, какие вы хорошие там чеченцы, мы братья. Слушайте, я уже сказал, а вы аварцев куда потеряли? Вы куда, аварские народы, куда потеряли? Я говорю, ну вот, я этому Абу-Бакру говорю, Абу-Бакр, ну вы там молчали, говорю. Вы молчали про когда карты, вы молчали, когда у вас истории переписываются. Да, вы для себя правильно делаете. История служанка государства власти. Вы про это молчите. А когда вам деньга Халидов, это все, может, не в такой форме, а это не был медийный формат, это был частный формат. Но я так понял, что частный формат деньга это был, потому что это по WhatsApp ты кому-то говорил, ты совершенно правильно сказал. То есть все правильно там. И когда мне этот прислали, до меня дошел вот твой месседж по WhatsApp, когда до меня дошел, да, Хаджи, ну мы все друзья, я, Насрудин, Гаджи, Хаджи мне прислал, ты знаешь, моя реакция была, говорю, Гаджи, а что, говорю, деньга только что узнала, что ли, об этом? Я даже как-то, знаешь, не отреагировал первоначально. Думаю, наконец-то они проснулись, но это давно было. И вот такие факты, понимаешь? 8 тысяч дагестанцев, они это тоже вспоминают, 8 тысяч, они вспоминают, когда их выселяли, а дагестанцев не выселяли, потому что они якобы были предатели. Это тоже блуждает в интернете. Ну, ребята, дорогие мои чеченцы, да, есть у меня так же, как у тебя, друзья, и ты совершенно очень хорошо сказал, сейчас это не та научная интеллигенция Чечни, как в наши коммунистические времена. Это не та. Те люди были хоть совесть, они такие вещи не могли писать. Вот. Смотри, такой факт, который они говорят, что вот нас выселили, а почему дагестанцев не выселили, там что-то, они вот как бы там. Такое тоже есть, бродит в сети и бродит в их мыслях. На что я говорю? Они недавно, лет 5 или 8, не знаю, когда отмечали столетие, причем Ахмед Закаев, отмечали столетие Абдурахмана Авторхана. Кто такой был Абдурахман Авторхан? Один из первых коммунистов Чечни, которого Лаврентий Павлович Берия послал наводить порядок в Чечню. А где он оказался? А он оказался у Гитлера и просил Гитлера, чтобы помогли с созданием независимого государства Чечни. Это не могло быть одним из оснований или каких-то, хотя бы одним из оснований для вот таких репрессивных методов. Могло быть. Ну вы-то его столетие отмечаете. Я думаю, вы же отмечаете его столетие. Вы празднуете, вы говорите, какой он вот он хотел. Ну, вот как-то так, понимаете? Мое мнение, Динга, я так сказать, не историк, не этот, хотя Муртуз Гаджиев это мой близкий друг, с которым я вырос, это мой сосед в одном доме с детства. Вот. Мое мнение такое, что надо срочно, сейчас, я даже недавно Гаджи, еще до твоего ролика, Гаджи сказал, вот если бы я был руководителем республики, говорю, я бы всех собрал научные круги, всех бы
факультеты, там, деканов, и им дал бы так задание, чтобы они историю Дагестана, надо уже это делать. Деньга, надо это делать, понимаешь? И вот это вот слово братство, вот это братство, многие уже начинают, у многих начинают глаза открываться. Ну какие они братья? Братья так не поступают. История с имамом Шамилем. История то же самое. Ну, это наш герой, да. В Дагестане имам Шамиль не является для всех героем. Давай прямо будем говорить. Водить вместе с намазами, с пятничными, распространять краткую историю. Как Булат Гаджиев в стране преданий или легенд, вот эта передача. Надо делать уже, написать. Монографии тяжело, написано специалистами, историками, и даже вот ты тоже специалистом уже стал, и давно специалист. Может быть, молодежи трудно будет читать, но сделать в таком повествовательном плане историю это обязательно нужно. Это у них есть. Это как бы, ты понимаешь, они сейчас удивительная вещь. Я им вчера тоже сказал, говорю, подождите, говорю, как же так получается? Как, значит, что-то сказали, человек имеет свое мнение, вы сразу вспоминаете, что мы братья, что мы мусульмане, что надо делать все по исламу, что вот у нас один Бог, ну, давайте тогда по исламу будем делать, говорить правду. А зачем же вы историю переписываете, зачем же вы историю искажаете? Шарбан им правильно сказал, он предоставлял им какие-то вот у Шарбана, ты его, наверное, знаешь 100%, у него документы. Идите, говорит, фотографии, где первые могилы в Аухе. Ни одной могилы чеченской первой нет. Кто первый захоронен? По факту, он из царские какие-то, из архива вытаскивал документы. То есть это все надо делать. Иначе все. А так, да, они... Ну, а очень много у них искажений, очень много. Я говорю, вот эти карты я видел, вот это их высказывание от моря до моря, ну, это все знают. Я вчера этому Арбеку говорю, ну, во-первых, я говорю, Деньга не про чеченцев сказал, Деньга сказал про горе ученых. Не надо искажать. Ты видишь, какая атака пошла. Но это раньше тоже было. Они пишут. И будут писать, и правильно делают для себя, неправильно делают. А нашей молодежи надо объяснять. Да, это соседи и так далее, хорошие соседи. А насчет братства, каждый пускай сам решает, кто ему брат. Вот я бы так сказал, не надо в это братство. Каждый должен для себя решать, кто ему брат, кто не брат, кто друг, кто сосед. Ну, Деньга, дорогой, очень рад был тебя и слышать, и читать. Я посмотрел твой ролик вчера с этим Рамазаном. Не надо слишком много ты там, ну это мое мнение, там как бы в извинительном тоне, что это не так. Нет, надо было вот на эти основные моменты и упирать. Основной момент какой, что они фальсифицируют историю, пишут свою историю, искажают действительность. Это не народ делает, это делает кто? Блогеры. Ну займитесь ими. Вы что, Деньгой Халидовым? Вы что мной занялись? Вы с них начните. И не надо кричать о братстве. Вы сначала с ими займитесь, а потом я отвечу, там братство или не братство. Вот и все. Я уже не стал там дальше слушать этого Гелу Васадзе с этим Русланом Буртаевым. Ну, там видно по лицу, по мимике, по выражению, то же самое по выражению, по мимике, по этого Абу-Бакра. Это внутренняя такая, знаешь, агрессия, внутреннее такое недовольство. Вот. И там один вопрос, да, который задел Гелу, что, мол, в этой кампании чеченцы, значит, там, ну, в этой СВО, там, значит, особо себя не показали и так далее. Как ты, что-то в этом духе ты сказал. Я хотел Геле ответить. Гела, так это наши источники, наши некоторые блогеры грузинские, наши,
Мы же сами показывали, что они такие, как бы, критические, что вот нас пугали этим батальоном чеченским, а они там вот просто по воздуху стреляют. Но это же наше дело. Ты чему сейчас удивляешься? Это не деньга дело. Это на основании наших. Ты же сам будешь смотреть наши, так сказать, источники, которые наши показывают здесь. Вот и все. Поэтому все... Вот. Все правильно, деньга. Все абсолютно правильно. Я там тоже сказал и скажу. Это все знают. Просто мы слишком, как ты сказал, ты его, наверное, знаешь, мой друг Хаджи Мурат Абдулхаликович, сын нашего знаменитого разведчика. Мы очень толерантны. Мы не переходим красные линии. Мы так воспитаны, понимаешь? Мы не можем перейти красные. Нам стыдно об этом сказать. Та же история с этим Абдурахманом Абтарханом. А что это не могло послужить одним из поводов для выселения их? Могло, почему не могло? Могло, почему нет? Если первый, один из первых коммунистов в Чечне, там ЦК работал, его отправляют там справиться с какими-то бандами и так далее, что ему говорят там немцы на подступе к Моздоку, там Абдурахман, в интернете это есть. А он вдруг не едет в Чечню, а оказывается в Ставке убийцы. Это могло повлиять? Могло. Но мы это сказать же не можем. Потому что, трагедия народа чеченского, да, и ингушского, и многих народов, это красные линии, мы их переходить не можем. Они перейдут. Не надо здесь что-то им доказывать научно, не научно. Я считаю, просто надо нашу молодежь вот маленькую брошюрку, чтобы было интересно читать. Монография все-таки деньга, я думаю, они устанут, они она немножко такая для научного потребления. А краткая история, вот Булач Гаджиев, тоже он же издавал эту книгу свою. Вот она интересная более. Вот в таком ракурсе надо все это делать. Не знаю, пообщаюсь с Муртузом, с другом своим. Так что, брат, всем салам алейкум, удачи тебе, твоей семье, твоему сыну. Видела я его в Москве, когда был. Еще у вас родственница Атикат, или я уже не помню, с моей сестрой, она в мединституте вообще работала. В общем, всех вам благ, удачи, здоровья, счастья. Значит, в продолжении Шамиль действительно был нашим героем. То есть он, к сожалению, на мой взгляд, а может быть уже это не так, что он все-таки полностью еще не консолидирующая фигура в умах нашей молодежи, а может быть уже и так. Но что касательно распространения истории именно чеченских историков, это же не только касательно Дагестана, это касательно всех приграничных районов, в том числе и Грузии. В том числе и Грузии, что даже уже Турецкий район, вот даже в книге, которую ты назвал Рамазана Сигаури, по-моему, автор, что это ихние, что они там были там давно. Нет, я не знаю так хорошо историю Грузии, но насколько я ее знаю, что все народы, да, они считаются гражданами, они жили, но они все пришли. Но главный кавказский хребет, в том числе и аварцы, кваресты и чеченцы, это все пришли, не коренные, они, да, жили давно, много веков, но они не коренные. Вот. Но даже если бы коренные были, то ни в коем случае это не считается, что это территория Чечни. Но тем не менее в сети где-то опять, понятно, я хочу голословно, это проходило, проскакивало, и их не разные историки. Вот ты сейчас показал книги, разные, все пишут по-разному, каждый пишет свою историю. Что касательно наших кварецких аварцев, было постановление, к сожалению, да, многие уехали, было постановление даже
это надо мне найти. Но оно не выполнялось, и людям приходилось уезжать. Вот. И тогда, ну, 90-е годы никто его особо не выполнял, и, естественно, были проблемы. Вот. Ну, после того, как пришел власть, Шеварднадзе стал президентом, значит, его так более строго стали все это выполнять. Это тоже есть в интернете, в сети и так далее. Вот. Ну, ты сам был участником переговоров. Кстати говоря, вот ролик мне вышли, пожалуйста, со Зиятом Гамсахурди. Это очень почитаемый первый президент. Вот. Вот как-то так, понимаете? Мы ведь, у нас основная цель, что это они пишут историю. Вот и судя по тому, как ты показывал книги, Академия наук и так далее, и так далее, и так далее, ты знаешь, может быть, даже это, ну, это просто написано, а может быть, даже это Академия наук и не одобряла. Кто знает. Надо отдать типографии, тебе что угодно там напишут. Хоть ЮНЕСКО, хоть ООН и все, что хорошее. Ну, вот. Но тем не менее, это, так сказать, психологически влияет. Человек берет книгу, там написано Академия наук. И вот тебе вердикт. Ну, поэтому абсолютно, еще раз повторяю, кто бы это мой ролик не послушал, разницы не имеет. Пишите историю, к сожалению, сейчас да. Как? Вы все равно писать они будут, как им удобно, но так сказать, мы тоже будем, мы должны писать свою историю. К сожалению, так. Но есть вообще-то какие-то международные, есть всемирная историческая наука. И любую книгу, любую, там про Шумеров ты говорил, про вот этих, я тоже задавал вопрос, ну, это могут опровергнуть, конечно. Это так, на уровне таком, нижне-среднем уровне такой вариант. Дорогие друзья, ассаламу алейкум. Если вы считаете нужным прокомментировать ролик, а я там серьезный вопрос поднимаю, он касается целостности Дагестана, судьбы Дагестана. Там ответ на изыскание псевдоученых и блогеров, которые изо дня в день, уже последние годы, достаточно долгое время распространяют информацию по Дагестану в ложном свете, абсолютно ложном свете. В том числе я ссылаюсь на книгу, выпущенную, коллективную монографию, выпущенную под грифом Академии наук Чеченской Республики в 2019 году, с картами, которые фальсифицируют реальную историю Дагестана в средние века. Вы грамотные люди, если у вас есть собственное мнение на этот счет, если вы считаете, что какую-то долю ответственности вы несете за судьбу Дагестана, за ее целостность, ну, ответьте там, прокомментируйте выразите свою позицию. И я это выложил, потому что уже дальше нельзя было терпеть. Значит, надо было отвечать. Конечно, есть другой способ ответа, в виде конференции, круглых столов. Это тоже будет, но сперва надо было как-то среагировать в блогосфере, в сетях, где активно распространяется информация не в пользу Дагестана. Я надеюсь, вы меня правильно поняли. Итак, мои дорогие братья и сестры, это видео последнее, которое непосредственно от некого Тимура Алиева по поводу записи Деньги Халитова. Он говорит, это частное, но отвечать на все эту ересь смысла нет. Ну, коротко пробежимся. Первое.
То есть олимпийский чемпион, который приехал, оказывается, не имеет права прилетать туда, куда он хочет. Так получается? Я правильно понимаю записи этого, Тимур? Если он прилетел в Грозный, и он сказал, что это моя историческая родина, в чем он абсолютно прав, поскольку именно и гора родовая, и тейп его происходит из этой родины, имеется в виду исконно, то это нельзя, оказывается. Вот, уважаемые мои друзья, это не национализм. То, что он прилетел, это нельзя. Понимаете? То есть он, если прилетел в Чечню, то это национализм с нашей стороны. А если человек говорит об этом, почему он прилетел в Чечню, а не в Дагестан, а это не национализм. У нас это национализм, а у них нет. Высказывание о своей исторической родине, откуда корни его предков, это, оказывается, национализм. Это не история. Понимаете? И если переходить дальше, с кратких три, Абдурахман Афтарханов, якобы являющийся первым коммунистом, он 2 раза повторил это и сказал: я не защитник Абдурахмана Афтарханова для начала. Абдурахман Афтарханов, якобы это является причиной для депортации. Возможно, говорит, это причина. У меня возникает вопрос. Абдурахман Афтарханов, само собой, это ложь, то, что он Гитлеру написал, чтобы Гитлер создал независимость. Это все ложь. Нету никаких документальных доказательств этого. То, что он уехал в Германию, оказался, да, это правда. В Европе он оказался. Это правда. Второе. Все, что ты хочешь, он говорит, это гуляет в социальных сетях. Это гуляет в социальных... Где научные труды? А депортации карачаевцев тоже Абдурахман Афтарханов? Ассаламу алейкум. Валикум салам. Депортация калмыков, это тоже Афтарханов виноват? Депортация крымских татар, депортация крымских татар. Тут важно вспомнить про одного из персонажей. Есть такой Осман Губе. Осман Губе. Для начала, я просто хочу, чтобы вы понимали, является это? Нет. И другие многие национальности, 9 почти что национальности, которые были депортированы. Ладно, Афтарханов не был партизаном. А что мы можем сказать? Не является ли фактором, когда Осман Губе, который возглавлял высокопоставленный пост, принимал немцев и всего остального в горах, возглавлял эту шайку, являясь национальности, какой мы знаем. Почему это не послужило фактором депортации, как он говорит, тех народов? Почему в чечено-ингушских этих горах? Ложь, да, ложь, самая интересная ложь. Конечно же, еще раз повторюсь, Афтарханов, нету никаких документов, где Афтарханов писал. И Афтарханова за то, что он поехал, и вообще не причисляют к депортации чеченского народа, что это является фактором. Документ исторически это не записано. Ложь. Все, что он говорит, ложь, что Сигаурий говорит, что Панкийское ущелье или Ахметовский район якобы является исконно чеченской. Он никогда в его книге ни в одном месте этого нет. Если он говорит о тушинцах, пшавах, хевсурах и сванах и так далее, которые считаются близко родственными к чеченцам, а те же грузинские ученые четко подчеркивают, что это одна кровь, что есть целые книги, где написано, что они переселились отсюда, некоторые, не пшавы хевсуры, я имею в виду, а некоторые чеченские общества. Это есть книги Сигаури, Ильяса Сигаури. Но где он говорит, вы видите четкую грань, этот человек пытается сыграть. Он уже грузинам подыгрывает и говорит, чтобы грузинов стравить с чеченцами. Он говорит, что якобы чеченцы или чеченские ученые Ильяс Сигаури написал, что есть претензии и так далее и тому подобное. Где это сказано? Пускай покажет на этой книге. А то, что близко родственные с грузинами и в Грузии проживают, есть. Что они пришли, ну, опять же, вопрос касаемо чеченцев и грузин решать чеченцы и грузины. Некий Тимур Алиев, который говорит, я надеюсь, ты эту запись услышишь.
Это вопросы чеченцев и грузин. Это не твое собачье дело. Ты можешь говорить только о своих непосредственно национальных интересах. Ты не должен вмешиваться в наши взаимоотношения. Это не твое дело. Но опять же, ты лжешь насчет Авторханова, ты лжешь насчет Сигаури. Все, что ты сказал, фактически построено на лжи, фальсификации. Что касается карт, еще раз повторюсь, эту карту опубликовали мы уже давно. Она есть. Эту карту написали, когда чеченцев еще не было дома. Это карта Средневековья, где им не понравилась эта карта, которая напечатана. Амин Тиса, они начинают Амина. Амин просто взял официальную карту, которая при содействии МВД СССР напечатана в 1953 году. Когда чеченцев не было дома, когда они были врагами народа, когда они были в Казахстане. Эта карта не нарисована, и автором его не являются чеченцы, и никогда не были. Нужно предъявлять конкретно вопросы или же предъявлять к историческому наследию или историкам СССР или историкам из РАН Академии России, которые сделали эту карту и опубликовали. Благо она есть. Какие претензии к чеченцам? К Академии наук Чеченской Республики. Но я про остальное там уже эту чушь. Что касается шумеров, хуритов, это опровергнуть легко, нелегко. Так пускай опровергают. Опять же, какое ваше дело? Деньга недоволен тем, что якобы чеченцы только свою сторону затрагивают. А зачем нам нужно затрагивать историю Дагестана? Дагестан – это отдельный субъект Российской Федерации. Есть свои ученые, доктора, профессора, которые работают, когда еще чеченцы были в депортации. Когда ничего чеченского не было, с тех пор вы могли печатать и делать эти работы. В монографиях, ученые и все остальные. У нас нет никаких претензий к дагестанцам, что они сделали, что их языки близко родственны там, шумерским и так далее. Я зачитываю и говорю, это научная литература. Использование шумерского языка, аккадского языка или хурита-урарского языка. Еще раз повторюсь, какое ваше дело? Или вам не нравится, что турки, азербайджанцы начали поддерживать это? Что Туманов, да, они все, конечно, они написали близко родственные. Да, так писали в советское время. Абсолютно верно, деньга. Писали. И вы хотите до сих пор, чтобы так и осталось. Но сейчас наука ушла чуть глубже. Работать начали чуть лучше. Начали находить документы в разных архивах чуть больше. Поэтому вас и не устраивает это. Какие вопросы, какие претензии? Какие блогеры там на протяжении такого-то времени? Ваши блогеры точно так же есть и работают, и пишут. Зайдите в Одноклассники, зайдите в Телеграммы, в Инстаграмы. У вас есть такие же исторические паблики, которые не на основе документов или даже фейковых карт. Целые группы есть. Причем в прямом смысле националистические, а не какие-либо другие. Поэтому высказывание этого Тимура Алиева точно так же, как и высказывание Деньги Халитова. Я не буду говорить об участии его. Там с Рамазаном он, когда обсуждал, я там на этом съезде был, я с Басаевым был, я с Дудаевым был, я с этим был, я с тем был. Это уже пускай занимаются определенные структуры. Это мне нету до этого дела. Пускай они дают уже свою оценку этим вопросам, если говорим про историю. Или вы думаете, что здесь нету определенных структур в МВД, которые занимаются этими вопросами? Есть. Если они не наблюдают ничего в этом, в принципе, противозаконного, никого и не трогают. История, есть на все остальные. Я пытаюсь 99%. Если же это не авторские слова, то есть мои или кого-либо, я всегда оставляю снизу. Есть документ. Оттуда-то. У немцев, итальянцев, французов, у русских, арабов, тюрков, азербайджанцев. Здесь взяли, там взяли. Фотографии, книги. Я один из первых, кто призвал и попросил всех, когда они выкладывают какие-либо документы, чтобы обязательно сделали скрин книги. Первого титульного листа,
второго, где издано в каком году, и дальше уже текст со страницей. Это делается. Если есть какие-то претензии, пожалуйста. Есть Следственный комитет, есть какие-то органы, следственно, они могут сказать, что эта книга является террористической или является незаконной, запрещенной в России. После этого, тогда, если публикуют блогеры, тогда должны быть проблемы у блогеров. Мы прекрасно знаем законы, мы прекрасно владеем ими. И не публикуем того, что на законодательном уровне запрещено. Если книги выходят под общие редакторы, из них в основе своей Москва, Санкт-Петербург, Тбилиси и так далее, начиная с царской России, мы публикуем, мы показываем. Какие вопросы, деньга? И еще, уважаемые мои друзья, подписчики, когда вы будете задавать вопросы, я хочу, чтобы вы знали, они кажутся странным. Когда говорят, в советское время их ученые были более достойными, более честными и так далее. Помните, мы вам говорили и рассказывали? Мы знаем, что в советское время очень мало, очень фактически мизерные документы касаемо истории, особенно древней истории чеченского народа. Почти их нет. То есть им нравится, когда ничего не говорят, или же, если говорят, обязательно связывая их с соседними регионами. Это была практика в советское время. А сейчас стали архивы всем доступны. Любой может взять, поехать в архивное управление, взять документ, опубликовать. Великолепно. Хорошо. Это хорошо. А вы думаете, что этих документов нет? Особенно мне понравилось, когда он говорит, что Шабан, а это тот же самый Шабан, не тот ли, который ходил, которого несколько раз обвинили в том, что он сбивал реальные даты с могил в Ауховском районе. Не тот ли Шабан, который рисовал карты и говорил, что правая сторона Аргуна чуть ли не вся принадлежит аварцам? Не вы ли и не ваши ли историки рассказывали нам и говорили, что Аух был создан, причем объединившись с нордийцами, с некоторыми Запада, говорили, что Аух всего просуществовал 5 месяцев. Вы, имбецилы недоученные, ваши как раз таки. Посмотрите, когда был Аух и когда был создан Ауховский район. В Терской области Аух был. Во времена имама Шамиля Аух был. Причем тут данное название ему в 1921 или там в 1940 году. Причем тут эти названия? От местности, когда-то бывший Аух, назвали Ауховским район. Поэтому, когда вы рассказываете нам эти сказки, нам, конечно, становится очень интересно. А теперь я хочу, чтобы вы послушали еще одно мнение по данному вопросу. Причем хотели же ответов. И я скажу, где, в чем есть. Я не знаю автора, сразу скажу. Это ответ, еще один ответ, но уже от чеченцев, блогеров или как угодно назовите. Послушаем. И уже дальше продолжим. Ультранационализм или почему так будоражит дагестанцев прошлое и настоящее чеченцев. Ни для кого не секрет, что чеченский вопрос всегда и во все времена остается на первых строчках обсуждения. Смысл современного слова «хейт» чеченцы поняли очень давно. Царизм их пытался представить дикарями, власть советов дремучими и отсталыми. В 90-е их называли бандитами. 2000-е на них усиленно вешали ярлык ваххабизма. Одним словом, чеченцы испытали на себе всю эту, повторюсь, волну невообразимого хейта, которую они, кстати, очень стойко выдержали. Они продемонстрировали всему миру, что жить и умирать умеют одинаково красиво.
что и не дает покоя определенным кругам. Рекордсменами чеченского хейта, конечно же, являются дагестанцы. Они крайне остро и болезненно реагируют на все происходящее в жизни чеченцев. Да настолько болезненно, что иногда даже толпами идут драться с дорожным знаком, указывающим въезд в Чеченскую республику. В последние дни в сети завирусило видео некоего общественного деятеля, историка Деньги Халидова, который на ровном месте начал предъявлять очень большие претензии к чеченской науке, которая тихо, мирно живет себе, никого не трогая. Халидов обвиняет чеченцев, как он выразился, в ультранационализме и излишнем самолюбовании, причисляя себя к наследникам великих цивилизаций. Сразу задается вопрос, а почему это, собственно, волнует Дагестан? Если на сегодняшний день дагестанцы вместе с Халидовым объявят себя даже прародителями всего человечества, чеченцам на это будет ровным счетом наплевать. Но неинтересно. И на эти изрыгания Халидова в свой адрес они тоже, кстати, среагировали достаточно сдержанно и недоуменно. И этот видеопосыл также не является ответкой халидовским обвинениям. Это скорее пояснение чеченцам, почему так сильно дагестанскую общественность волнует чеченская история. Итак, Халидову спать спокойно не дает тот факт, что чеченцы причисляют себя к шумерам. Общественный деятель все это списывает на фантазии Амина Тисаева и несостоятельность Чеченской академии наук. И да, еще несколько раз он подчеркивает, что у чеченцев нет писаной истории, и вся она строится на преданиях стариков. Получается, история наша строится на преданиях стариков, а наука на фантазии Тисаева. Интересное заявление, не правда ли? Начну с того, что историю вообще-то и не нужно писать, ее нужно создавать, как и делали в свое время чеченцы. А время оно уже само напишет и расставит все по своим местам. И да, чеченскую историю, между прочим, всегда и писали, если бы кто-то так усердно не сжигал эти письмена. Чеченцы являются автохтонным коренным народом Кавказа, которые на этой огромной земле не имеют никаких родственных племен. Здесь нет того кавардака языков, кровей и наций, как в Дагестане, чтобы решать, кто, откуда, когда и раньше кого пришел. Чеченцы жили и существовали на Кавказе со дня сотворения этого мира. И первые достоверные письменные известия о предках чеченцев мы находим у греко-римских историков I века до нашей эры и начала I века нашей эры. Если, как утверждает Халидов, принадлежность чеченцев к древним цивилизациям — это всего лишь фантазии Тисаева, Умарова, Ибрагимова и всей Чеченской академии наук, то куда же девать ученых мирового имени? К примеру, известный британец, автор книги «Тайное общество всех веков и стран» Чарльз Уильям Геккертон пишет, цитирую, «После сокрушения Франции в 1812-14 годах, нанеся поражение могущественной Османской империи, Царская Россия принялась за кавказцев. Среди них чеченцы оказали самое яростное сопротивление. Они были готовы погибнуть, но не расставаться со свободой. Это святое чувство — основа чеченского этнического характера и по сию пору. Мы теперь знаем, что их предки были причастны к становлению человеческой цивилизации в первичном ее очаге на Ближнем Востоке. Хуриты, Митани и Урарту — вот кто числится в источниках чеченской культуры». Конец цитаты. Арабы чеченцев с глубин истории и по сей день называют шейшан, что в переводе означает «образцовый». А грузины с незапамятных времен называют их дзурдзуками, что на грузинском означает «праведный». В древнегрузинских летописях чеченцев называют кавказионами. Родоначальника лишь этой нации именуют Кавказус, который составлял 4-е колено пророка Ноя, мир ему. В книге Константина Туманова «На историческом языке Закавказья», вышедшей в 1913 году в Тифлисе, говорится о том, что, судя по многочисленным историческим свидетельствам, именно предки чеченцев, хуриты, стали первым народом, населившим территорию Закавказья и южнее, вплоть до самого африканского континента. Их культура повлияла практически на все земные цивилизации, в том числе и европейские, включая Древний Рим и Грецию. Известный немецкий историк, лингвист и востоковед Йозеф Карст констатирует, что чеченцы резко отделяются от других горских народов Кавказа своим происхождением и языком, являются остатком некоего великого древнего народа, чьи следы улавливаются во многих районах Ближнего Востока, вплоть до границ Египта. В своей другой работе Йозеф Карст назвал чеченский язык северным отпрыском праязыка, считая и язык чеченцев, и самих чеченцев остатком древнейшего первичного народа. Этнолог Ян Чеснов отмечает, что чеченская нация является этнической корневой частью кавказской расы,
одной из древнейших источников человеческой цивилизации, первоосновой духовности, которая прошла через хуритскую, метанскую, урартскую культуры и выстрадала свою историю и право на достойную жизнь, стала образцом жизнестойкости и демократии. Известный исследователь Алексеев в своих изысканиях подтверждает, что хуриты-урарты представляют собой не только физических, но и языковых предков чеченцев. В последнем издании материалов по истории СССР также отмечается о том, что урартский, как и хуритский, принадлежит к особой языковой семье. Наиболее близким к ним является современный чеченский язык. Благо все эти вышеперечисленные ученые уже отжили свой век, и Тесаев никоим образом не мог бы их заставить все это написать, чтобы разогреть свою фантазию. И, кстати, петроглифы на чеченских башнях, расположенных в Аргунском ущелье, согласно как российским, так и немецким ученым, имеют сходство с шумерским пиктографическим письмом, буквами этрусского алфавита. В начале XX века в Чечне побывал австрийский профессор географии Кёнигсбергского университета Бруно Плечки. Он изложил в своих научных трудах историю чеченской башенной архитектуры, которую он напишет в своей книге «Чеченцы», которая была издана на немецком языке в городе Гамбург в 1929 году. Ученые полагали, что петроглифы появились в XI-XVI веках, однако новейшие исследования подтвердили, что они намного древнее и обладают сходством со знаками на памятниках материальной культуры кабанской цивилизации начала первого тысячелетия до нашей эры. И надо отметить, что петроглифы эти на башнях рисовал не Тесаев, чтобы позлить дагестанцев. И столицу Аланского царства Магас на территории чеченского селения Алханкала вблизи Сунжи заложил тоже не Тесаев на пару с Умаровым и Академией наук. Еще в 1888 году в Алханчуртовской долине председатель императорской археологической комиссии Бобринский провел исследования, в ходе которых и состоялось открытие Большого городища. И если Халидов может называть исследования чеченских ученых фантазией, тогда чеченцы с таким же успехом могут назвать фантазией и воззрения дагестанцев, или же трудой Патимат, на которую ссылается в деньгах Халидов, это догма, святая истина, не подлежащая сомнению. Почему-то чеченцы так истерично не реагируют на жалкие потуги Курбанова признать переселение дагестанцев в 1944 году на территорию Чечни насильственным. Кстати, сейчас я и поясню, в чем причина всех этих судорожных, истеричных выпадов дагестанцев в адрес чеченцев. Тут даже и шумеры-то с хуритами ни при чем. Собака зарыта, точнее, большой такой блохастый пес зарыт в Ауховском районе, который входил в Хасавюртовский округ Терской области. А после окончания Кавказской войны Россия технично включила этот округ в Дагестан. А после, уже в годы советской власти, округ и вовсе официально присоединили к ДССР. А потом любимый по этой причине дагестанцами товарищ Сталин выслал чеченцев, и благодатный Ауховский край, исконная чеченская земля Аухой-Мох, стала принадлежать Дагестану. Кстати, сегодняшние лживые и циничные заявления дагестанцев о своем насильственном переселении и попытках признать это депортацией и есть самая настоящая фантазия. Потому что в отчете об освоении земель бывшей Чечено-Ингушской ССР, вошедших в состав Дагестанской ССР, отмечалось, что решение заселять чеченские земли было воспринято народами Дагестана как мероприятие, имеющее большое историческое значение. Присоединение новых районов, откуда было депортировано население, было воспринято дагестанцами с большим оптимизмом. Но еще бы, ведь им было разрешено заселить не только Аух, но и другие граничащие с Чечней районы, которые не с большим энтузиазмом решили обжить за счет изгнанных чеченцев, улучшая свое материальное положение и быт. Кстати, Дагестан, веками находящийся в моральном и материальном дне, всегда пытается выкарабкаться оттуда за счет чеченцев. Так что никакой речи о насильственном переселении здесь и быть не может. Допустим, если даже их и переселяли насильственно, то не такое это уже насилие это было. Прежде перейти на соседнюю территорию и зайти в дома, в которых даже еда не успела еще остыть, в отличие от чеченцев, которые были перевезены за несколько тысяч километров и выкинуты на произвол судьбы в заснеженные чужие степи, где они от голода и холода потеряли треть своей нации. Через 13 лет после того, как чеченцы вернулись домой, обжившиеся в чеченских домах дагестанцы, в отличие от грузин, решили остаться. И если с остальных районов Чечни их удалось все-таки худо-бедно выгнать обратно к себе, то с Ауха не получилось, так как район юридически принадлежит Дагестану. И вернуться в свой собственный дом не смог даже родной брат героя Советского Союза Хампашы Нурыдилова, Мухтар Паша.
Его дети и внуки по сегодняшний день бьются за право хотя бы создать музей в доме своего легендарного дяди. Кстати, когда Нуродило вместе с остальными чеченцами отстаивал южные рубежи Советского Союза, львиная доля дагестанцев целыми отрядами воевала в рядах вермахта, предавая таким образом интересы своей родины. Вот откуда, как говорится, дует ветер, а дует он с ауховских предгорий. И последнее интервью Халидова, точнее, этот телецирк, устроенный одним недожурналистом, который настолько слащаво и дешево задает наводящие вопросы про Ауховский район, и доказывает, что и Халидова, как и всех своих земляков, беспокоит одно — стук чеченцев в дверь в позднее время. Дагестанцев можно понять. Страх и постоянное ощущение за собой вины перед кем-то — страшные чувства, отравляющие человеческую жизнь. И жить, постоянно затыкая рот собственной совести, наверняка тяжело. Поэтому, видимо, так счастливы и были дагестанцы, надеясь, что уже второй вихрь войны сметет навсегда чеченцев, и они снова смогут насладиться их благами. Потому и провожали всю военную технику, засыпая цветами и заботливо передавая солдатам арбузы. А женщины мило вальсировали с солдатами, называя их братьями. Но и тут чеченцы не оправдали их ожидания. Они не только выжили, но и стали одной из передовых наций, свой след, который оставляют везде, начиная с кремлевских стен и заканчивая залом Бундестага. Кстати, философия Ницше «все, что меня не убивает, делает меня сильнее» очень подходит чеченцам, которые, будучи даже мухаджирами, вынужденными переселенцами, выкинутыми на турецкие береги, в иорданские песчаники, умудрялись становиться у руля этих стран. Большая часть иорданского генералитета составляли чеченцы, которые были также великими визирями Османской империи. При этом даже в такой ситуации чеченцы, между прочим, никогда не упрекают дагестанцев, а стараются мирно с ними сосуществовать. И даже тот исторический плевок со стороны Дагестана в виде почетного плена имама Шамиля чеченцы выдержали достойно и до сих пор даже с неким уважением относятся к его личности. И высказывание Халидова, был в Гунибе Байсангур или не было его там, не так важно. Важно то, что Шамиль, которого чеченцы со старой клячи пересадили на коня и провозгласили имамом, и под чьим знаменем четверть века проливали свою кровь, оплевал их самым мерзким способом. Имам Шамиль пытался всеми методами уничтожить чеченскую историю. Именно по его приказу был сожжен национальный котел чеченцев Оман-Ей, а над каждым тейпом он пытался поставить наибом дагестанцев, таким образом развить на территории чеченцев феодализм, которого здесь отродясь не было. Кстати, в чеченской истории жив ответ тейпа Дишни, который они дали лезгинским посланцам Наиба Магомы, которые прибыли от имени Шамиля, передавшего чеченцам, чтобы те достойно встретили своего наместника. На что чеченцы ответили коротко и ясно: передайте Шамилю и Магоме, которые вас прислали, и скажите им, что у нас нет ослов, чтобы выехать ему навстречу, и нет дудочников, как у вас в горах, чтобы достойно его встретить. Мы выйдем к нему на конях боевых, и вместо дудок возьмем черные винтовки. Как над соколами смешно назначать наибом ворона, так глупо лезгину быть начальником над чеченцами. А на исходе борьбы, разменявший уже 8-й десяток Шамиль, решил спасти свою шкуру, тогда как его предшественник, первый имам Кавказа Мансур, которому не было и 30 лет, вместо жизни выбрал мучительную смерть в холодных застенках Шлиссельбургской крепости. А Умадуев, полководец, старый волк имамата и правая рука Шамиля, вместе с остальными наибами продолжил борьбу и умер в Газавате, когда нареченный имам решил завершить свою жизнь самым позорным способом — в плену у врага, наслаждаясь подачками с царского стола. Вот она разница, та пропасть, которая лежит между вами, дагестанцами, и нами, чеченцами. Поэтому не надо на хромом ишаке пытаться догнать скакуна. Сегодня Деньга Халидов пытается упрекнуть чеченцев, как я и не поняла, то ли в участии в СВО, то ли в недостаточном вкладе в это дело. Так и здесь хочу подчеркнуть. В разные периоды времени чеченцы стояли по разные стороны баррикад с Россией. И надо отметить, и как враги, и как друзья, в этих обоих ипостасях они умеют себя достойно преподнести. Много раз чеченцы стояли на защите интересов России. И сегодня она также нуждается в их историческом, культурном, материальном потенциале. А проявлять усердие в служении государству нужно как раз-таки Дагестану, которому, кроме как канализационных отходов, больше нечего дать своей стране. И не стоит Халидову делить чеченцев
на правильных или неправильных, на братьев или не братьев. Не тянете вы на наших братьев, ни на сводных, ни даже на названных. Максимум роль, которую дагестанцы могут сыграть в жизни чеченцев, это роль мелочного и завистливого соседа, который при любом удобном случае пытается напакостить. И соседу этому стоит помнить, что ни одну каплю своей и ни одно лживое слово, сказанное в свой адрес, чеченцы еще не оставили. Поэтому рано или поздно волей судьбы они еще постучатся в двери Аоха. И, кстати, нужно наоборот радоваться, что написанной истории у нас нет. Если вдруг мы сядем и начнем ее писать, от Каспия до Ефрата. И называйте теперь это как душе угодно, ультра, контр или супернационализм. Я всего лишь констатирую факты, перед которыми рано или поздно вас подставит чеченская история, посягать на которую мы никому не позволим. Вот так, уважаемые друзья. Ой, машаллах. Машаллах, машаллах. Еще раз повторюсь. Все документы в основе своей, которые ссылаются, все, которые перечисленные документы в начале, я еще раз повторюсь, это девушки или, я не знаю, это программа или девушка, мне неизвестно, как любит говорить Тимур Алиев и его протеже, как говорится, Деньга Халидов, в социальных сетях гуляет вот такой ответ после заявления Деньги Халидова. Почему он появился, я думаю, никому объяснять не нужно. Да, конечно, в исторические моменты, все, которые она перечислила, в основе своей, на моем канале касается и Бруно Плечки, и все остальное, это не воззвание или желание какой-то чеченского истеблишмента. Все эти документы есть в свободном доступе и на немецком языке, и на русском языке. И их уже на протяжении этих 6 лет я публикую в некоторых местах, даже повторяюсь, напоминая людям это. И это даже не айсберг того, что я опубликовал документы, которые есть из этих книг. Десятки, сотни, если не тысячи документов касаемо нашей истории, древности нашего языка или родственность наших отношений, они у меня опубликованы. Все, кто желает, может посмотреть. Да, крайне, конечно же, некоторые места более обобщенно назвала эта девушка. Я бы, конечно, не стал этого делать, но это дело лично каждого человека, как говорится, что имеет возможность высказаться и высказать свое мнение. Все, еще раз повторюсь, в основе своей, да, какие-то моменты касаемо Шамиля тоже есть разное понимание и разная озвучка данного вопроса, исторического процесса. Тут, как говорится, каждый это мнение этой девушки, тут я могу или соглашаться, или нет. Но подтверждаю факт, высказывание лезгинского найба – это исторический факт. Уничтожение чеченского котла – это исторический факт. О том, что он раненый со своими 2 или 3 сподвижниками попал в Чечню, и когда уходил с 24 лошадьми, кажется, своим имуществом. Это факт. Остальное каждый выбирает. Не только своим имуществом, нашими писаниями, которых потом своровали. Наши тексты он уносил на Арбат. Я говорю только непосредственно о тех документальных моментах, которые зафиксированы. Остальное, как было, или наши устные предания, чтобы они не говорили, послушав, что этого не было, это недостоверно, чтобы так не говорили, я констатирую факты. Остальное, что касается полевого материала ЛУАМ-78, это мы уже оставим на свое воззрение и свое общение. Вот этого видео бы в таком формате не было бы, если бы как раз-таки не было вот таких
ультра, как он говорит, националистические и так далее. Речь даже не о том, что есть там Академии наук или нету. Умаров-то только сейчас пришел. Там до Умарова эти книги со времен царской России, со времен еще, когда не было ни СССР, ни России, как таковой имеется в виду, в нынешнем формате, эти документы были, есть и остаются. Тут ничего нам создавать не нужно. В первом своем интервью Дингар Халитов, или, если я не ошибаюсь, с этим блогером дядей Рамазаном, он говорил, что не сжигали, что это неправда. Не сжигали, что это неправда, книги в центре Грозного. Это то же самое сказать, что не было никаких убийств в Хайбахе, что не сжигались, не убивались немощные старики, что в казино Аме не было потопленной больные, раненые, чтобы их не вывозить. Это то же самое, что сказать, что их увезли в теплые, хорошие, прекрасные страны, где были готовы дома для чеченцев, и что они райско наслаждались своей жизнью. То же самое можно сказать, если не было сожжено. Конечно, были сожжены тепторы, были сожжены книги и документы. Но еще раз повторюсь, те самые карты, которых так сильно не любят, или книга, которая Гурама Гумбы, которой он говорит, что... Сейчас, подождите, чтобы это не было, как говорится, особо, да? Так. Теперь меня видно. Надеюсь, видно меня сейчас? Скажите кто-нибудь, видно меня? Да, видно. Дингар Халитов сказал, что Гурам Гумба при его поддержке, то, что он ему подсказал, и была сделана книга. Вот эта книга Гурама Гумбы. Почему-то книга, которая была сделана Гурамом Гумбой и Академией там Абхазии, наук Абхазии, России, Грузии, затрагивая эту книгу, наш Дингар Халитов не сказал простую вещь, не показал карты на этой книге. Вот эти карты, а я вам могу ее показать. Видно ли? Видите этот зеленый кусочек на этой карте документов исторических? Написано на Нахчиматия. Видите вот эту вторую карту? Зеленая. Опять же написано, это государство, где проживали нахчи. Вот эту карту видите? Нахчи. Вот эту карту видите? Нахчи. Зеленая. Вот эту карту видите? Нахчи. Почему Дингар Халитов не назвал с этой книги карты, которые в десятки раз превосходят историю, написано якобы нашими псевдоисториками под Академией наук Чечни, не понравилось Дингар Халитову? Почему он не сказал по этим картам ничего? Это же по его рекомендации, когда анонсировали эту книгу, он показывал. Или же вот эту книгу, где он называет Ильяса Сигаури. Вот эта книга, та самая Дингар Халитов, которую ты называешь, который написал именно чеченский ученый, который опубликован. И здесь генеральным директором является Тропкин, здесь является коммерческий директор Донских. Я хочу, чтобы ты назвал чеченские фамилии. Здесь Патюхина, здесь Баклакова, напечатано в издательский дом «Русская жизнь». Вот как написано. Ты совместно с, как он назывался, с дядей Рамазаном, да? Место «Тайны древнего Шумера», первая графа, происхождение расселения, политическая история, структура шумерского общества, хозяйственная жизнь, духовная культура, хурритское государство, происхождение. Ты показал оглавление, но не показал, что написано
там. Я, конечно же, зачитывать всего этого не буду, но здесь четко указано сейчас. Смотрим. Происхождение и расселение, да? Возвышение шумерского этноса, международных поразительных и так далее. Смотрим. Ссылки современных языков. Дьяков, М.М. Языки Древней и Предней Азии. Ссылки на ученых, которые непосредственно. Дальше смотрим. Опять же. Чевобово введение языкознания. Не Чеченко тоже. Дальше смотрим. М. Оттен, немецкий ученый. Не чеченское происхождение. Итак, я могу перечислить, конечно, и все остальные фамилии, написанные в этой книге, где указывается или близкое родство, или схожесть с чеченцами шумерского государства, хуритского государства или уральского государства. В чем проблема? Где же ты был, Динга Халитов, в 1997 году, когда вышла эта книга? Или ты, или все твои сторонники. Где же вы были? Она вышла в 1997 году. Где ваши высказывания во время? Ты же был близок, как ты говоришь, Шамилю Басаеву, Джахару Дудаеву и всем остальным. Почему ты не мог приехать и сказать: послушайте, чеченцы, братья, я там во всех кавказских там и так далее и тому подобное участвовал. Вот в этой книге не написано ничего про дагестанцев. Почему вы не написали? Это не было в то время ультранационализмом? Или же не было такого задания, которое ты сегодня поднимаешь? Почему в книге Гурама Гумбы ты не видишь карты, где нарисовано 6-7 карт, где Нахимати или Нахчимати или Нахчиматьяне являются предками чеченцев? Нарисованные карты Гурамом Гумбой и Академией наук. Здесь редсовет, доктор исторических наук, профессор Академии Абхазского Ачугба, рецензент и доктор исторических наук, твой друг Ахмадов, кандидат исторических наук Цвинари и все остальные, с которыми работал. Почему ты не предъявил, являясь сподвижником, что вот эту книгу написали, не сказали, а что вы там написали, все там про чеченцев, все там, карты такие большие, огромные территории. Почему ты не предъявил каких-либо претензий к этому человеку? А не было претензий. А почему? Как раз-таки, хорошо, возникает вопрос. Я вам обещал как раз-таки показать. Тимур Алиев, друг и сподвижник Динга Халитов. Посмотри, есть вот такая книга, называется «Память». Посмотри ее толщину. Все документы, ни один из них не чеченский. Перечислены фамилии, сотни фотографий всех воинов чеченцев, которые погибли в Великой Отечественной войне или во Второй мировой войне. Огромное количество. Это новая книга, которая тоже мне досталась, я вам обещал в начале эфира. Она напечатана, исходя только из непосредственно архивное управление Чеченской Республики. Документы сплошные. Смотри, какая. Видишь? И здесь их десятки тысяч. Пофамильно все написано. В каком районе, сколько, где. Вот, например, Ижаев Хасан, 1916 года рождения, селение Тазбичи и Тумкалинского района ЧСР, призван в Красную армию в 1941 году, пропал без вести в 1943 году. Почему ты назвал одного Ахтарханова, а десятки тысяч, которые полегли, несмотря на то, что их народ был депортирован, не называл? Вы думаете, если мы напечатали эту книгу, сделали эту книгу, то мы являемся националистами, нацистами и так далее и тому подобное. Вот таким образом получается, а сколько в нашем, как говорится, огромная благодарность архивному управлению. Есть вот такие книги, есть такая книга, великолепная.
Союз горцев, русская революция и народы Северного Кавказа. От А до Я нарисованная карта, опять же. Смотрим вот эту карту. Здесь на этой карте четко указано, чтобы было понятно. Дагестан – это темно-зеленый цвет. Видно? Надеюсь, видно, да? По реке Сулак. Видите? Дагестанская область во второй половине вот 19 века. Смотрите, вот эта карта... до Дагестанской этой области был Прикаспийский край. Первой половины 19 века был Прикаспийский край. Смотрите, это карта Северного Кавказа. Дагестан четко указан по границе таким, каким он был. Дагестанская область. Да, здесь четко указано, темно-зеленая, Абхазия, горские районы Куба. Это все на документах. Не нужен ни Амин Тисаев, не нужны ни блогеры. Эти карты есть. И здесь, кстати, в этой карте ни Аух, ни Хасавюртовский район даже не входили в Дагестан. Вообще и рядом нету его. Здесь написано Дагестанская область. Если чеченцы показывают эту книгу, основываясь на архивных документах, являются они ультранационалистами или блогеры такие плохие? А почему? Здесь все четко. Книги этой, очень редкая книга, кстати. У меня на аватаре карта стоит, военная карта первой половины 19 века во время Кавказской войны. Ну, скорее, русско-чеченской войны, можно сказать. Вот на этой карте по правую сторону реки Сулак есть российский субъект под названием Прикаспийский край. Деньга, пускай посмотрит карты, военные карты. Я хочу, чтобы вы понимали, друзья, смотрите, я опять же не собираюсь, я хочу, чтобы вы в Телеграм, если есть Сюли, если есть соседний кто-то, вы можете зайти на наш Телеграм-канал, задать этот вопрос, на который я перед вами могу покраснеть и сказать, что ультранационалист или недостойно отвечаю. Именно благодаря вам и вашим высказываниям появилось высказывание этой девушки. Молодой девушки, которая высказывает конкретно свое мнение по этому вопросу. Еще раз повторюсь, документально все, что она перечислила, оно есть и оно опубликовано. В десятки раз опубликовано это. Поэтому, когда чеченцы это делают, это не национализм, это исторические факты, описанные Российской империей, Российской Федерацией, или же СССР, или же остальные страны СНГ, которые публиковали, или же западные, те ученые, которые, допустим, такие как Бруно Плечки, которые были с Западной Европы, с Австрии или Германии. Поэтому надо более глубоко смотреть. Вы думаете, предъявить документы, показать, у нас нету книги Сигаури, или у нас нету книги Гурама Гумбы? Да есть. Есть прекрасные документы. Есть. Еще хочу показать великолепную книгу, точно. Это все, как говорится, задонатили, наш канал поддержали. Есть вот такая очень редкая книга. Называется «Герой чеченского полка. Кавказский туземный конный дивизии». Здесь и фотографии, здесь и документы, здесь и награды героя чеченского полка, кто, каким образом, когда, прикосновение к подвигу, фотографии, смотрите, все фотографии здесь, видите, документы, все на основании документов, все, и фамилии этих, здесь очень много фотографий и документов, которые сегодня в интернете гуляют, и некоторые люди пытаются, да не только это, здесь есть четко указаны, посмотрите, какова была одежда этих представителей. Здесь четко есть указана карта, на которой указаны, где чеченский полк, где кабардинский полк, дагестанский. Вот эта карта, чтобы было видно. Видите? И там указано, какие полки были и где они находились. Татарский полк и так далее и тому подобное. Поэтому награды, карты, где участвовали, все настолько четко описано, награждения, это сабли, фотографии Тапы Чурмоева,
Орцы Чермоева, всех воинов, которые участвовали в Первой мировой войне. Когда мы говорим, это тоже чеченский национализм. И я вначале обещал, еще одна книга. У нас хорошее пополнение, так что огромная благодарность. Посмотрите, какая великолепная книга. Вот такая вот. И это чеченский полк дикой дивизии, 1914-1917 год. Великолепное издание. Опять же, архивное управление Чеченской Республики. Это благодаря Музаеву Магомеду Нурадиновичу. Он приложил усилия к этой книге. И здесь великолепные подвиги чеченских воинов, участвовавших в Первой мировой войне, и точно награждение императором Николаем II и так далее и тому подобное. Кстати, иллюстрированное, очень просто, опять же, перечисляются все чеченские фамилии. Допустим, примерно я говорю. Охотник, доброволец Александр Викторович, Иван IV, Иван Спасильный и так далее. Звание, имя, отчество. Список нижних чинов чеченского конного полка, представленных к награждению георгиевскими медалями. Какие медали, сколько? Огромное количество. Вот в такой великолепной книге, которую вы тоже не найдете. Почти что ее нету. Еще вот такая книга, которую мы тоже получили. «Достоинство гордых. Моя жизнь с чеченцами и ингушами» называется. И здесь есть та самая великолепная карта. Это карта, которая убивает просто некоторых норнийцев наповал. Вот здесь в самом начале этой книги она настолько шикарна. И вы знаете, что самое интересное? Здесь просто сотни горских селений, которые были стерты с лица земли. Это схематическая карта горной территории Чечни и Ингушетии. И здесь, кстати, да, книга называется В.Ф. Русин «Достоинство гордых. Моя жизнь с чеченцами». Вот такая вот книга. Опять же, не чеченский, как говорится, автор написал ее, если я правильно. Издательство Котляровых, 2005 год. Великолепная книга. Карта, уже сама карта имеет огромное значение. Изменение границ пригородного района с 1934 по 1957 год. Там даже это указан, пригородный район указан, изменение границ вот на этой карте. Посмотрите. Вы не представляете, какой... Даже этих сел на сегодняшний день, я уверен, больше, чем 90% их не существует. А о существовании этих карт, этих сел даже не знают. Это настолько плотно заселенная горная часть нашей Родины. Николай Русин, по-моему, это написал. Нет, В.Ф. Русин, не Николай. Да, Русин. У него очень хорошо он описывал события. Да. У нас еще появилась вот эта книга, она есть, и называется она «Кавказская конная дивизия». Опрышка ее написал. Опять же, мы ее зачитывали. Вот эту книгу мы будем у себя в эфире обязательно разыграем и подарим одному из наших подписчиков, тот, кто правильно ответит на наши вопросы. Еще, подождите, еще не все. Я вам обещал в начале, что покажу это все к сегодняшнему эфиру. Пополнение наше. Вот такая книга. «Дорога к победе» называется. Ну, уже здесь и перечислять. Это Тимуру Алиеву, который сидит и рассказывает нам об Авторханове. Я хочу, чтобы он ознакомился с данной книгой и понял, что и близко не стояли эти. Книга называется «Дорога к победе». Опять же повторюсь, напечатана она архивное управление Чеченской Республики, поэтому великолепная книга с огромным историческим материалом, где, когда уехали, пропали без вести, сколько погибли и так далее и тому подобное. Это о том, что это вторая книга. Книга
где Шабан Хафизов якобы сказал, что не было чеченцев в Ауховском районе, и это Тимур Алиев тоже хотел рассказать, что Аухи, вот, надо на него ссылаться, надо рассказывать и так далее и тому подобное. Вот книга. Видите? Вы можете теперь не столько, это не имеет отношения к Академии наук. Вот такая книга. Это очень редкая книга. История чеченцев в письменных источниках. Здесь есть документы о Шихмурзе Окотском. Чтобы было понятно, это 16 век. Это, опять же, торговля чеченцев, плоть чеченцев, ококов, акинцев в 15-16 века с Астраханью, с Кизляром. Эти документы все здесь есть. Это архивные документы. Чтобы было понятно, ничего из этих вот в таком формате. Видите, каждый документ написан, где, допустим, 1600, смотрите, 1648 год, май, около 16-17. Выпись в доклад об этом посольство приказа царю Александру Михаиловичу. Царю-государю, великому князю Алексею Михайловичу всея Руси, бьет челом холоп твой терской Чапан Мурза Костров. В нынешнем государе в 156 году приехал я, холоп твой, к тебе, государю Москвы, видел твои царского величества очей, и по твоему государю указу твоих царских пресветлых очей я, холоп твой, видел. Милостивый государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси, пожалуй, мне, холопа своего, вели, государь, мне, холопа своего, отпустить узденишками на терек. Царь-государь, смилуйся. Чтобы было понятно, Чапан Мурза не относился к чеченам. Но эти документы в чеченском архиве, они есть, и они опубликованы. Кстати, это ауховскими землями или землями на тереке, на территории Чечни. Вы зайдите, прочитайте эти документы. Видно, да? Это книга, это касаемо у меня эти книги две. Одну я подарю самому достойному моему подписчику обязательно. Чеченборзу, да? И тем более книга, о которой я так долго хотел ее достать, которую не находил, и она у нас появилась. Великолепная книга, вот такая вот. Машаллах, хазуизм был. Чтобы было видно, да? Грозный, 1918 год, Бехнабилаш. Массо эфиря у супруга. Башлан, куда эти книги? Обязательно обсуд. Эту книгу я еще даже не открывал, прямо перед вами ее распечатал. Уже у нас же, как говорится, не умеют историю, не знают, да? Посмотрим. Эта книга напечатана, очень богатое оформление, очень крутая, реально крутая книга об истории нашего народа. Вот она, теперь без обложки, чтобы было видно. Орнамент на нем, узоры, орнаменты чисто чеченские. И еще раз, архивное управление Чеченской Республики. Все на архивных документах. О меценате. Здесь есть меценат. Это Ваха Абуевич Агаев. Вот он был меценатом. Вот о чем я говорю. О меценатстве, о чеченских меценатах, поддержке, кто делает, чтобы было видно. Впервые изначально вот так вот выглядела крепость Грозная. Здесь карты, рапорты, документы, секретные дела,
Все, опять же, только на основании документов. Когда вы пытаетесь нас упрекнуть на этом, как говорится, вот такие вот великолепные книги нам заданы. Я бы, честно сказать, эти все книги стоят как минимум 1000, наверное, 25 или 30 тысяч. Душил, все вместе взяты. Их с десяток, 10-12 книг, если не больше, они стоят. А я к чему вам это все показал? В том, что мы публикуем, блогеры, исследователи, историки, хоть и мы не в Академии наук, для всех, кто любит там сидеть и сплетничать и говорить, что у нас нет истории, что мы не публикуем. Вот это и есть история чеченского народа. Архивное управление, документы с архивов, предания. Вот оттуда мы берем. Все они в свободном доступе, эти документы есть. И вы можете зайти и найти их. Да, есть некоторые редкие книги. Книги Сигаури редкие. Книги Хасана Бакаева редкие. Тоже книги Амина. Тоже редкие. Насколько я документов. Чем больше таких документов, чем больше таких поддержки для наших блогеров, исследователей, я не говорю Академия, там, бюджет и другие государственные учреждения, я не говорю. Я говорю только чисто за те непосредственно ребят, которых, к сожалению, не так много. И все равно они поперек горла стали. Что с востока, что с запада. И, как говорится, Динга Халитов выступает, и мы получаем вот такие видеоролики. Там есть еще один видеоролик с дядей Рамазаном. Хотел бы там из-за этого всего общего, чтобы не повторяться, один вопрос. Я его тоже мне сразу же прислали, как он только вышел. Скинули мне по Уховскому району. И по... Да, в основном про Уховский район. Болезненный вопрос, который они поднимают. Мы как раз-таки с братством, и Тимуру Алиеву, мы как раз-таки с братством не навязываемся. И он, тот же Тимур Алиев, когда отвечает Динге Халитову, но это Динга Халитов, если я правильно понял, выложил это аудиозаписи, потому что он отправил запись Динге Халитову, Динга Халитов выложил его в социальные сети. А если вдруг не знает Тимур Алиев, WhatsApp тоже является социальной сетью. Сейчас и тоже медийно расходятся тысячи и тысячи людей. Она не отличается ничем от Instagram, Facebook, или Twitter и остальных одноклассников или YouTube. То же самое. Аудиоверсия, где поставлена фотография Тимура Алиева, где он говорит о Динге Халитове. Еще раз повторюсь, когда вы говорите об историческом наследии чеченского народа, мы никому ничего не обязаны. То, что вам нравилось, что в советские времена чеченские историки со всем к ним уважением писали мало или же писали в угоду в братстве с вами, эти времена закончились. Сегодня это не СССР. Сегодня Чеченская республика субъект федерации, Дагестан субъект федерации. И каждый занимается у себя про свой дом, про свою родину. И если какие-то взаимоотношения общие в историческом процессе, их публикуют. Никто никого не обвиняет, если вы не нападаете. Не нападайте, если вы на Байсангура Биноевский. Это же та же самая Патимат Тахнаева, которая утверждала и говорила, что Байсангур Биноевский выдуманный персонаж. Она же в один период говорила, пока не показали его могилу, пока не показали документы исторические, где есть, а их публикуют.
8 уже подтверждений того, что он был 8 или 9, если я не ошибаюсь, что он был в Гунибе. Причем 3 из них как раз-таки это Тиндинская, Хаточ, кажется, да, Хаточ называется это село. Оттуда и еще 3 сами дагестанцы говорят, что Байсангур Биноевский был непосредственно на Гунибе, который вы опровергаете. Шапик Азиев и остальные то же самое писали, что он был на Гунибе. Когда вы начинаете подвергать сомнениям, когда вы начинаете говорить, что этого не было, что это было так, или вам отвечают. А вопрос Аухову, почему лезгины нравятся чеченцам или нет, мне вопрос Тимуру этому.
которые проживали и в приезжали и вместе сделали масла. То есть этой кровной мести нет. Уже нет. То есть их, как говорится, это ушло в прошлое. По словам этого старейшины, он говорит, они знают, что у него корни из Чечни, что он корни чеченские, из Тайпахонда. И плюс еще с Даутом был еще один представитель, он высказался и сказал, что почти что 70% достоверность, это я констатирую его слова. То ли 60, то ли 70% в сельдах, кто проживает, это жители Шаройского района, хуландойцы, которые переселились в селение Сельды. Еще раз повторюсь, если это ложь этого старейшины, это моя ложь. Если же он сказал правду, я вам говорю правду. То есть это чисто чеченские корни, которые проживают ныне в как они там называют себя. Но факт остается фактом. Это слова этих старейшин, которые приехали в Шаройский район. После мне начали задавать вопросы. Начали заходить норнийцы. Почему ты не припишешь Хазбика к себе и так далее и тому подобное. Первый, кто это опубликовал, был я. Остальные репосты, ЧП, не ЧП, все остальные сделали у меня. Взяли эту новость у меня. Огромная благодарность моим братьям хуландоевцам, которые сразу эту информацию скинули мне. Мне было очень приятно первым опубликовать данную новость. Начали говорить. И после чего мы опубликовали ДНК-тест по отцовской линии двоюродного брата. Я не знаю, тест самого Хабиба у меня его нет, но двоюродный брат по отцу, то есть Щичеву, сдал тест. И все этот ДНК-тест, этот ролик я тоже загрузил на ютубе, вы можете посмотреть. Все флаги чеченские и один флаг дагестанский. ДНК-группа с Дагестана, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, где он указывается J2 и прямые чеченцы по генетике, по биг-тесту показала его чеченские корни J2. Видать, дальше уже моя гипотеза. Поскольку предки, если Дауд говорит правду, а я уверен в этом, поскольку предки Хабиба знают, что у них чеченские корни, после возвращения, я уже дальше говорю про интервью Хабиба, после возвращения с Чечни, он сказал, что его дедушка сказал, что мы должны оставить дом и уйти. И они, оставив свой дом в Ауховском районе, ушли обратно, дальше вернулись обратно в горы, в селение, там, где и проживали ранее. Исходя, почему я именно в таком формате, почему я попросил прощения и сказал, я всегда говорил, вот так достойно аварцы поступают, но получается так, что корни у Хабиба Нурмагомедова, сейчас он может себя считать дагестанцем, возможно, я не знаю. У меня нет прямого интервью. Я говорю от старейшин, которые, поскольку у них корни чеченские, исходя из этого, вполне возможно, они знали это и не стали занимать своих сородичей, своего народа, дома в Ауховском районе и переехали. Вот за это я просил прощения. Другой вопрос. Многие начали говорить, там 7 поколений, 12 поколений прошло, они инсуили, буют, и язычие. Есть такие выступления от наших некоторых комментаторов, или под нашими никами пишут, или недоброжелателей. Валлахи, биллахи, таллахи. Я и клянусь именем Всевышнего Аллаха. Для меня нету никакой разницы, я вам еще раз повторюсь. Когда говорят, почему я это констатирую, когда говорят, что в Чечне проживает, там начинают сказки рассказывать, да, Сюли особенно, Жайхуай, начинают рассказывать, или Жайхуай, или Сюли начинают рассказывать, у нас 40 тейпов проживают в Чечне. Нет, уважаемые, не 40 тейпов. У вас проживает 1-2 тейпа, возможно, вашего происхождения. А вот чеченских тейпов, проживающих в Дагестане, намного больше оказывается. Насколько я знаю, их уже с каждой сдачей ДНК становятся очень многие вопросы становятся ясными. Кому они сегодня себя причисляют, чтобы они там переиначили свое название и так далее, я не собираюсь. Я лишь
констатирую вам исторические факты. То есть чеченцы, которые переселились там, они стали себя называть дагестанцами, или называют они себя сюлю, я не знаю, как они себя называют. Факт остается. И они пытаются там сегодня забрать, взяли его, взяли другого, теперь третьего. Нет, незачем. Как указал один из представителей шароевского тэпа на этом съезде, когда я в этом видео такое выступление, говорит, поскольку у него чеченский корень, наверное, поэтому он выигрывал все эти бои. Все его достижения, потому что он сам шароевец. Но это, конечно же, юмор. Но Берша, мы же сами говорим, уедет, хоть 1000 лет пройдет, если у него чеченская кровь, знаешь, что он чеченец, если себя таковым считает. Если не считает, никто не пытается его призвать или делать. Вот и ваши теории большого хунядин. Сейчас там появились потомки Байсангура. Другой написал, что потомки Байсангура, фамилия Байсангурова есть и в Осетии. Это же не значит, что Байсангур Биноевского была жена осетинка. Еще раз повторюсь, уважаемые мои друзья, мои подписчики, когда вы пишете такие вещи, я вас прошу, очень вас прошу, кому другому, если бы вы написали это, я бы мог понять. Но мне писать такое не надо, с учетом того, что я же и так вы меня называете националистом чеченским, да? Но я чужих не приписываю. Я вам опубликовал материал, который непосредственно это же интервью дает, непосредственно рассказывает сам Сюли, аварец, о обселении Хаточ, о том, что у него была якобы есть жена. Я вам сразу сказал, я связался с потомками братьев Байсангура Биноевского. Они не подтверждают этот факт. Ты не смотришь канал мой, да? Я Инстаграм, да, я меня заблокировали. Ладно, в Ютубе посмотри. За поддержку Палестины, полностью. Хорошо. Хорошо, я сейчас поясню. Есть видеоматериал, можешь посмотреть у меня, где дают интервью. Приехали кто-то из чеченцев делегации на Гуниб, и там местный краевед рассказывает, краевед Валах, местный житель, рассказывает о преданиях, о том, что во время прорыва Гуниба Байсангур Биноевский раненый ушел в селение Хаточ. И там, в этом селении, там две версии. Они говорят, что у него была вторая жена, и что от него остались дети, которые остались живыми, и они сегодня носят фамилию, которой нет в Дагестане, и она не свойственна для дагестанцев. В этом селении до сих пор есть род, который называется Байсангуров. И они по одной версии говорят, что это дети Байсангура Биноевского от его жены. И вторая версия, что он при прорыве с Гуниба раненый попал в это село вместе со своим другом, и его друг в знак любви и уважения к Байсангуру назвал своего сына, дал ему имя Байсангур, и от него пошла фамилия Байсангурова. Но остается в любом случае, как бы то ни было, и этот рассказчик сам рассказывает, что до сих пор там есть Байсангуровы. И он говорит, что если кто хочет... Может, вот вторая версия. Я же поэтому говорю. Вот многие же вещи мы не слышали, поэтому, исходя из этого, сразу я связался с прямыми потомками братьев Байсангура Биноевского. Они говорят, мы готовы, причем со мной вместе, они говорят, сейчас поехать в селение Хаточ, если они сдадут ДНК, взять ДНК, сравнить его с ДНК братьями Байсангура Биноевского и удостовериться, есть такое или же нету такого. Они готовы. Здесь никаких вопросов нет. Никто не пытается приписать Сюль. Мы не знаем даже, Сюли была его жена или какой.
üstlük olsun. Umduğu çıkazım da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. İş vakti yok. Алейкум ассалам. Так что, Иса Хадаули, еще раз повторю, это не сказал Башлам. Башлам вам предоставил видеоматериал рассказа дагестанца, чеченцу на Гунибе. Он называет... Я понял. Я смотрел этот ролик. Я оставляю это, чтобы все в Ютубе могли посмотреть. Смотрите все ролики, и вы будете в курсе событий. Этот видеоролик есть на Ютубе, Инстаграме, Телеграме, Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте, везде есть. Везде на всех наших платформах. И я еще раз повторюсь. Этот видеоматериал есть в свободном доступе, где дагестанец утверждает, что Байсангур Биноевский был в Гунибе, прорвался, раненым отлежался в этом селении, и что сегодня, по одной версии, то ли от жены, то ли от его друга, который назвал своего сына Байсангур, и у них пошла фамилия Байсангур. В Дагестане других Байсангуровых нету, то есть, чтобы было понятно. Посмотрел. Я тоже смотрел этот ролик, да, действительно, там он рассказывает все. И он говорит, ну да, у мамы, да, ты что, почему не может быть судья или нахрен, а что там такого? Действительно, ама Бог, да, она и ДНК, там, наоборот, подтверждающие факты, которые участвовали в этих местах. Для меня важно было не то, что там есть Байсангуровы, это уже второстепенно. Для меня, если кто-то изъявит желание, и мы на самом деле поедем туда, и если они сдадут ДНК, и мы сможем провести этот тест, это 100% доказательство, не 100, это 1000000% доказательство, что Байсангур Биноевский был на Гунибе. Это 1000000% доказательство. Мне важно было не столько, что что именно вот именно вы совершенно не из Бога, вот и он еще смогался, где там пошла. Вот. Да. И я не говорю, что я там против как-то, да. У вас Бог, Гергер Бог, да, момент, это дверь с ума, да, Сун так Бог за 90 лет кэт полспахты на хуй, бэлэн боч бук, и хум ждуч, дая здесь и киевцы, дитер, угар, тависан окнак, татун талотуез, дюйца на дочь халтак буез. И шадов киевтунга, до дуком дузин талотуез. Үш бүйц, хорошо, хом бено хиларбек, хум даца. Атай паношу бойсхари. Но цюню вещи бешмадай дин, вещи техая бешмадай дин. Если они никто не слышал об этом, ты дадиц. И Бог, это не кардук. Нет, я понял это. Это не кардук, кого больше. Не, хатун. Бог, сун хэс дюйч, да? Поэтому для меня важно было не столько для меня важно было то, что сам факт, что он был там. И это, как говорится, Деньга Халитов там начинает возмущаться и говорить по поводу Байсангура или других, или шумеров, или остальных. Все эти документы, все эти публикации, или Ума Дуев, или Байсангур Биноевский, или Шпайт Милат Цинтароевский, и все исторические герои, которые есть у нас, зачем мы должны спрашивать или рассказывать их деятельность в Дагестане, если мы можем рассказать их деятельность в Чечне? Откуда их корни? И мы не обязаны приписывать вас куда-то, почему нас не упомянули, почему мы это в советское время так делали. В советское время вы работали на одну контору, сейчас вы работаете на другую контору. Советский Союз – это не Российская Федерация, извините. В советское время многие вещи, которые происходят и в Дагестане, и в Чечне, были бы совсем по-другому, если бы Советский Союз до сих пор существовал. Сундера, оставьте вот эти ваши Тимур Алиев и остальные. Да, и пока вот сейчас мы уже продолжим, чтобы ваши вопросы
ответить на ваши вопросы. Вы вечно говорите о том, что есть книги. Деньга сказал вместе, это рассказал, если я не ошибаюсь, дяде Рамазану, что есть книга, в котором говорит, что чеченцам, ауховцам выдали равные по тем домам, по участкам, выдали деньги, дома равномерно, равноценны тем, что были в Ауховском районе. Никаких проблем. Об этом говорит и Красный Горшок, говорил об этом много раз, и сейчас вы говорите. А разве есть проблемы? Конкретно поднимите этот вопрос, поднимите эти документы, которым выдали эти дома, как вы говорите. Скажите, вы можете сравнить с теми домами, в которых сегодня проживают лакцы или же аварцы, 2660 домов, если я не ошибаюсь, если их не стало меньше. Их было за 3000 вместе с земельным участком. Пожалуйста, предоставьте список этих домов и список 2660 чеченцев, которые взамен получили дома, деньги и земельные наделы. Никаких вопросов чеченцев тогда к вам не будет. Где четко на документах указано, что даны взамен ауховским землям. То есть должен быть официальный документ. Вы же хотите, чтобы мы документально с вами говорили? Вы же акцентируете, что мы исследователи, блогеры, историки чеченские, якобы что-то говорят. Вот у меня возникает, если вы покажете список фамилий чеченцев, которые получили равномерные земли, которые были у них, дома и деньги, как репрессированным, которые восстановили, и обязательно в этом документе должно быть указано, что, допустим, Акбулатов Махмуд Рамзанович, ранее проживавший в селении Акташ-Аух, получил взамен земельный участок в селении Хасавюрт и денежное довольствие в размере таких-то денег. Пускай покажут документ. И таких документов должно быть 2660. Без малого. Остальные там, если я не ошибаюсь, то ли 60 или 80 домов вернули. Судебным образом, остальным выкупили, где как. Предоставьте, и никаких вопросов не будет с точки зрения истории. С точки зрения истории и юриспруденции. Тогда вы можете. Вот только мне другое интересно. Имея эти документы, имея эти доказательства, каким образом Москва, федеральный центр, выделила миллиарды рублей на построение нового микрорайона для переселения туда жителей Ауховского района. Вот. Неужели России, Москве некуда девать деньги, как повторно выдавать тем же самым чеченцам целые дома, ущерб государству, строить новый микрорайон? Логически, сами подумайте. Они выдали людям деньги. В советское время или в России, без разницы. Вы же говорите, Деньга говорит, и остальные вы говорите, есть книга. Похозяйственная книга, где написано в документе. Допустим, я поясню, чтобы было понятно. В Чеченской республике во время 2 чеченских войн было уничтожено 99% всех грозненских, в основном, 90, может 95% всех домов города Грозного. Была создана комиссия. И эту комиссию нужно было обратиться к человеку с определенными доказательствами, что он является, без разницы, он мог жить в Москве, в Воронеже, где угодно, по утере своего имущества в городе Грозном, документ предоставить, и он получал компенсацию взамен. Все знают об этом, чеченские компенсации на восстановление. Сейчас не будем говорить, а сколько давали, мало, много, не об этом. Я имею в виду, Россия разрушила, а Россия выплачивала. И эти документы все сохранились в базе. И если вдруг я сегодня скажу, что во время войны уничтожили мой дом, допустим, да, я должен обратиться в суд, предоставить документы. Если я пойду, предоставлю этот документ, они поднимут базу данных и скажут, в 2005 году за эту квартиру, за этот дом компенсацию получил ты в размере этих денег.
у тебя не может быть никаких претензий к российскому, там, допустим, государству. Вот к чему я это привожу. Если, как вы говорите, после возвращения в 1957 году ауховским чеченцам, а так говорит Динга Халитов, если я не ошибаюсь, он поясняет, говорит, книги выдали чеченцам в Хасавюртовском и другом районе, в Хасавюрте, Хасавюртовском районе выдали равномерные земельные участки, дома и деньги. Если это таково, а это говорит не только, и Красный Горшок тоже утверждал это, и, если не ошибаюсь, Шабан ваш утверждал это. Если есть, еще раз повторюсь, предоставьте эти документы. Вот столько домов занимают Сюли, вот столько чеченцы, которые там пришли. Вот эти чеченцы получили другие дома, деньги, они взяли их, они согласились с этим, что они даны именно документе взамен или за счет того, что в их домах проживают аварцы или лакцы, выданы эти деньги и этот земельный участок. Такие документы есть у вас? Если есть, опубликуйте. Сделайте список, сделайте одну книгу. С точки зрения истории этот вопрос будет закрыт. Вам скажут, что взамен дали все. Какие претензии у вас? Дальше они уже должны, те чеченцы, должны сами продать тот дом, который им дали, и выкупить тот дом, который у лакцев или у аварцев Ауховского района. Тогда это будет справедливо. Это с точки зрения юриспруденции, я вам говорю. Но еще раз повторюсь, если бы эти деньги выдавались, если бы взамен что-то, обязательно Москва бы зафиксировала это. Не то, что Москва, сами Сюли бы зафиксировали этот момент. И при каждом вопросе Ауховского района, восстановления Ауховского района, говорили бы, а что вам другие дали, вот там и восстанавливались. Но мы этого не видим, кроме как обвинения бедных ауховцев, которых до 200 тысяч проживающих в Хасавюртовском, Ауховском районе, ныне Новолакском называемом, часть Казбековского района проживают. Вот элементарные простые вещи. Хотите, есть в свободном доступе, общественники выложили эти документы, они есть, никаких с этим проблем нет. Вот так, уважаемые мои друзья. Так что, то, что знает, возможно, я и не был с Шамилем, с Дудаевым, с ними многими знаком. Возможно, я только занимаюсь исследованием, но даже я, изучая и зная эти документы... Могу я добавить к тому, что ты говоришь? Давай. По поводу деньги Халитова и компании, которые тут устроили вот это представление, да? Начали с национализма, псевдоистории, дошли до национал-предателей и обоснования Ауховского района, так сказать. Да? Это интересно. Ну, хорошо, хоть они рассказывают о наших антигероях, да, ну, хоть есть такие люди, да. Вот. Может быть, мы расскажем о своих героях, чтобы наши соседи, лезгины, кумыки, осетины, русские, татары, все знали об этом. Если об этом не знает или не хочет говорить Деньга Халитов и компания. Я два примера приведу, чтобы, подтвержденные примеры, которые произошли и в царской России, и в советский период. Ну, например, известный знаменитый Брусиловский прорыв, Первая мировая война. То есть это время, когда, скажем, судьбоносное для страны, да, время, то есть тяжелое самое время, не тогда, когда все процветает. Была такая, это после развала Советского Союза, она появилась, эта информация, архивы рассекретили, но потом я не могу встретить эту информацию о Брусиловском прорыве. Там описывалось, я еще в 90-е годы в начале ее увидел, эту статью, где говорилось, что, чтобы было понимание, была такая знаменитая австрийская железная дивизия. Да. Чтобы было понимание, в то время она была самая оснащенная дивизия в мире. То есть моторизированные танки, то есть техника. И у них не было рядовых в этой дивизии. Все были офицеры
и все были выходцы из дворянских семей. Это была самая мощная дивизия в армии германской. И против нее ставят знаменитую дикую дивизию. Так как она была очень опасная, решили тянуть жребий, к какому полку пойти первому в атаку. Были собраны командиры полков дикой дивизии и предложили тянуть жребий. Чеченцы отказались тянуть жребий, заявив, что они пойдут первыми. И после начала атаки, по одним данным, через 2 часа, по-моему, и по другим данным, через 4 часа железная дивизия не существовала. Она была уничтожена. И помимо телеграмм и всего прочего, чеченский полк отказался от всех званий, денежных вознаграждений и наград, выбрав для себя знамя чести для полка. При прохождении полка каждый гражданин Российской империи обязан был встать и отдать честь. Это зафиксировано в истории деньгах алитов и компаниях, чтобы вам было это известно. Сегодня вы говорите о Авторханове, да? Всякое бывает. Бывает у каждого человека свой жизненный путь. Бывают такие, бывают разные. И причины на это бывают тоже разные. Авторханова несколько раз сажали, советская власть. Авторханова не на Кавказ отправили. Берия отправил его в Европу для того, чтобы он убил своего друга детства, который возглавлял тогда вооруженное восстание в Чечне. Вот, это для информации, чтобы вам было понятно, кто там о чем говорит. Но я хочу не о нем сказать, я хочу сказать о полковнике Висаитове, герое в Советском Союзе, который... Айса, да. Прошу минуту, чтобы было понятно. Только что Айса рассказывал вам о Брусиловском прорыве. Вот Брусиловский прорыв. Вот документы в этой книге. Вот в этой книге. И я хочу зачитать его, чтобы Айса не был... Мы сейчас официальные документы зачитаем. В ночь на 30 мая 1916 года 63 всадника чеченского полка во главе с офицером верхом на конях вошли в Днестр, недалеко от деревни Ивания, и вплавь отправились в противоположный берег, где располагались укрепления позиции противника. Когда отряд уже приближался к правому берегу, запущенная австрийцами сигнальная ракета осветила реку. Обнаружив плывущих по воде всадников, не на шутку перепуганные враги открыли ружейную пулеметную стрельбу. Несмотря на огонь, чеченцам удалось быстро выбраться на берег, и они в конном строю, рассыпавшись цепью, обрушились на неприятеля. Противник, во много раз превосходивший по численности чеченскую полусотню, здесь четко указано, чеченскую полусотню, не выдержали натиска храбрецов и стали отступать, а затем бросились бежать. В течение получаса чеченцы смяли вражеское укрепление и заняли плацдарм на правом берегу Днестра. В плен были захвачены 250 австрийцев и 2 пулемета. А на рассвете по наведенному понтонному мосту началась переправа на правый берег частей Кавказской туземной дивизии, затем пехотных частей, находившихся в 33-й армейский корпус. С этого подвига началось наступление русской армии на южном фланге Юго-Западного фронта. Это был один из главных ударов общего наступления на Юго-Западном фронте под командованием генерала Брусилова, получившее название Брусиловский прорыв. Когда о героизме полусотни чеченского полка было доложено императору Николаю II, заявил, что все участники этой операции достойны награждения Георгиевскими крестами.
Еще двоим участникам операции Георгиевские кресты от имени императорского лично вручил великий князь Георгий Михайлович. Старшим урядникам Масхаду Демишеву, Заурубеку Ахушкову за отвагу, проявленную при форсировании Днестра и захват значительной, превосходящей неприятельской заставы, противник прапорщик князь Иван Дадиани был награжден георгиевским оружием. Командир героического полусотни, форсировавший Днестр, Исаул, светлейший князь Давид Уча Алязидовка, Дадиани награжден орденом святого Владимира 4 степени и с мечами и бантиком. Дальше. Государем императора по докладу его императорского высочества великого князя Георгия Михайловича поименованные всадники чеченского конного полка за совершение ими в целом составе на реке Днестр 30 мая 1916 года подвиг всемилостивейшего награждены Георгиевскими крестами. Дальше пишут. Джанхотов Гата, Багалов Мухаммад, Кириллов Владимир, Иламбаев Абдулла, Газиев Махмад, Этабаев Абдул-Карим, Исаев Ухшам, Эльбуздукаев Абубакар, Садыков Мухаммад, Зурмаев Салман, Бейбулатов Ахмад, Бактунов Александр, Никифоров Григорий, Гимнастукаев Альвий, Чиковани Василий, Эшельбиев Эдельхан, Татаркаев Ташу, Стахуровский Сергей, Изерханов Хату, Батиев Ахмад, Акаев Ярич, Муртазалиев Ахмад, Куштаев Абдул Рашид, Бекаев Идрис, Тацултанов Тагир, Мачигов Артахан, Шахтамиров Джабраил, Пичхай Порфирий, Кирилл Акадий, Тулия Теофил, Апресов Леон, Кадиев Ахмад, Махаев Айли, Ремнев Андрей, Арделян Яков, Баталов Мухаммад, Забукаев Садлака, Вахаркаев Давуд, Иналов Айса, Дакашев Висангири, Хасуев Асу, Карнаев Абдул Азик, Арсемиков Мухаммад, Малаев Ахмад, Гадаев Аду, Астемиров Альви, Масаев Юнус, Багалаев Ахмад, Гайрбеков Майрбек, Лянной Петр, Музаев Абубакар, Экаев Коура, Гаудаханов Коосум, Дакаев Гуйсултан, Саидов Ибрахим, Дубаев Мурда, Тарамов Асхаб, Дадиани Ливан, Салгириев Айса, Гадаев Якуб. Захватив оперативную инициативу, командование Юго-Западного фронта осуществило прорыв линии обороны неприятеля сразу на 13 участках. Уже в начале июля были взяты Луцк, Дубна, разгромлена 4-я австрийская венгерская армия эрцгерцога Иосифа Фердинанда, захвачено более 150 тысяч пленных, сотни пулеметных орудий, бомбометов и минометов. Чеченский полк в составе Кавказской туземной дивизии вместе с 9-й армией генерала Личицкого двигался к городу Черновцы, преследуя противника и громя части, выставленные для организации новых рубежей обороны. В бою за деревню Чертовец чеченские сотни отбили 3 яростные атаки противника, а затем сами пошли в контру, отбросив австрийцев. За этот бой награды, Георгиевские кресты и медали за храбрость получили старший урядник Махмуд Берсанов, младший урядник Магомед Алиев, Абдул Рашид Актаев, Хату Садилаев. За форсирование реки Чермош, бой села Росток были награждены младшие Карси Миртоев, Андрей Мирзоев, Юсуп Дубаев, Рашид Бакаев,
за бои у деревни Шишера, речка Всадника, Кадр Абдулаев, Джабраил Мамиев, за бой у деревни Микучины, всадники Юнус и Идаевы. 12 августа на прибрежье реки Быстрица 14 чеченцев вызвались охотниками, добровольцами разведать укрепления, находившиеся на противоположном берегу германской части. Перебравшись через реку и преодолев 3 ряда проволочных заграждений, разведчики попали на передовой германский окоп. Бросившись вперед, всадники вступили в бой, убили одного и взяли в плен 9 германских солдат. Проявившие доблесть всадники Муса Арсамиков, Магомед Саламов получили Георгиевские кресты. За лихие доблестные действия, проявленные в боях, награды также были отмечены Юсуф Дасаев, Чермоев, младший Висангири Хамзатханов, Заки Шаптукаев, Паскоч Тесаев, Хамзат Атамаев, Магомед Берсанов, Осман Нучаев, Магомед Губотов, Хамид Багаев, Идиль Керимов, Висанбек Куриев, Осман Дадуков, всадники Халид Закриев, Салтахан Шамилев, Айса Альви Генардукаевы, Магомед Салмаев, Магомед Бакаев и другие воины чеченского полка. В одном из сражений Брусиловского прорыва погиб один из славных офицеров чеченского полка, командир 4-й сотни кавалерии Георгиевского оружия, штабс-ротмистр Абдул-Межид Кужуев. 1 июня 1916 года, спасая попавший в окружение пехотный полк, он со своей сотней бросился на врага и пал в бою посмертно. Он был награжден орденом святого Станислава второй степени с мечами и высочайшим приказом, присвоенным ротмистром. Так вот. Это только о Брусиловском прорыве. Я добавлю один момент по поводу Брусиловского прорыва. Сам этот Брусиловский прорыв, это начало перелома в Первой мировой войне и начало уничтожения австро-венгерской армии. И генералы немецкие заявили, что если бы чеченцы были бы на их стороне, то они бы завоевали бы весь мир в то время, дав оценку такую. И по сегодняшний день во многих академиях Европы преподают и изучают вот этот вот Брусиловский прорыв. Но это Первая мировая война. Вторая мировая война. Полковник Висаитов, герой Советского Союза, награжденный высшим орденом Америки, Легион чести, которым было награждено всего 2 человека в истории. Это Рокоссовский и полковник Висаитов. Кстати, он первый вышел на Эльбу. Так что не где-то в тылах или где-то, как бы это сказать, за спинами чужих прятались чеченцы. Они были впереди и показывали себя с достойной стороны. Поэтому Деньга Халитов и компания, может быть, вы найдете еще что-нибудь порочащее чеченцев. Так что у меня, в принципе, вот эти 2 факта мне хотелось привести, чтобы наши друзья знали об этом. А наши недруги сами расскажут о всем прочем. Я говорю, и то, что они сейчас пытаются спекулировать Ауховским районом и всем, что происходит вокруг него, я думаю, это ничего у них не получится. Этот вопрос такой, он рано или поздно он устаканится. Вот. Они спекулянты. Они не ученые, не общественники, они какие-то, я не знаю, у них какие-то мелочные, недалекие люди. Все у меня рекомендация. Но в любом случае, любой человек, который сейчас смотрит в Ютубе, который может зайти в Телеграм, здесь мнение любых людей. Мы нисколько не принижаем, ничего не говорим. Но факт остается фактом, что непосредственно
Хампаша Нуродилов, о котором мы говорим, и факт приведенный, это достоверная информация, что в доме его живут. В доме дедушки Булайсара Сайтиева, олимпийского чемпиона, награды, которые мало кто может сегодня и в России в целом похвастаться такими достижениями. И братьев Сайтиевых до сих пор, которые побеждают и в Олимпиадах, и везде, которые происходят из рода исконно чеченского Тейпа Цуантрой, они не могут вернуть дом своего дедушки. И сколько таких примеров, где мы навязываем братство. Братство в каком плане? Братство, чеченцы говорят, что мы мусульмане. Если ты мусульманином себя считаешь, Тимур Алиев, который там говорил, да, или кто-либо там говоришь, чеченцы сразу говорят об исламе и так далее и тому подобное. И, конечно, можно сказать, и про ислам можно рассказать, и что он приходил там. Дига Фаридов вообще заявил какую-то сказочную вещь, что якобы только в 17 или 18 веке, что ислам был в Чечне. Такого бреда, конечно, еще нужно было услышать, и на чем основаны его сказки и небылицы, я не знаю. Наверное, опять же скажут, где-то прочитали в социальных сетях, увидели. Где-то увидели в социальных сетях, не делая сноску на официальный документ, потом обвинять там академию или там блогер, в чем обвинять. Это, конечно, всегда проще. Я могу сказать, где-то я тоже увидел, это увидел. Даже где-то не нужно говорить. Есть конкретные ссылки. У меня на канале можете зайти, посмотреть, где вы описываете чуть ли не пол Чечни принадлежит вам. Зайдите, посмотрите, причем с официальными данными. Башлам, так, есть вопрос. Да. Хатер Демегендери. Да, конечно. В Дагестане, на каждом повороте, штаб Болидона, штаб Упрека Мяльчи, в каждом повороте отдельные языки, двушкич, больше, происхождение языков. 38? Происхождение языков. 38 народов. Да, я примерно так сказал, да. И вот на каждом повороте происхождение языков мы примерно, я в том числе понятие имею. Зависимое общество. Вот в таком маленьком клочке земли, как может образоваться языки на маленьком клочке? Это невозможно же, если так рассмотреть его, так скажем, по-научному. И не кажется ли вам, например, это в грубом форме, вот, типа общежитий, заселить, где разный народ часов, скажем, вот в таком образе, в каком-то мере, в Шайзаман, Штанах, это похоже, разные остатки каких-то военных действий, проводников, обозов, каких-то гастарбайтеров и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, образование таких, я что хочу сказать, образование языков или народностей на таком маленьком клочке, как коренных людей, невозможно было. Вот что примерно смысл моего вот этого вопроса и моего мнения. Ну, смотрите, в данной ситуации, я думаю, что там по языкам, конечно же, вне всякого сомнения, ответ данному вопросу уже есть у многих ученых, которые оставили, как говорится, и монографии, и научные работы по этому вопросу. Очень странно, на самом деле, странно, когда на таком небольшом клочке земли 38 или 40, а потом начинают утверждать и говорить, что якобы советские ученые или российские ученые несправедливо назвали их народами. Это не народы, это всего лишь общество одного единого народа. Но это сразу опровергает, это ложь. Почему? Поясню. Ни российские, ни немецкие ученые не могли соврать в этом вопросе. Потому что и ученые
И те, кто изучал эти вопросы, исследователи говорят четко, что эти национальности, хоть и маленькие, они сохранили свой язык. Возможно, в чеченцах, допустим, почему они о чеченцах не сказали, что это, допустим, у нас нету чеберлоевского общества, которое говорит на отдельном чеберлоевском языке. У нас нету мелхистинского общества, которое говорит на мелхистинском языке, никому не понятно. У нас нету орскоевского общества, где они говорят на отдельном орскоевском, или биноевского, или эршбатоевского, или энгиноевского, эрсиноевского. Мы все говорим на одном языке. Это подтверждается, это говорится о том, что мы являемся одним единым народом. Как раз таки, в отличие, там, допустим, от соседнего региона. Если есть общество, и они называют, допустим, общее название грузины, но есть там различные общества, нации, которые общий грузинский, как говорится, название народу они назвали, допустим, да, персидского они называют, да, Гурджи, страна волков, они, одна из версий, да, если я не ошибаюсь, так они говорят, что называют от персидского названия. Но как бы то ни было, под этим названием живут разные народы, которые себя все считают грузинами. В Дагестане проживает то же самое. Но кто бы что ни говорил, когда они начинают делить чеченцев, с чеченцами это не проходит, потому что все чеченцы, будь то ауховцы, будь то ламакинцы, или мелхистинцы, или карабулаки, и все остальные общества говорят на одном языке и понимают все друг друга прекрасно. Это 100% один единый язык с 7 диалектами и 10 наречий, которые друг друга понимают. Более архаичный и более современный литературный язык. Поэтому я, честно сказать, не хочу, мы все прекрасно знаем, и они сами прекрасно знают это, что в Дагестане есть, они же сами, я откуда узнал это? Из-за этого же аварского паблика исторического, они говорят, что там у них то ли 3 или то ли 5 они назвали народов являются автохтонными народами, потомками Лекоса, а остальные они называют так, как бы правильно сказать, или пришлыми, или по-другому как-то они называются, тюркоязычными называют они по-разному. Но это их внутреннее дело, опять же, я не хочу заниматься национальной рознью, это история, у них уже 2000 лет написана история, наверное, это тоже... Осман Губе, лишь Дукан Юкузан. Осман Губе? Да, агент Осман Губе. Сейчас. Я не видел его. هما ده просто شو هو تقي ولا مدرات ربو درسليس. Осман Губе может говорить. Все. Губе Осман. Деньга, видимо, забыл упомянуть. Он Авторханова, конечно, упомянул, который ушел как бы из Советского Союза, так скажем, в Европу, а он мог только через линию фронта туда уйти. Как против режима Сталина, так скажем. Он разоблачал как бы сталинский, этот диктаторский режим. Поэтому он ушел, другого пути у него нет было уйти, поэтому он просто линию фронта пересек и ушел. Но в отличие от аварца Османа Губе, который почему-то орудовал в горах Чечни, якобы под немецкого диверсанта, я подозреваю, возможно, и НКВДшного диверсанта, занимался дискредитацией чеченского народа в горах Чечен-Ингушетии, почему-то не в Дагестане, в горах у себя, а именно в Чечен-Ингушетии. Там кто приходил, они приходили в горы, и Узулхаджи приходили. Нет, тут он как бы промышлял в горах, якобы он немецкий диверсант, и этим дискредитировал чеченцев, якобы там с немцами сотрудничали. Вот почему-то аварец у нас этим занимался. Он упомянул Авторханова почему-то, якобы к немцам ушел. Но Авторханов не воевал в составе там
немецкой армии. А вот непонятно, чем занимался Осман Губе и почему в горах Чечено-Ингушетии. Деньга лучше об Османе Губе рассказал бы. Авторханове рассказал не Деньга, а Алиев Тимур, у которого отец Лезгин, а мать Аварка. Это он Деньге рассказывал о нем. А Деньга не упоминал Авторханова. Поэтому это Тимуру Алиеву этот вопрос ближе, который так так прямо горел желанием, почему чеченцы дружат с лезгинами, а не говорят об аварцах. Вот именно он говорил. Ибрахим, есть вопросы в Ютубе, есть желающие, кто хочет что сказать, высказаться. Какой вопрос у Деньги Халидова является правдой, подтвердите или опровергните, если что я упустил, на какой я вопрос не ответил касаемо его. И 2 человека наш эфир задонатили. Один донат прислал Тимур, сказал за девушку, которая озвучила ролик. Вот такой донат, Тимур ДРСХЛ. И еще один брат, 2 человека задонатили. Огромная баракалла ДРСХЛ за поддержку нашего канала, за вашу, как говорится, проявление вашей доброты. Да, исключая, знаешь, политкорректность, какую-то там политику или политиканство. Один момент я обратил внимание. Дагестанцы, Бош. Да, обобщенно. Мы же ко всем национальностям Дагестана претензий не имеем. Нет, дагестанцы нет такой национальности. У нас вопросы к определенным людям. Определенным Boşlam, Hintsam на бытовом уровне Шамала, Степан Энгно. Короче, типа у дагестанец, норчу ала еще, короче, еще самое, да, уже и дагестанство, уже кверчу югушуюсь. Против этого тоже там дадизой. Нет, но они и говорят, они же говорят. Пускай там сами они разбираются между собой, кто хороший, кто плохой. Пусть они там сами разбираются. Больше всего смешно. Больше всего. وين حقيقة تجي حقيقة شلو حبوغي هون بوغي هري وجه достойно ответ есть. Нет, мне вообще кажется, вообще кажется, знаешь, вот это они сами закинули специально, чтобы проверить нашу реакцию, насколько мы оперативно, насколько мы там масштабно дадим им ответ. Что-то вот попахивает, знаешь, то ли каким-то проверкой или там провокацией, я не знаю, чем вообще. Это все, причем, знаешь, на фоне с ухудшающейся обстановкой вообще там внутри России, вот именно по теме Дагестана. Уже слишком много начали говорить. Они это сделать, не называют чеченцев. Зовут. Они резонанса нет, понимаешь? Резонанса нет. Но резонанс, сахултуна. Дурдаш. Это любой человек, дождь тем более деньги вот так публично, дождь на века что и надо сохранять. Да, это простой человек, это общественник, политический деятель, занимал определенную должность в структуре государственной власти, так сказать, Республики Дагестан, региональной власти. Он же перечисляет, с кем он только, где он только не был. Все регалии его не перечисляют, это же не простой человек, говорит. И прикопались к карте, опять же говорю, эта карта, которая всем поперек стала, ее не чеченцы сделали, эту карту. Он хвастается тем, что он по его подсказке Гурам Гумба якобы сделал книгу, но на этой книге 4 карты.
который намного больше даже, чем указал Амин Тисаев. Или там вообще-то не Амин Тисаев, а МВД СССР он опубликовали. В чем проблема? Это столетняя война написана, чеченцы, территория Чечни там указано. Правда это или неправда это совсем другой вопрос. И не к нам, это академические круги советов написали и опубликовали книгу, когда мы еще были врагами народа. Я не знаю, какой-то чеченец, притворяющийся русским, который пробрался в архивы МВД России, потом напечатал эту карту, но это такое, знаете, из ряда вон выходящее. Конечно, проще Абдурахмана Авторханова обвинить, который там якобы являлся, а и Османа, Губей и остальных, конечно, он не будет упоминать. Но эту реакцию получает, ответили же многие, ответили. Не просто так. Про что? Про героев? Да. Я знаю, что хотел сказать. Ну, конечно, на любые вот подобные выпады там все надо давать достойный ответ. Это вот ты, другие там, да. Алхамдулилlah, как бы, вот вообще не отнять, не прибавить, ответ. Или еще, ну, ты знаешь, со временем, там, Хагушту, Сурту, Москва, что-то. Хан зама на час шадек шеше место дахвахты дома. Мил тиок шутер дуча на дочь. Уже сейчас худы ирду мечи ахтар бутаху. Что знаешь, это как ужин на сковородке, воля. Вот что они исполняют. Это как смертельный танец мотылька, знаешь. Уже куда даже там, ну, на резьбах там все чаще и чаще вот это слышится, там, уже даже вот хочешь дуется саргайска будет, кара чаще место дохватывает дует. Нам просто надо, знаешь, терпеливо, достойно, с достоинством, с гордостью просто вот выждать время, да, ухватывает душа, да, чаще место, заодно, как бы, раз, я ладу, вывод, что-то, понимаешь, и выводы они тоже делают, шайну, как дуют, вайга дуют, хуяча, арга дуют, это, духа, не очень, просто пример, ему, уверен, балует, арва, тамаша, ауатен, уля, тамаша, ну, лул, войшва, это, раз, кого. А вот это вот ДС, а нет, бен машин, а это мотфук, я считаю, что ты знаешь, нокер, таге нет, бен сунет он машин. Ездил куда-то, босс, она гейнер, видишь, что может. Да, босс, куда душа, в Грозном, босс, нож, хавенше. Тяжело, босс, куда шуру тебе? И что давал, не шабо. Ну, и шажваны, семья, сейчас она была, за границей, вещать, по России, без одного швача, по шарат, она вычку, она вычку, шушет. Вот просто бытовой разговор, ну. В Дагестане, вон, еша, вот, море, ой, узел, вайловоз, гурмамак, все. И что он бьёхом, что жизнь, один бояк, он бош, вот, лишь. Вообще зутён кот, вообще, очень так, вообще, бог. Ну, она у меня такая, бог, скажем, высокая, туда-сюда. Ой, как обезьяна, бог, вала, волотовый, вообще, это куда бог. Я, кот, вообще, зутён, вообще, шен, тяхтя, суном, как да, сахет, что обычай, что. Членом там это было иштхар дутыга. Ведерча ботыга просто я уже чувствовал, говорит, а таган канцер, это конфликт корютыга. Еще зуда я, бассейн чухаен, дахяткан через Чечню, говорит, давая тоже, ну там на кывая тоже по. И вот Грозном остановился, бог там, ну, воендик, ну, то ишь толшка, да. А тига бо наоборот тяхтвелша, ой парга ту бо мел ценду тига, мел ходу истеде каша бо, просто транзитом я кашоша. А получилось, говорит, шажим галев, уола, изучим, говорит, давай куда солтер, давай. Сетер истеде каша бо в Грозном. Ой магаздар тига, мо парга тига, ой я, кафе, ой син, давай, ша остал, я он ты нет, а
istmer umsa nisha tabo üstü lechu. Sunday boy gwen hakar şey wiwat şu. Tiga dego wega dego terdu chungladu wedu chungladu. Sunday wedu tak waylar diye бошта чувство хахуш. Культурно, интеллигентно, спокойно. Вот как, ну, то, что вы делаете, и другие как бы тоже также должны. Я вот смотрю в комментариях иногда такой срач разворачивается, да, в Айчаре, чуть более сдержанно надо. Однако за мной сейчас пядок чеше, вместо дохватываю. Уж милтый бятлуш удирду того. Сейчас даже о ромашках в поле, если они говорят, обязательно надо упомянуть Чечню и чеченцев. Иначе этот разговор никому не интересен. Понимаешь? Вот и вот что там у них происходит. Барковый это да, шимете дохвату, лузовош, не спаха. Да, мука. Абдурахмана Автозанова. Насчет Бекмубила, верится. Насчет Абдурахманова, да, это не просто так они затронули его. Он дальше Автарханова, он был борцом против сталинского режима. Вот эти вот, которые обсуждают Абдурахманова, они являются поклонниками Сталина и его режима. Да, просто это хюстерианцем, знаешь, как, ну, сумхиетка ишташа, чакто-то до хош, какая реакция будет, да, санта, хюстерианца, специально, спланировано, диндуйте, умдак дохсо. Конечно, Сарганов был борцом, как бы, против сталинского режима и все, и прочее. Тут мы будем памятник, что она аж. Заур, знаете, что я вижу? Я вижу здесь четко, они пытаются, это делать не только они, сделают соседи из Запада, из Востока. Они четко делят чеченский народ. Не зря там же была названа фамилия, вы не поняли. То есть они хотят разделить, и многие пользуются этой фамилией. Да, и думают, понимаешь, в Чечне живут. Как будто тунхиетка ищет, да? Наш разные мнения в обществе, что как будто он сможет повлиять на определенную часть нашего общества, то есть и тем самым, да, одних хвалить, других обвинять, одних хвалить. Да, как будто вот какая-то часть нас поверит ему что-то там против нескольких зайцев, как будто хотят убить, знаешь. За этого сказал, за того сказал, ну, поклонники одних, он думает, что они примут на веру все его слова, понимаешь, как будто разобщить хотят нас там, как будто вот что-то между нами, что-то вот, знаешь, там какое-то семя зла хотят там, посадить что-то вот. Ну, это какая-то вот, конечно, дешевая попытка, но мне кажется, это все-таки именно была вот подобная попытка. Могу я свое мнение высказать? Да, возможно, оно ошибочное. У меня такое ощущение, ну, Деньга Халитов и компания – это пешки, по большому счету. Пешки, которыми двигают определенные силы, которые находятся, ну, скажем так, на федеральном уровне. Вот эта вот схема, которую они сейчас используют, она еще прослеживалась еще в 90-е годы, когда руками одних травили чеченцев по всем направлениям, в бизнесе, в политике, в спорте и так далее, и так далее. И вот эта определенная группировка, которая сидит на федеральном уровне, она пытается вот разыграть эту карту именно через вот эти вот пешек, которые в виде Деньги Халидова там и других. Поэтому тут, возможно, более серьезная и глубокая игра, которую они сейчас пытаются разыграть. Им же надо найти крайних сейчас для каких-то своих целей. Я скажу, Иса,
Да. Если деньга, я не знаю, у меня нету такой привычки, конечно, предполагать и там о вселенском заговоре, Аллаху алям, я не стану это говорить, но под призмой консолидации дагестанцев, если он пытается разыграть эту карту, то он очень сильно ошибается. У нас нету претензий как бы к тому, что они консолидируются, к тому, что, потому что в передаче и с этим Рамазаном, который само Ибраим Агайла и Рамазан интервью верится, и Хаяйта, этим говорю, это Дараса Канхайт, о чем речь идет, тот, кто не слышал. Он по призме это говорит, начинает говорить и рассказывать, что вот статус у чеченцев выше намного, чем у Дагестана. Статус у чеченцев выше. Нам нужно, чтобы как у чеченцев и так далее и тому подобное. Но в Чечне столько лет проливалась кровь. Он сам говорит, были ошибки, там, я Дудаеву сказал это, я Дудаеву сказал все, я Басаеву это сказал, я был на этом конгрессе, я был там, что бы то ни было, что бы ни происходило, консолидация дагестанского народа должна происходить не на крови или же дискредитации чеченского этноса или чеченской истории или научного истеблишмента. Консолидация дагестанцев должна происходить там на мирном сосуществовании, на возрождении. Башлан, Бехмабила, я имел не дагестанцев и консолидацию дагестанцев. Совершенно не дело не в дагестанцах. Я говорю это уже, нет, я не я это уже от себя говорю, из его речи, которую он говорит. То есть он же консолидирует, говорит, мы все должны объединиться. И этот Тимур Алиев тоже говорит, мы должны объединиться, мы должны выпустить брошюру. Еще раз повторю, это нужно делать не подстрекательством чеченцев, где бы они ни проживали, в Европе или где бы они ни проживали, в Казахстане или в России, а непосредственно за счет того, что они будут возрождать культурные ценности всех своих народов, 38 или 40 народов. Допустим, дидойский язык восстановить, андийский язык и школы восстановить, лезгинские все права, которые там, если они нарушены, восстановить, и культурные ценности, и помочь им, чтобы они описывали Кавказскую Албанию и так далее и тому подобное. Не затрагивая чеченцев, они должны проводить консолидацию своего народа. А вот то, что они непосредственно занимаются, они говорят, ультранационализме упрекают наших исследователей, блогеров, или историков, или там академические умы Чеченской Республики. Причем сравнивают, говорят, чеченские историки в советское время были намного лучше. Да, и писатели дагестанские тоже были, такие как Расул Гамзатов, в советское время тоже были немножко иные. Почему об этом о Расуле Гамзатове он не напишет? Как он очернял и огрязнял, точнее, обливал грязью чеченцев, ингушей или имама Шамиля. В советское время, между прочим, когда на него надавили, написали ему книги, писатели написали недовольство, статьи написали, что он сказал? Что его заставили советская власть. Почему-то об этом он не говорит. Эти вещи, которые непосредственно считаются немного постыдными, он не упоминает. Вот. А является ли он героем? Ну, как в Дагестане, так и в Чечне. Кто-то считает героем имама Шамиля, а кто-то не считает. И что тут такого? Это мнение каждого человека. Каждый человек имеет право считать или не считать имама Шамиля героем. Или считать или не считать советских. И в советское время, грубо говоря, вторым человеком СССР был кто? Чеченец же был. А не Деньга Халитов или Тимур Алиев. Хасбулатов Руслан Имранович был. И что? Разве он болел национализмом? Разве он за все время, пока он был там, что он сделал такого, чтобы прямо сказать, что чеченцы националисты или так далее? Он делал все, что делал для России. Неважно, хорошо или плохо, был одним из лучших экономистов и современной России, преподавал в университете Плеханова, кажется, если я не ошибаюсь, и в других местах. Те, кто делает в России что-то, чеченцы не смотрят на свое национальное. Вот если бы чеченцы были бы такими, как он говорит, все, кто добрался бы до какой-либо федеральном центре, в каких-нибудь должностей, то они все должны были делать для чеченского народа. А делают они это? Нет, не делают. В каком плане не делают? В плане того, что прямо только чеченские какие-то вопросы они решают, а другие вопросы нет. Огромные десятки уже на федеральном уровне высокие должности занимают
такие как там, допустим, Музаев, Халадов, Абубакар Адильгириев. Вот, Башлан, ты сейчас правильно говоришь. Вот кто мешает им. Это удар по нашему национальному присутствию в политической жизни страны. Вот куда направлено это все, это деньга Халитов и вот эта пропаганда. По ним удар. Это конкурентов увидели для себя определенные силы. Ну, опять же, я не видел, чтобы кто-либо выхватывал и говорил за них кто-то. Человек, которого он обсуждал, рассказывал, что вот здесь был один аварец, который так там на съезде чеченцев был. Он рассказывал, сейчас его нету, он в аварии Муха Али, не Муха Али, а этого Гаджиев его фамилия была, помните его? В такой в папахе, который... Махачев, да. Махачев, он рассказывал, что он там якобы чеченцев там поддерживал, он приехал, его выдвинули от Хасыртовского. Он рассказывает об этом, Деньга, в первом ролике, кажется, или у как раз-таки вот это интервью с дядей Рамазаном, кажется, он рассказывал. Если у кого-то есть, еще раз попрошу, ролик, где... Освободилась. Так, вот. Я хочу, чтобы вы послушали, это как называется ролик. Закинули 100 тысяч просмотров у него, утро 2. А название какое? Посмотрите. Деньга Халидов мощно ответил чеченцам. А вот этот ролик я хочу, чтобы вы тоже послушали, чтобы мы могли продолжить. Я прошу никого не уходить, это очень важно. Это нужно 100 тысяч человек. Гушмаяция видео. Видео Гушхариация, это же этот у нас идет. Телеграм. Да. У нас только голосовая может быть. Собор делаешь? Черт побери. Черт побери, духчадик. Так, сейчас. Салам алейкум, дорогие друзья. Резонанс, который вызвал выступление аудиоролик Деньга Халидова, надо, видимо, объяснить, с чего это произошло. Я вам представляю заместителя председателя президиума Российского конгресса кавказских народов. Мы все время держали как бы красную линию на сближение народов Кавказа. Вдруг ваше выступление, ваш аудиоролик вызвал неожиданную такую реакцию не только на Северном Кавказе, но и в ближних масс, средствах массовой информации. Как вы объясняете, чем вы это объясняете, такой внезапно возникший негативный ажиотаж? Все правильно. Да, негативный ажиотаж. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Я здесь обращаюсь не только к дагестанцам, не только к северокавказцам, прежде всего. Я обращаюсь к моим хорошим и не очень хорошим знакомым чеченцам, общественным деятелям, ученым, с которыми я дружил, и надеюсь, дружба наша будет продолжаться. Я действительно 90-х годов... Прошу заметить, я буду останавливать, чтобы сразу не забыться. Прошу заметить, к хорошим и не очень хорошим чеченцам. Заметьте, каждый вот такой острый вопрос я буду останавливать, чтобы вы зафиксировали момент на этом интервью. Хорошие есть чеченцы, слышите меня? И не очень хорошие. Запоминайте каждый момент. Со времен Ассамблеи горских народов Кавказа и Конфедерации горских народов Кавказа всегда выступал за сближение. В Дагестане я проходил как прочеченец. И чеченцы это знают, и чеченцы-акинцы знают это. И чеченцы, которые боролись за независимость своего молодого государства. Момент. Второй момент. Знают чеченцы и знают чеченцы-акинцы. Нету чеченцев-акинцев. И те чеченцы, и мы чеченцы. А общество у них акинское, и тухум акинский. Тоже деление, чувствуйте. Обязательно выслушивайте каждый момент. В свое время, в 95-м, 96-м, знаю советом.
Но что меня натолкнуло, по рассказам этих зарубежных деятелей, ко мне позвонили с органов, там я провокатор и решил спровоцировать, значит, ненависть друг к другу, чеченцам и дагестанцам, вызвать межнациональную рознь. Это абсолютная такая фигня, между нами говоря. Дело в том, что ко мне, как общественному деятелю, и в Дагестане ко мне прислушиваются, и в Москве, ну, не все, конечно, присылают разные ролики, разные посты, разные материалы о том, что пишут о Дагестане отдельные блогеры на исторические темы и так далее. Посты. Так, присылают как общественному деятелю провокаторы различные из исторических, то есть получается это фактически меня касается. Я общественный деятель. Вот я, допустим, исследователь, общественный деятель, чеченец по происхождению, закончил ИСТФАК, и мне присылают огромное количество роликов и документов, провоцирующие чеченскую историю и чеченский народ, мой народ, представитель моего народа, и по словам Дингей Халитова, я, когда отвечаю, я являюсь провокатором, по его словам. Слушаем дальше. Я вам это говорю не просто так. То есть, когда к нам это приходит, это уже провокация. А когда к ним, он вот так вот отреагировал. Выставляют. Один какой-то чеченец там призывает стрелять на поражение там аварцев, лакцев, даргинцев, кумыков. Правда, там анонимный. Другой оскорбительно высказался про... Чеченец призывает стрелять лакцев, аварцев и так далее. Правда, анонимный. Разве это серьезные люди должны обсуждать? Анонимно этим должны заниматься следственные комитеты, этим должны заниматься специальные структуры, которые должны найти этих людей, кто занимается провокацией, а не Дингей Халитов, который не имеет никакой ни военной, никакой власти, и тем более обсуждать это на аудиторию сотни тысяч человек, где он сейчас просмотрели его ролик. Сотни тысяч человек дагестанцев выслушают и скажут, есть анонимные чеченцы, которые просят стрелять аварцев, лакцев и так далее, тому подобное. И причем он говорит, это аноним. Если это аноним, если я буду по каждому анониму рассказывать, это как раз-таки и является разжиганием межнациональной розни. Этими делами, вещами должен заниматься специальные следственные органы, а не общественные деятели, не называв ни имя, ни документ, ни конкретного человека, обвинять. Так он сам, получается, и разжигает это. Да, поэтому я останавливаю не просто так, я вам, чтобы вы замечали, о чем речь. Муфтия там, ну, в общем, я так подумал, что там большая организация без меня обойдутся, хотя это меня тоже задевает. Третий выставляет ролики, есть такой Асламбек, значит, он инструктор по стрельбе, выставляет ролики, где они, видите, там нашли в горах Чечни останки Ноева ковчега, и одновременно выставляет там информацию, что Дагестана как такового не было, там Чечня, короче, до границ, до Дербента. Стоп. Якобы Асламбек, инструктор, выставляет ковчег, не ковчег. Есть ковчег или нету ковчег, это не волнует Дингей Халитова. Он не находится на территории Дагестана. Если есть или нету, если нужно опровергнуть или доказать, мы сами разберемся и без Дингей Халитова. Что касается карты, карта, еще раз повторюсь, напечатана при МВД СССР в 1953 году, если я не ошибаюсь, или в 1956. 1953-1956 год – это когда чеченцы еще в депортации. Но Дингей Халитов, видать, знает хорошо про инструктора. Слушаем дальше. Обязательно нужно затронуть Ноев ковчег, чтобы показать абсурдность, понимаете? То есть это все неправда, но все-таки этот момент мы должны затронуть. Он должен указать, чтобы люди посмеялись с этого.
Ко мне присылают один за другим, смотрю, просмотры там 20-30 тысяч. И что за дела? Ну, ладно, оставил. Это блогеры же бывают, всякие упражняются, абсолютно с наукой не дружат, занимаются псевдонаучными изысканиями, связанными с территориальными претензиями к Дагестану. Есть такие. Но когда мне принесли вот эту книгу... Стоп. Есть блогеры, которые занимаются псевдонаукой. Если есть такие блогеры, просто... Есть, это ты, Башлам. Да, я так понимаю, это получается. Я почти всех историков, все блогеры, которые ведут исторические, я почти что знаю, нас не так-то уж много, там максимум человек 5-10, составь список, назови пофамильно. Вот эти псевдоисторики, вот эти псевдонаука, вот это, в чем заключается псевдо. Покажи, докажи людям, что ты не наобум это взял, а просто высказываешь и занимаешься травлей. Нету ничего подобного. Просто огульное обвинение есть в социальных сетях, псевдоисторики, псевдоблогеры и так далее и тому подобное. Если это все псевдо, то не нужно их перечислять и в гуртом брать в одну кучку. Просто скажи, есть вот этот конкретно фамилия или название блога и так далее и тому подобное. Тем более 20 тысяч просмотров, он говорит, в его ролике уже 100 тысяч просмотров. Что делать с ними? Слушаем дальше. Начинает показывать книгу. Она называется «Мехдай». Автор Галимхан Кистаев, Мехдай, народные правители Чечни, 16-й, первая четверть 18 века. Я сам удивился. Под грифом Академия наук Чеченской Республики. Выпуск 2019 год. И там действительно на карте, на фотографии не обращай внимания, а потом более подробно покажу тебе. Там на карте вообще Дагестана нет. Есть там Чечня до Дербента. Но это же под грифом Академия наук Чеченской Республики. Посмотрел хронологический указатель. И это фактически псевдонаучная область, на мой взгляд. Но я на всякий случай отправил это все, снимки сделал, фотографии сделал некоторых вещей и отправил в Институт истории некоторым ученым ДГО, разберитесь, значит, что за дела. Если бы там кто-то написал, это другое дело. Это же там еще в редколлегии фигурирует доктор исторических наук Гафуров, он тогда возглавлял Академию наук Чеченской Республики. Сейчас, правда, его поменяли. Сейчас там очень адекватный человек и с светским образованием, и исламским образованием. Джамбулат Умаров, да. И исламское у него высшее образование, и кандидатское или докторское там политических наук. Я ему лично сказал, когда в Абхазии мы пересеклись на международной конференции по Кавказу, он говорит, сейчас мы живем такой период, когда ни дагестанец не признает лидером чеченца, ни чеченцы не признают дагестанца лидером. Это не то время, как при имаме Шамиле. А я его выслушал 2 дня, на 3-й день сказал, Чамбулат, я тебя признаю своим предводителем, потому что ты в своем лице объединяешь и исламские знания, и светские знания, и ты большую школу жизни прошел. И я человек, который ищет справедливость и правду. Я человек науки, а не болтун. Итак. Четко он подмахнул, да? Стоп. Да, мы видим, да? Четко подмахнул. Он сказал про книгу. У меня она была, к сожалению, она сейчас, жалко, что у меня она не в доступе. Чеченские мухаджиры. Еще раз повторюсь, он сказал, что есть карта, на котором нету вообще Дагестана, и что это, а заметьте, речь идет 16, 17, 18 века, 16, 17, 18 века, да, его возмутило то, что на карте нету вообще дагестанца. Карта, еще раз повторюсь, написана по его рецензии. Зеленая карта
Нахчиматия называется. И здесь, на этой карте, там, где указаны дагестанцы, Дагестана нет, написано Албания, Кавказская Албания. Чтобы было понятно, да, о чем идет речь. Поэтому не возмутило то, что показывает, допустим, Гурам Гумба, в дальнейшем вы услышите, а возмутило то, что написано и есть карта на этой книге. Дальше. Не фантазер. Я вижу в нем тоже такие же качества. Президент там, Академия наук. Но с этой книгой я просто... это не при нем выпущено, это еще в 2019 году выпущенная книга. Там наверняка будет разбираться. Ну, короче говоря, это меня возмутило. Я же не собирался там интервью давать. Я прямо выложил аудиоролик, значит, такой возмущенный. И там пошли обобщения, которые непозволительны. Непозволительно к народу, то, что я говорил. Это абсолютно не относится ни к чеченскому народу, ни к какому другому. Это относится к определенным ультранационалистически настроенным, искажающим историю, формирующим сознание чеченской молодежи, ну, с установкой на то, что Дагестан тоже их территория. Понимаете? Это вот эта вещь, вот эта вся информация, вот это все накопилось, и это как бы количество такого рода роликов, постов, вот таких источников перевалило. Ты сам математик, знаешь. Да, ну, возмутило меня. Да. К народу, конечно, это не относится. Народ чеченский, и, кстати, и к настоящим нормальным ученым чеченцам это тоже не относится. Явус Ахмадов, с которыми я дружил, надеюсь, дружба будет продолжаться. Саид Хасан Мухаджиев, Адыгеев живет. Другим чеченцам, историкам, гуманитариям это не относится абсолютно. А вот такого рода искажения непозволительно. Мы, дагестанская историческая школа, опирается на источники, первоисточники, строго следует научной методологии и старается быть востребована именно в научном, мировом общественном мнении, научном. И внимательно следит за всякого рода фальсификациями и выпустила даже в свое время книгу «Оставьте в покое шумеров», там еще что-то, потому что очень много фальсификаций, кстати, в том числе и у нас в Дагестане тоже. Есть такая книга «Дагестан, Кавказская Албания», покойный Гаджи Абдурагимов ее выпустил. Профессор, доктор физико-математических наук, ну, тоже псевдонаучный труд. Наши историки говорят, что его комментировать. Этого мало. Они еще выпустили там 2 ученых, Османов и Яралиев. Я сам ее читал. «Тайна светского диска». Это пелажги, это культура, значит, Средиземноморья 3000 лет назад. 3000 лет назад, ты понимаешь? Сейчас я скажу. Минойская культура. Мол, мы лезгины с лезгинского языка, с лезгинских языков, которые тоже родственны дагестанским и навским языкам, расшифровывается вот этот светский диск, там такой очень оригинальный диск. И я спрашиваю наших ученых, вы можете сказать что-нибудь? Да что говорит? Занимаются ерундой, занимаются. Я говорю, слушай, эта ерунда формирует общественное мнение. У нас еще там в Кулинском районе один появился, который зиккураты, шумерские зиккураты ищут в Кулинском районе. Комплекс неполноценности. Это понятие, что вы вкладываете? Да, это, значит, речь идет об историческом самосознании, историческом сознании. Давай вот так приведем пример. Я воспитывался и учился в школе, точно так же и чеченцы, и дагестанцы учились в школе, где не преподавали историю Дагестана и Чечни. Так, я черпал знания об истории Дагестана,
когда мне стукнуло где-то 29-30 лет, в библиотеке, Пушкинской библиотеке Дагестана. А там вся информация закрыта о Кавказской войне, о Сибири, о древнедагестанских, средневековых дагестанских владениях, там Зирах, Герень, это Кубачи, Сибирь, это последствия Аварское начальство, Казикмукское шамхальство и так далее, о Кавказской Албании. Я инженер, черпал знания Пушкинской библиотеки, оттуда с хранилища. Даргинка была очень хорошая женщина, она мне потом, увидел, как я там плотно занимаюсь, это 81-82 год, ну, изучаю историю, конспектирую, значит, домой давала книги. Я был закомплексован в каком плане? Точно так же, как и я, были закомплексованы тысячи дагестанцев. Типа нам грамоту и образование дали, значит, советская власть, а вы были просто варварами, без своей истории, без своих мыслителей, без своего культурного, научного багажа. Я когда вот эти все вопросы стал задавать, нашел в архивах своей покойной матери книгу «Мыслители Дагестана», она учительница. Написана она в 1953 году. Подарили ее ученики школы. В 1957 подарили. Большое вам спасибо за те знания, которые вы даете. Написал ее Абдулла Магомед Губденский, доктор философских наук. И я смотрю, читаю 14-13 века мыслители, авторы таких трудов, как «Тарих Дагестана», «Дербент Наме», там комментарии там, значит, к разным арабоязычным источникам. Потом читаю Ключевского, потом Гаджи Гамзатовича. Я потом, знаете, что сделал, Рамазан? Я каким образом преодолевал свой комплекс. И правильно надо сказать, неполноценность в каком плане? В плане исторического самосознания. То есть мне внушают в школе, вузы тоже не дают знания, инженерный вуз, так, приборостроительный радиотехнический факультет. Но я задаю себе вопрос, кто ты, откуда ты, какие у тебя были предки, народ какой. И я эти ответы на вопросы нашел в таких книгах. Потом Гаджи Гамзатовича книгу нашел, потом другие. И я Гаджи Гамзатовича, это брат Расула Гамзатова, академик Российской академии наук. Тогда он возглавлял Институт истории языка и литературы. Я говорю, Гаджи Гамзатович, еще другому Саиду был такой арабист. Домой пошел к нему нагло. Послушайте, эти знания надо давать молодежи. Она вообще растет как манкурты. Как манкурты. Они историю не знают, и знать не хотят. Значит, надо просвещать, что вы, ну, извините за выражение, не быдло, а у вас была такая богатая наследство культурное, научное, еще тысячелетней давности. Момент. То есть, если мы обучаем истории, рассказываем историю своего народа, историю чеченского народа или географию чеченского народа, мы обогащаем молодежь, рассказываем, мы являемся псевдоисториками. А если они делают, то они убирают комплекс неполноценности. Я правильно понял? У них можно, у нас эту историю рассказывать неправильно. И выслушали меня, Гаджи Гамзатович меня выслушал. Это было в 1982 году. Смысл его слова был такой. Сынок, всему свое время. Иди домой, занимайся своими делами. Вот я и пошел, занялся своими делами, выдержал конкуренцию, конкурс 3 человека на одно место, очную аспирантуру Института социологии в Москве. Оставил инженерную деятельность. Я и так собирался поступать в аспирантуру. И поступил туда в аспирантуру, выдержав конкурс. Значит, я решил, комплекс, он вырабатывается определенным образовательным процессом. Это относится и к дагестанцам, и к тем. Сейчас тоже опять убирают из образовательного процесса вот эти курсы наши. Это касается из 10 человек, 1 человек задается вопросом о своей истории и так далее.
Но в отличие от наших соседей, чеченцев, к которым я с огромным уважением отношусь, у нас арабоязычное наследие насчитывает тысячи и тысячи источников. Мне один арабист предложил, предложи своим друзьям, чеченцам, дагестанские арабоязычные источники и распространение ислама в Чечне. Это очень серьезный труд будет, потому что там распространение ислама, у нас ислам распространялся с 8 века до 14 включительно, там, в высокогорных районах западного Дагестана, ну, где андоязычные, цезы и так далее, где мои предки. Не с 14 включительно, а 15 века. С 8 по 15 века проходил ислам в Дагестане. Об этом официальные источники можете посмотреть в любых интернет-ресурсах. Он стал распространяться в конце 16-го, начале 17 века. У них не смогла сформироваться, она не могла формироваться в тех условиях наследия. У Гаджи Гамзатовича была такая великолепная книга, что, мол, ренессанс арабоязычного наследия, культуры у нас в Дагестане наступил в конце 17-го, начале 18-го, начале 19 века. Вот такой список трудов. Интересно, конечно, но хочу заметить, что Динга Халидов не говорит о другом. Во-первых, когда были арабские завоевания, допустим, Чечня... Одну секунду. То, что он чепуху несет, понятно. Кто вот с кем он разговаривает, этот интервьюер или кто это, вот этот Рамазан, это вот этот по голосу я чувствую, это вот этот балабол, всякий, который ролики снимает смешные, всякие грязные. Не буду балабол, но да, это Рамазан. И компиляции научных трудов наших логиков, филологов, историков, специалистов по мусульманскому праву, фикх, шариату и так далее. Комплекс неполноценности – это подразумевает в себе это низкая самооценка внутри, зависть к другим, привлечение внимания за счет страданий, которые он перенес. Симптомы вы не относите к чеченскому народу, а относите к исследователям, как я примерно понял. Вот мой товарищ. Заметили, да? Вот к чему подводился вот этот весь разговор. То есть, когда заговорили речь о комплексе неполноценности, когда ты изучаешь свою историю, когда ты ее распространяешь на свой народ, на общество свое, рассказываешь о своей истории, о географии, о датах, то, оказывается, это является комплексом неполноценности. Однако до этого все перечисленные симптомы, которых они говорят, относятся, Динга Халидов сам повествует, и относится к ним самим. Он призывает, он говорит, и он, и Тимур Алиев говорит, у нас должно больше распространяться информации, как у чеченцев истории. То есть у нас сейчас есть комплекс полноценности, а если это психологически неправильный портрет, то почему они призывают делать то же самое у них? То есть они хотят, чтобы возник комплекс неполноценности у них? Так, что ли, логически получается? Очень интересный и важный момент. Обязательно выслушивать. И Рамазан подводит именно к тому, что вы это относите не ко всем чеченцам, заметьте, а тем исследователям и псевдоученым, которые якобы распространяют. То есть, если ты что-то хорошее рассказываешь о своем народе, о своем спорте, истории, без разницы, в социальных сетях, то это оказывается комплекс неполноценности. Заметьте это тоже. Это грузинский чечен. Очерки истории государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Да. Да. Значит, я был на презентации его 5 томов было у него в Москве. От автора Динге Шахрудиновича с наилучшими пожеланиями от автора. Все говоры. Ты видишь это? Да. Динга Шахрудинович Халидов с наилучшими пожеланиями от автора. Да.
Я был на презентации от гостиницы «Отель Россия». Помните, там на втором этаже чеченская общественность. Единственный не чеченец был я, ну и еще один депутат Госдумы, известный. В Афганистане он воевал. Я забыл его фамилию. Я выступил, поздравил с выходом его. У него там 3 или 4 тома. У меня час тому в Москве, а это у меня здесь. Я поздравил его, но сказал: дорогой друг, твоя ценность своего труда заключается в том, что ты огромный пласт информации обработал. Ну, это не наука. Это нет здесь строгой научной методологии. Ну, посмотри оглавление. Давай я покажу. Много здесь выписок. Да, я читал 2-3. Что читал? Здесь прямо, просто я даже смотрю. Я обрабатывал его. Обработал. Видите, сколько выписки, сколько здесь. И вот, пожалуйста. Но оглавление как начинается у него? Речь идет о устройстве, государственном устройстве чеченцев. 1 глава. Тайна древнего Шумера. 2 глава. Хуритское государство. 3 глава. Урарту. 4 глава. В сумерках времени. Глава 5. Северо-Восточный Кавказ и так далее. В конце Среднего. 2000 лет до нашей эры. Шумерское государство. Шумер – это 2-3 тысячи лет назад до нашей эры. Когда вообще не было ни дагестанцев, ни чеченцев. И с тех пор история чеченцев здесь описана, якобы. Якобы. Слушай, наши историки, вообще строгая историческая наука говорит, что все это псевдонаука, когда связывают историю своего народа то с шумерами, то с хуритами. Есть языковое родство, есть этнокультурное родство. С шумерами это вопрос, 3 вопросительных знака. Но если я пишу про историю дагестанских народов, я должен оглавление, методологию так использовать, что где-то есть гипотеза о этнокультурных связях с шумерами. Но это еще не доказано. А хурита Урарту, там четко проглядывается этнокультурная и языковая связь, исследованная русскими, российскими лингвистами высокой пробы, Московская школа компаративистики, это Игорь Дьяконов, Сергей Старостин, Вячеслав Иванов, там еще другие. Это серьезные ученые. Они нашли языковые параллели, аналогии, несколько сотен корневых слов. Хурита-урартская с одной стороны и нахо-дагестанскими с другой стороны. Есть связь, есть. Но это не означает, что хуриты и урарту являются предками чеченцев или предками дагестанцев. Я ему говорю и другим. Только же параллели, аналогии, связи, совпадения и с дагестанскими языками. Но это не дает мне основания говорить, что хуриты и урарту – это наши предки. Да, мы родственники, троюродные братья, четверородные братья. Понимаешь? Ты отверни его. Нет, а что, я... То есть, понимаете, да, о чем идет речь? Столько из всего перечисленного на книге, которую я вам показал, опять же, на этой книге. Он же до этого говорил, что кто-то там в 13-14 веке упоминает дагестанцев. То же самое здесь, в этой работе, у Сигаури. Здесь описано не того, что тайна древнего Шумера написано здесь. Здесь не сказано, что прямым текстом, что они являются прямыми предками чеченцев. И у Сигаури как раз-таки перечисляемые эти ученые, которых он называет, они здесь четко указаны. И они здесь в выписке, почему Сигаури считает, в чем связи культурные, лингвистические связи с чеченцами. Вот эта парадигма выстроена именно так. Политическая история, она описана непосредственно как шумерская или хуритская.
он проводит аналогию. И здесь же самое интересное, он говорит, я сказал ему, или подтвердил, или не подтвердил, сейчас. Смотрите, в книге И.М. Сигаури впервые на базе, послушайте, на базе новых лингвистических, археологических и архивных документов и материалов исследуется история чеченцев, а также других коренных народов Кавказа. Здесь указывается это. Начиная с древней шумерской цивилизации и до наших дней. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, интересующихся историей чеченцев и кавказских народов в целом. Вот как здесь написано. Российский фонд социальной поддержки культурного искусства Чеченской Республики. Генеральный директор Тропкин, коммерческий директор Донских, художники и так далее и тому подобное. Сигаури как раз-таки подчеркивает лингвистических, археологических и других. Прослеживается история чеченского народа. Но он не говорит о том, что прослеживается, и она прямое имеет, является наследием шумеров, там не написано. Поэтому, исходя из этого, я хочу, чтобы вы послушали дальше данный ролик, ну, чтобы у вас было понятие. Об этом опровергать это должны профессиональные историки, во-первых. Они прочитали они? Книга, еще раз повторюсь, книга написана в 1997 году. Деньга Халита вместе с блогером Рамазаном, дядей Рамазаном, хотят опровергнуть книгу, написанную в 1997 году, сейчас, и говорят, что это псевдонаука и псевдоистория. Слушаем дальше. Наши историки опровергли подобного рода вещи, ссылаясь на труды Гачи Абдурагимова, там еще каких-то ученых. Оставьте шумеров в покое. Это написал Рабадан Магомедов, Гачиев Мусазали Сиражутдинович, доктора исторических наук, кандидат исторических наук, археолог. Это мнение, которые работают в Гаджиев Мусазали. Да, конечно. Мегецкий. Да, они написали книгу о фальсификациях истории, где-то у меня здесь он дома тоже есть, скачанная книга. Название или что вы ищете? Я ищу название, но сейчас это займет много времени. То, что у нас проходит как маргинальная, такая не заслуживающая внимания гипотезы, вещь, маргинальная наука. Это не наука, это псевдонаука. Там Чечен на этой основе делается, строит целую теорию. Мой друг, товарищ в свое время, книга такая, «Потомки Ноя». Заметьте, на маргинальных гипотезах строится чеченская история. Как вам высказывание общественного деятеля и блогера Республики Дагестан? Вот это их отношение к истории. И он говорит, что у него друзья в академических кругах и так далее и тому подобное. Псевдоистории. Слушаем дальше. Серьезный человек. Ногти и потомки Ноя. Это несерьезно. Полным ходом еще в 90-е годы я видел, как в Чечне там группа была людей, которые искали останки корабля Ковчега Ноя. Так в Дагестане тоже появились такие, в Гунивском районе один. Но то, что в Дагестане считается не заслуживающим внимания, и с точки зрения науки не заслуживающим никакого внимания, там получают определенную прессу, пропагандируются. Итоги какой, Евгений Шахович? Они сказали о том, что хуриты – это чеченцы, да, так сказать, общие, по словам там то все. Вы говорите, нельзя так глубоко копать, не имеют доказательств каких-нибудь, можно словесных. Можно говорить. Он не опровергает. Можно говорить родственники, можно говорить о близком родстве. А вам какое дело? Они исходили, может быть, они ушли отсюда, может быть, этот исследователь нашел какие-то доказательства, или не было доказательств. Все выдумано, да? Родственники, да. Когда пишут о государстве Киевской Руси, они же не вторгаются в сферу. Вот мне интересно очень. По словам Деньги Халидова,
Шумеры, хуриты, урарту родственники чеченцам, но не чеченцы. Как вам такое заявление? То есть ты мой отец, но ты мне не родственник. Так что ли получается? Ты мой прапрапрадед, но ты мне не родственник. Железная логика общественного деятеля, философа и доктора и всего остального. Как вам такое? Родственники, братья и так далее, но не чеченцы. Как вам такое? Родственники. Интересно, он слово «род» понимает, что подразумевает под собой? Это очень, очень интересно. То бишь, они родственники, он говорит, но не чеченцы. Все это псевдонаука. Что касается ковчега, кто-то относит... Но сегодня ищут ковчег. Кто-то относится к этому серьезно, а кто-то как псевдонауки. И в Чечне то же самое. С чего вдруг деньга халитов? Подумайте, какие аспекты он затрагивает. Смотрим дальше, слушаем дальше. Истории западных славян, там, славянов и так далее. Или там, когда немцы пишут свою историю, они не пишут о том, что происходило в Испании. У них больше близкого родства. Или там, что происходило в Англии. К примеру, если немцы пишут свою историю, их родственники живут в Великобритании, на островах британских. Они пишут о том, что происходило в Германии, как сформировалось германские княжества, как формировалась Священная Римская империя на территории Германии. Давайте перейдем к последствиям, которые вам предъявили. Вот есть такой... Очень смешно, конечно. Но опять же, славяне, германцы. Он, наверное, точно с историей не знаком. Но любой немец будет описывать древнюю историю германцев, откуда они произошли, от какого сына Карла Великого, и после чего они назывались германцами, и так далее, и тому подобное. И да, немцы будут указывать, что есть какие-то, в немецкой истории есть что происхождение, такие-то рода произошли от немцев. Это есть. А формирование княжеств и все остальное, это уже ближе к современному, то есть ближе к 17, 18, 19 векам. Это разные истории. История древнего мира и история современного или средневековой истории Германии. Такие глупости, конечно. Это нечто, конечно. Китай. Он живет за пределами России, конечно, за пределами. Он оттуда пишет. Вот если так зачитаем, какие у него претензии. Руслан Кутаев говорит, что в 1944 году архивы чеченцев, которые сослали в Казахстан, якобы привезли на площадь Грозный и сожгли. Что я, мол, игнорирую сторонние источники на там арабские и армянские, где пишут о чеченцах. Что ты сказать по этому поводу? Ответьте на Руслану Кутаеву. Значит, я отвечу на этот вопрос следующий. Вот книга, которую я написал, не я написал, в соавторстве. Нас 3 человека составили Союз горцев Кавказа. Вот покажи вот так. Написано: Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана 17-18 года, Горская республика 18-20 годы. Документы и материалы выпущены в 1994 году. Дагестанский научный центр Российской академии наук, Институт истории, археологии и этнографии. Здесь авторы, кто здесь? Так, ну-ка, редакционные коллеги Кутаев, Какагасанов, Османов и Халиду Денга Шахрудинович. Да. Составители Какагасанов, Гаджиев, Асильдаров, Кайбаразов и Мусаев. Сборник включили в основном ранее не опубликованные документы и материалы по истории создания и деятельности Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Для специалистов, научных работников, аспирантов, студентов и специализирующихся по проблемам истории народов Северного Кавказа и для широкого круга читателей. Почему к этому я хотел сказать, что-то есть? По этому поводу? По этому поводу вот эта книга имеет, конечно, отдаленное отношение к этому, но через раскрытие этих документов в архивах перед нами совершенно открылась другая картина истории
так называемой гражданской войны. Я для себя вывод сделал, что в Дагестане была не гражданская война, там еще, конечно, целый ряд других источников, в том числе и чеченского автора Вачагаева. Майрбек Вачагаев, он написал «Союз горцев Кавказа» и «Горская республика», капитальная монография, я ее изучил, и я начинаю понимать, что была народно-освободительная борьба в 19 году, 1919, 20, 21. Теперь по поводу его, значит, Руслана, претензий, да. Ну, а не было этого. Это фантазия. В Дагестане было. Как вам, да? То есть в Чечне, где депортировали чеченский народ, как предателей, как недругов советской власти, выслали весь народ, сжигали их книги, театры, историю. Этого не было. Это фантазия, он говорит. А в Дагестане, где никого не выслали, это было. Как вам такое? Просто великолепный шедевр. То есть те старики, те люди, которые это видели, передали, это лжецы. А Динга Халидов, который не видел, ничего не знает, говорит, что это неправда. Вот вам великий момент тоже в истории Дагестана. Да, сожгли? Не сожгли. В Дагестане просто изымали. Вот когда арестовывали алимов и высылали, а их высылали пачками. Дагестан — это кладезь, плацдарм арабоязычной культуры и науки, я говорю, кавички, и надо было ликвидировать вот эту духовную элиту Дагестана, чтобы расчистить путь для, значит, воспитания нового человека. Несколько тысяч алимов. Шейхов не бывает много, 10-15 шейхов. Еще один момент. По словам самого Динги Халидова, в Чечне ислам пришел в 16 века. То есть 16 века, 17 век, 18 век, 19. За 400 лет, по словам Динги Халидова, у чеченских алимов, муллов, не было арабоязычной зафиксированной истории, литературы и культуры. За 400 лет ни один из чеченских алимов не написал эти книги, и у них их не забирали и не сжигали. То есть 400 лет чеченские алимы без единой бумаги, без единого документа просто сидели, а потом, когда высылали, у них не было этой истории, их просто выслали. Вот такой умный вот Динга Халидов. За 400 лет не было у чеченцев научной литературы на арабском языке, точнее, вообще имеется в виду документация. Как вам такой подход? Просто великолепно, и здесь столько доказательств, это просто ужас. В том числе Али-Хаджа Пушкинского оставили, учитывая его заслуги, но его родственников забрали. И когда их изымали и отправляли в ссылку, то, естественно, их конфисковывали то, что домом. Понял, да? Но в Дагестане все равно остались. Я наведу, конечно, справки. Много было книг, много было собственных трудов. Осталось. Потом еще переселили. Или что? Нет. У них такого наследия не было. И не могло быть, потому что ислам пришел поздно. Очень незначительной мере. Очень незначительной мере. В Дагестане было на порядок больше. В справочных материалах приводятся имена. Вот наш сказочник опять же начинает врать. В разы. Конечно, в разы больше. Дагестан – это не аварцы. Дагестан – это лезгины, даргинцы, лакцы и 38 национальностей. Огромное количество людей, которые были там. Но опять же, было ли в разы больше, у них нету этого материала, пришел позже, да пришел когда? Хорошо, даже возьмем со времен имама Шамиля с 19 века. Сколько алимов было среди чеченцев? Сколько аулия, устазов и так далее было среди чеченцев? У них не было никакого наследия, у них не было никакой литературы, описания всего этого. А у Динги Халидова, оказывается, в Дагестане они были, а в Чечне их не было. Их не сжигали, их не существовало. Вот логика Динги Халидова. Дагестанских ученых, арабистов, логиков
филологов, историков, специалистов по фикху, мусульманскому праву, по грамматике. Там сотни имен, ну, более сотни, я могу ошибиться. В университете Йемена, Сана, это Йемен, около 20 или 40 имен дагестанских ученых. Дагестанская арабоязычная наука считалась одной из передовых в исламском мире. А Руслан почему возместил? Он против этого? Да почему? Он говорит, у нас тоже было, но у них объективно этого не могло быть, потому что ислам туда постепенно утверждался, начиная с 17 века только. Селение Чечен – это логистический центр, такой коммерческий центр. Хорошо, Где, да. Здесь никак не могло быть у них документов, как никак не могло быть. Я рассуждаю здесь как ученый. Я соврать не хочу. Нам не то, что... Объективно рассуждает, как ученый, у него быть не могло. Вот это, конечно, ха-ха. Это просто великолепно. Вы слышите всю его логику, вы слышите все его вопросы. Не могло быть, говорит, уже 17 века. То раньше у него было 16, а теперь уже 17 века. 17 века за 3, даже хорошо, пускай поверим ученому Деге, как ученый, за 300 лет среди чеченцев не было даже десяток ученых, которые зафиксировали данные документы. А то, что до сих пор сохранились, не то что десяток, 20, 30, 50 тепторов, тейповых, где записано на арабском языке и так далее, это Дега Халитов не знает. В Сане, говорит, есть 40 дагестанских, говорит, передовой наукой была. Какой передовой может быть в Дагестане? Вообще, что ты несешь? О какой науке ты говоришь? Арабский мир, который был одним из светочей, самые сильные ученые были в арабском мире, он говорит, Дагестан был одним из передовых. Это нужно всем поверить. Не назвав ни фамилию, не назвав никакие данные, мы должны поверить. А то, что в Чечне сожгли литературу чеченскую, тепторы и так далее, это не могло существовать. Вот так говорит ученый Деньга. Повезло. Мы оказались на пути арабоязычных завоеваний с Дербента. И мусульманство, ислам у нас утверждался последний раз. Самый такой мощный удар для утверждения ислама в Дагестане нанес хромой Тимур, Тамерлан, 1395-96 год. Так? В основном это в Западном Дагестане. Чеченцы тоже сопротивлялись. Вот здесь написано, очень хорошо написано у Сигауры, как они сопротивлялись, их народ сопротивлялся арабоязычным завоеваниям. Но арабоязычные завоевания против чеченцев были направлены со стороны Картли-Кахети, потому что они занимали горы, предгорья Центрального Кавказа. Понял, да? И упорно они сопротивлялись. Для чеченцев воля к жизни. Это тоже частично правда, а в основе своя ложь. То есть он говорит, через Картли-Кахети, то есть через Дарьяльское ущелье пришли арабы воевать с чеченцами, он говорит. А с восточной части арабы не воевали. То есть это автоматически чеченцев не было в Аланском царстве, когда воевали против арабоязычных, не было в Хазарском каганате, когда воевали против арабов. Этого всего, то есть со стороны Дагестана с арабами якобы не воевали чеченцы. Чтобы вы знали, такой ученый Деньга Халитов заявление делает. Что противоречит, естественно, настоящей исторической науке. Способность защищать свой род, свое племя. Это главное. И они, прижавшись к горам, выбрали свободу, волю. И сопротивлять исламу. Да. Ислам... И книги у них было меньше. Да, ислам принимался не оттуда, со стороны арабов, которые шли, завоевали Кахетию, Картли, и оттуда уже рукой подать до территории земель, где жили война, они жили в Центральной Азии, в Центральном Кавказе, да. А к нам пришел ислам Дербента, с предгорья. Первыми ислам кто приняли? Лезгины. Это 10-й, 8-й, могу ошибиться, 9 века, 11. Аварцы приняли где-то 12, 13, 14 век.
Наши историки меня могут исправить. Ты неправильно говоришь, там, то все. Ну, не совсем правильно. Я могу ошибиться там полвека. Там, понятно, просто из-за физических, территориальных. Геополитическое положение Дагестана благоприятствовало, геоэкономическое положение Дагестана благоприятствовало тому, чтобы у нас ислам утвердился раньше. Ну, раз такой ответ, Руслан Кутаев, наверное, даст свою интерпретацию того, что Тенга Шахович говорил. У нас идет спор. Да, он еще... Второй вопрос у него. Он еще говорит, я не использую другие данные. Нет, почему? Я использую другие данные. Вот здесь Сигауры там пишут об арабских завоеваниях. Есть там... Конечно. Это история. Вот, например, мой друг и товарищ Гумба Гурам. Вопросы этнокультурной истории первые тысячелетия нашей эры. Вот здесь выходные данные, что я рассказываю. Да. Позволение 2017 года. Вот эта книга. Кто-то хочет, наверное, если Руслан захочет увидеть. Здесь примерно написано, что, как утверждено печать ученым советом Абхазского института гуманитарных исследований имени Гуля, Академии наук Абхазии. Мне же бросает обвинение, что я пренебрежительно отношусь к истории чеченцев или там не хочу признавать объективные факты. Вот эта монография и докторская диссертация вот этим товарищем Гурам Гумбаджотович, это мой соратник по Конфедерации горских народов Кавказа. Он возглавлял комитет по международным отношениям Конфедерации с 91 года. Мы дружим с ним с 90-го года. А я был заместителем председателя парламента Конфедерации горских народов Кавказа. Я его надоумил. Итак, господа хорошие, наш ученый Деньга Халитов говорит об этой книге. Гурама Гумбы, кто не видит. Посмотрим. Вы слышали его четкое оскорбление и обвинение Ильяса Сигаури, что хуритами, шумерами чеченцы не связаны. Ну, родственники, но не этот народ. Посмотрим, что же написал Гурам Гумба в своей книге, которую сейчас дальше вы услышите, он рассказывает. Смотрим. Общее этноязыковое... Смотрим дальше. Зачитываю. Общая этноязыковая ситуация на Кавказе, Предней Азии во втором половине первого тысячелетия до нашей эры. Называется она «Нахи вопросы этнокультурной истории. Первое тысячелетие до нашей эры». Зачитываю. Хурита-уральские, нахские племена. Это абхазские, адыгские племена, индоевропейские племена, картвельские племена, мушки. Дальше. То есть, когда это пишет Гумба, это нормальная тема. А когда пишет Сигаури, это ненормальная тема. Запомните это. Гурам, ты должен написать монографию про нахов. У тебя эта информация, ты кандидатскую защитил, надо монографию выпустить. И когда в Москве презентовали эту монографию, я специально поехал в Москву, чтобы поздравить и чеченскую общественность, и Гурама Гумба выходом этой монографии. Здесь говорится о том, что 2500 лет назад, около 500-600 лет до нашей эры, на территории нынешней Каткли, в Грузии, там было государственное образование, значит, войнахов, древних войнахов, надо говорить. И как они боролись, в каком контексте они участвовали в исторических процессах на... Не карте Кахетинском. На этой карте четко указана территория в основе. Да, здесь есть рядом Колхи, есть Понтийское царство, есть Кавказская Албания, есть Аурсы и есть Мета-Сиракский союз. И как раз-таки Чечня или Нахиматия, Нахаматия, как угодно называйте ее, да, находится как раз-таки не на территории Грузии, как Деньга Халитов хочет соврать, а на территории Среднего, Центрального Кавказа, чтобы было видно, да? Кому не видно. Но об этом он не говорит. Во второй карте смотрим. Есть Колхида, есть Мидия
и так далее. И небольшая часть Нахиматия находится на территории, совсем небольшая часть находится, вот этот кусочек находится на территории как раз-таки Грузии, а остальная на Центральном Кавказе. Как было, так и остается. Но Динга об этом не говорит. В Южном Кавказе это серьезная монография. Да? Правда, наши ученые говорят, она там... Boşlan, цемент, созвучие. Автор давает курсу. И карта, и на что опираться, что именно? На его научной работе. Как раз-таки на его научной работе. Из этой книги. То есть там подтверждается непосредственно работа, которая была сделана, проведена непосредственно Гурамой Гумбой. И там очень много, я его обязательно в эфире тоже зачитаю и ознакомлю вас. Ассаламу алейкум. Сам Алмиги. То есть, получается, он надоумил Гумбу написать, что чеченцы жили там в Кахете, то есть сместить Бешвоксу, и надо Грузию, понимаешь? Понятно. Перекинул на Грузию часть Грузии, а остальное уже вниз. То есть после этого ролика выходит Тимур Алиев с разговором к Динге. И этот Тимур Алиев, аварец, лезгин, мать аварка, говорит Динге, что чеченцы на самом деле делают предъявы и грузинам на спорной территории, что в Грузии земли чеченские. Сопоставлять эти все три ролика, они, по идее, тут он не говорит, это не так Цабахцу Тимур Алиев. А Тимур Алиев говорит, на самом деле в Грузии нету чеченцев, это не их земли, они все пришлые Бахцу. А этот говорит, мощная монография, я надоумил, он напечатал книгу, их государство от Картли Кахети идет, Бахцу. Этот говорит, и причем он указывает, 2500 лет истории описывает, он говорит. Если 2500 или 1000 лет до нашей эры, если публикация есть, у меня возникает вопрос, как же ты в первом своем ролике, Динга, говоришь, что чеченской истории нету письменных никаких документов, а у нас 2000 или 1000-летняя история зафиксирована. Работу Гумбы, которую ты надоумил, говорит о 2500 лет истории нахчийцев. Вот, как я понял, Восточный Кавказ, Гумби, короче, Иштиазел, Цигяза, и Танцигадвой сместит, история. Гумба не сместил. На карте Гумба видно, что только на одной карте там уходит часть в Грузию. Часть, небольшая часть. Остальная часть там же, где и сейчас, только она более обширная. Понимаешь? Я просто вам показываю. Первый ролик, аудиоролик. Второй ролик, это вот с Рамазаном ролик. И третий ролик с Тимуром Алиевым, который он в конце говорит. Все три ролика, по сути, друг другу противоречат. То мы в Грузии, он говорит, я надоумил, то мы относимся к артлийскому государству в этой части Бахцу. То он говорит, что у нас история совсем другая. Послушайте дальше. Башла. То есть получается, что Гумба не поддался на его провокацию? Сейчас посмотрим, что он скажет. Дополнительные проверки и так далее. Я говорю, это предмет научного спора. Вы проанализируете, вы скажите свое мнение, где может быть там ошибка. Ты понял, да? Судя по тому, а он, кстати, после выпуска этой монографии, после того, как он, или до того, как он защитил докторскую 2 года назад, я был на защите докторской в Абхазии, ему дали почетное звание почетный академик Академии наук Чеченской Республики. С чем я его тоже поздравил. Я к чему это говорю? Когда, значит, это уже моя монография. Это тоже моя монография. Северный Кавказ в Отечественной войне Абхазии 92-93 годы. Это я привожу имена
чеченских общественных деятелей и военных тоже, начиная, значит, Шамиля Басаева, Хамзата Хункарова, которые сыграли свою решающую роль первые недели, когда напали войска Грузинского горсовета. Эта книга, эта монография фактически, она является учебным пособием в Абхазском университете для студентов исторического факультета. И Руслан Кутаев, когда говорит о том, что не используйте источники, вы сейчас доказали, что очень обширный пласт источников вами использован, вы владеете информацией, и даже некоторые люди с подачи вашего предложения, люди написали монографию, то есть претензии Руслана не состоятельны. Скажем так, моя роль тоже не маленькая в том, что Гурам Гумба, он профессор университета и главный научный сотрудник, написал эту книгу. Я к чему это говорю? Я, как ученый и общественный деятель, который участвовал в самом начале создания конфедерации и так далее, болел не только за Дагестан, болел и за наших соседей, братьев по вере, по истории, но я не терплю фальсификации. Я, если вижу фальсификацию, говорю прямо в лицо. Или, значит, стараюсь дипломатично намекнуть, ну так нельзя. А когда у нас был спор с директором Института истории в Абхазии и Института истории Чеченской Республики, вмешался вот этот как раз Джамбулат, очень мудро остановил наш спор. Он мудрый человек. И он правильно сделал. Сейчас вы обращаетесь к Джамбулату, он сейчас может вмешаться в этот спор? Он может меня не одобрить за то, что я резко высказался в том этих самых интервью, и Джамбулат, и другие, там десяток я могу привести. Да, конечно, я сожалею, что вот так высказался. Сожалею, потому что, как тебе сказать, когда тебя заклинило, это ролики не были для публичного освещения. Когда у меня берут интервью, или там мы с тобой там будем выступать. Более взвешенно. Я более взвешенно, потому что это идет прямо в эфир. Я не имею никакого права обобщать. Мы в Дагестане шутим иногда. Там даргинцы любят деньги, аварцы любят власть, кумыки любят музыку. Мы такого рода обобщение в шутку говорим. Обобщение касается определенную часть, которая ради того, чтобы преодолеть, ну, скажем так, ради того, чтобы приукрасить историю, начинают выдумывать что-то. Вот яркий пример, та книга, которая... Выдумывать вы хотите честности, если есть документы, ссылайтесь, все. Но это уже не поняли. Следующий вопрос такой. Так, если так, ссылайтесь на документы. Почему же мы псевдоисторики, псевдоблогеры, если мы предоставляем на каждом ролике, в каждом посту документы, ссылки на эти документы? Мы псевдоисторики тогда? Вы говорите, ссылайтесь. Мы ссылаемся на документы, конкретные документы и на конкретные книги. То есть вначале он говорит одно, сейчас он говорит другое. Предоставленные документы, когда предоставляют, его не устраивают. Вы, говорит, предоставили обширный пласт документов иных. Ни одного документа не предоставил, кроме как рассказал басни про Сану и так далее и тому подобное. Слушаем дальше. Проблема установления Ауховского района. Вам не кажется слишком резко именно в этом отношении тоже вы высказались и не стоило так обобщать? Да, получилось резко. Я должен был сказать следующую вещь. Как надо было сказать? Надо было сказать... Это реальность. Это реальность. Это относится только к тем чеченцам-акинцам, которые живут здесь, воспитывались здесь, выросли здесь, воспользуются нашими благами, но не проявляют лояльности к Дагестану. Я разговаривал, ко мне позвонил чеченец-акинец из Германии. Полчаса мы разговаривали. Ибрагим его звали. Да.
нормальный, хороший парень. Значит, и мы друг друга поняли, мне так показалось. Я ему сказал следующее. Вот здесь у меня есть архивные данные, значит, из книги Курбанова МР, Курбанов ЖМ, это наши ученые народы Дагестана, история депортации и репрессий, трагедии и уроки. Махачкала, издательство «Лотос», 2009 год, 376 страниц. На основе документов все подробно расписано. И здесь написано еще другие тоже данные, которые я изучал вместе с Зикулой Ильясовым. Когда я был советником главы, он был первым заместителем министра национальной политики. И там целый пласт информации, который говорит о следующем, коротко, если они, чеченские старейшины, чеченский народ были рады, что наконец-то они вернулись на родину. Второе, дагестанское правительство и руководство вместе с российской РСФСР сделали все, чтобы обустроить чеченцев, акинцев, других чеченцев у нас на территории Хасавюртовского района. На исходной территории, а где-то дальше, да? Да, рядом с Аухом. Рядом с бывшим Ауховским районом, который просуществовал, который был создан специально, чтобы выселить. Легче было выселить. Это, конечно, трагедия большая для народа. Но это тоже ложь. Специально был создан, чтобы проще было выселить. Во-первых, чтобы было проще выселить, Аухом создавать или название Ауховский район не нужно было. Там можно было назвать его каким-нибудь чеченским, чтобы было проще выселить. Это ложь. Это чистейшая ложь. Аух существовал до того, как советская власть в начале 20 века, в начале, в первой половине 20 века назвала его Ауховским. Оно входило и в Терскую область, и все прекрасно это знают. Но несмотря на это, Дингай Халитов делает акцент на 5 месяцев и говорит, чтобы проще было их выслать. Это чистейшая ложь. Отдельные моменты указаны, четко там указано, кому сколько помощи. К началу 1961 года члены колхоза приняли в селе Ленинау, Калинау более 30 хозяйств чеченцам там, и так далее. Я сейчас перечислять это все не буду. Сколько построено домов, какие деньги выделялись, какие стройматериалы. Как назывался Ленин-аул до того, как назвали его Ленин-аулом? Не хочешь он сказать? Нет, здесь сейчас он говорит, были документы, то, что выделили в 61 году. 61. Карл, 61. С депортацией чеченцев вернули в 57 году, а не в 61. То есть через 4 года после их возвращения им выделяются какие-то 4 года, Карл, 4 деньга. Ты, может, с математикой, ты же все-таки физико-математически заканчивал или какой там инженер? То есть после возвращения, когда 4 года чеченцы не могли вернуться в свои дома в Ауховском районе, им якобы выделили, он говорит, все перечислять не буду. Вот этой книги у меня нету, к сожалению. Ауховские подписчики в Ютубе, кто меня слышит, книгу, которую он назвал Курбанова «Депортация народов Дагестана». Есть у вас эта книга, есть, вышлите мне ее, пожалуйста. Дайте мне ознакомиться и по пунктам, чтобы мне было проще в следующий раз вот эту ложь разоблачать. Я знаю, что это ложь, но и все-таки, чтобы было понятно. Слушаем дальше, осталось немного. Наше руководство, исходя из административно-бюрократической вертикали, им сказали, не претендуйте на воссоздание этого района. Там лакцы и сейчас аварцы там живут в 2-3 селах, они будут там жить, вам предоставляется, значит, льготы, все. Государство помогает всячески, чтобы обустроить. И в Хасавюрте новые дома строят, и в Хасавюртовском районе трудоустройство и так далее. Они были рады. И такого рода соглашение якобы было. Но потом выросло новое поколение. Опять же, человек, который ссылается четко на документы,
Человек, который четко ссылается на документы и говорит, что все, что не задокументировано, является псевдоисторией, сейчас утверждает своими высказываниями, якобы такое соглашение было, что там в 3-4 селах живут аварцы и лакцы, чтобы они не претендовали. Якобы ни одного документа предоставленного нету. Старики были довольны. Старики, конечно, были довольны через 4 года, если и даже были довольны. Зачем они сегодня предсмертные оставили письма? Вернитесь обязательно этим же потомкам ауховцев, вернитесь обязательно свои дома, где проживали ваши предки, если это так. Это письмо у меня есть, я опубликовал его. Возникает вопрос, не якобы, а четко сформулированный документ, где старейшины Ауховского района было указано, что они не имеют права вернуться в эти селения. Есть деньга или нету тебе и дяде Рамазану? Если есть, докажите, покажите. Если нету, то вы псевдочушь несете в прямом эфире, как вы указываете на меня и на всех остальных людей, кто занимается историей исследования. Выросло новое поколение, они вспомнили, что это наши дедовские дома. Значит, ну, дагестанцам-то и лакцам, и аварцам, Ленина-Оле, Калина-Оле. Еще один момент. Жалко, что Динга Халидов не говорит, что с 90-х годов, 91-го года проходили массовые мероприятия ауховцев с просьбами вернуть их. Не современная молодежь вспомнила, а в 90-х годах уже проводили мероприятия, когда СССР разрушился, проводились мероприятия о возвращении, проводились митинги, есть видеодоказательства, где кумыки приходили и говорили, мы полностью поддерживаем чеченцев, возвращение их исконных земель и домов. Если Деньга не видел эти записи, пускай посмотрит на мой канал, он может их увидеть. Новая Михельтара было сказано правительством, руководством Дагестана. Живите здесь, для вас у нас средств нет, чтобы вы возвращались домой, туда, откуда вас депортировали. Говорят люди, или есть документальные какие-то свидетели, что чеченцы... Стоп. То есть он говорит, что лакцев и аварцев депортировали. Как вам такое? Не переселили на одной территории? Он прав. Депортировали. И аварцев депортировали. Он все правильно говорит. Абсолютно прав. Вот я с Дагестана. Вот я только что мне предлагали сюда этот. Я в Ютубе зашел в стрим, и там эту ссылку скинули в Телеграм. У меня даже Телеграма не было, я из-за этого создал Телеграм. То есть тебя, подожди, тебя загнали, тебя погрузили в вагоны и тебя депортировали. Ты чушь несешь. Это ты чушь несешь. Треть населения лактов было уничтожено. Я с тебя штаны стяну, если ты не веришь. Давай свяжись со мной. Пошел ты. Подожди, мистер Франк, подожди. Идиот. Переселение на одну... Ты кто такой, чтобы снять штаны снимать? Я тебе что, оскорбил, что ли? Свободец. Мистер Франк, смотри, ты на моем канале. Сейчас подожди, ответь мне на один вопрос. Подождите, постоянно, когда захожу, постоянно дагестанцы. Я на ютубе подписался, там что-то по истории. Да не постоянно на дагестанцев, не говори ты. Мистер Франк, ты можешь ответить мне на вопрос? Подожди, ты зашел ко мне. Да кому вы нужны, слушай, вы не Подожди, послушай, мистер Функ, или как тебя зовут для начала? Меня Арсен зовут. Арсен, ты лакец? Да, лакец. Арсен, послушай, меня зовут Башлам. Здесь не постоянно про Дагестан, а здесь конкретно разбор полетов по теме Динга Халитова, который он дал дяде Рамазану. У меня возникает вопрос, ответь мне. Переселение с Лакского района в Хасаюртовский район является депортацией? Это как раз было насильное переселение, насильная депортация. Это то же самое, что чеченцев туда переселили, в Казахстан. То же самое. Ты в энциклопедию смотрел, что обозначает депортация? Потому что это было насильно все. Все насильно. Ну тогда, давай, подожди, пошла. Давай тогда восстановим справедливость. Обратно домой пойдешь ты. Домой пойди, ты же хочешь справедливости. Арсен, подожди. Если ты говоришь, хорошо, ты считаешь, что переселение с горных районов, лакцев,
переселили в Новолакский район. Это является депортацией, ты утверждаешь. Хорошо. После развала Советского Союза в 90-х годах, в 91-м году, примерно я говорю, если у тебя возникла возможность вернуться домой, обратно, продать этот дом, обменять этот дом, чеченцам там за деньги продать этот дом, и у тебя есть прекрасная возможность вернуться обратно, я не знаю, есть у вас там Лакский район или как он называется, я не знаю, врать не буду. Тебе кто-то запрещал возвращаться туда? В советское время ты можешь сказать, да, нашим отцам запрещали. А сейчас кто запрещает вам переселиться? В каждом слове вашем чувствуется прям вот этот национализм. Что? Вот в каждом слове, говорю, чувствуется этот национализм, пренебрежение ко всем другим. Да нет национализма. Ты... Послушай, Арсен, в чем национализм? Тебе задают логический вопрос. Ты говоришь, переселение с одного места на другое насильственно. Насильственно. Это называется депортация, ты говоришь. Я тебе говорю, хорошо. Само собой, это не так. Насильственное переселение, переселились. Ты посмотри в сводке МВД. Ладно, считаем так. Но сегодня тебе никто не запрещает вернуться обратно в родные пенаты. Никаких проблем с этим нет. Мы также на своей земле живем. Это же тоже Дагестан. Это же тоже, вот эти все земли, это все дагестанцы. Какая разница? Чечня. Так разве это может быть депортация, если ты все равно народная? Я не могу понять тебя. Арсен, я не могу понять тебя. То есть у тебя, с одной стороны, у тебя получается, что это тот же Дагестан, ты говоришь. Да. Буквально 5 минут тому назад ты говоришь, тебя насильственно переселили. Тебя как могут насильственно в твоем же Дагестане переселить с востока на запад или с запада на восток? Люди, которые поясни. Тысячелетиями жили в горах, а их насильно переселили с родных мест, обжитых мест. Чуть тогда иди в горы, почему не уйдешь? Справедливо же. Давай я у тебя не буду спрашивать. Это ты мне говорил про штаны? Ладно, да, я говорил, ты не веришь, я тебе в личку написал, свяжись со мной. Хорошо, я тебе тоже сейчас. Я жду тебя. Сейчас. Не вернули на второе место, так как там аварии и лакции были. Им дали другие места, дали возможность обустроиться, но им денег не дали обратно вернуться. Теперь молодое поколение ауховцев, которые выросли на этой новой земле, захотели вернуться в старое место, занятую ими аварцами и лакцами. Так это или не так? Я встречался как представитель аварского движения и один из первых демократов. Они остро ставили вопрос, и все время разговор вертелся о восстановлении Ауфовского района. Потом вышел закон о репрессированных народах, федеральный закон. Потом на основе этого закона съезд народных депутатов Дагестана принял закон о исполнении федерального закона, но с учетом интересов депортированных народов там написано. Репрессированные чеченцы, акинцы, это более суровая мера. А депортированные дагестанцы, лакцы, аварцы, пумыки были депортированы тоже, даргинцы тоже были. Это все подробно расписано в этой монографии. Возникает вопрос. Деньга говорит, что репрессированные методы это более сильные, а депортированные это более мягкие. Выполнение интересов депортированных народов в этом законе указано. А выполнение более жестких репрессированных народов почему-то Деньга не указывает своих. Указать будешь, депортировать Бенбу. Нет, конечно. Нет, конечно. Тогда что чушь несет этот? Сейчас слушаем дальше. Курбанова. Народ Дагестана, история депортации. Он рассказывает уже не о законе, федеральном законе, нет. Он говорит о том, что непосредственно приняли в этом Совет депутатов ДАГ СССР. То, что они приняли, поддержали этот закон, но Хакара Иштбах, ведевой газунки. Дальше слушаем. Они все документы проработали. Я к чему это все говорю? Я этому товарищу Ибрагиму тоже постарался объяснить.
Ну да, не восстанавливается район. Деньги съели. Какая-то часть лакцев переселилась на Валахстрой там. Я не буду, это очень больная тема. Возникает вопрос, кто съел деньги? Чеченцы? Нет, абсолютно. Чеченцы не съели деньги. Новолавский район построен, есть место переселения, но деньги чеченцы не ели. Если есть все работы, документы проработанные, почему они не предоставляются Курбановым и любым другим? Если это чеченцы несправедливо, наши ауховцы, как они указывают, да? Пожалуйста, предоставьте документы. Исходя из документов, можно уже понять, насколько это достоверно или недостоверно. Почему общественные организации Ауха и Ауховского района не видели эти документы? Почему их не направят и не укажут четко эти документы? Остается вопрос. Слушаем дальше. Ну, мол, обобщение такое, мол, все чеченцы, акинцы, я не считаю дагестанцами. Чеченцев, акинцев, я считаю дагестанцами, которые лояльны Дагестану, считают, что здесь нормально они живут, ну, стараются мирно жить с соседними народами и находят взаимопонимание. А если есть те, которые поднимают эти проблемы, будируют, ну, поднимать можно, но как они поднимают, это уже другой вопрос. У меня друзья есть чеченцы-акинцы. Один друг. Я тебе скажу. Общий ответ, да. Ну, друг не друг, но общий вопрос в том, что вы как-то резко выразились. Резко, да. Это не относится в основном части наших братьев, наших соседей. Они дагестанцы. Университет, медуниверситет у нас возглавляет чеченец. Члены правительства, чеченцы есть. Чеченцы есть у нас сколько? Депутаты. Да, вопрос такой. Руслан Кутаев опять спрашивает. На чьей стороне эти деньга, спрашивает Руслан Кутаев. Наверное, на стороне Армении в конфликте с Азербайджаном. Так на чьей стороне эти деньга? Это он решил спросить. Это тоже был? Там это в таком контексте было. Руслан Курбанов, мол, взял интервью у какого-то славяна, и он там, значит, обыгрывал эту тему, чеченцы, армяне там, я даже не знаю, кто такой Асланян, Руслан Курбанов, мы все знаем, кто такой. Это журналист, ученый, кандидат политических наук. Да, мол, я на стороне Армении. Ничего подобного. Я не топил за Азербайджан, но внутри себя был, они правильно поступают. 25 лет ждут, пока восстановят целостность Азербайджана. Карабах исторически, я же изучил документы. Карабах это исторически, это земля азербайджанцев. Поясню. В первом ролике, когда Деньга Халитов аудиозаписи, он сказал, цитирую его слова, если я неправильно, чуть ошибиться могу. Он сказал, благодаря исследователям и историкам, которые занимались историей и картами, произошла война между Арменией и Азербайджаном. То есть претензии, которые начинают историки, ученые, исследователи, послужила войной между Арменией и Азербайджаном. Теперь Деньга Халидов, то есть получается Азербайджан или историки азербайджанские, которые занимались историей и говорили, что Карабах это исторически азербайджанская территория, что географически это азербайджанская территория, что они именно благодаря этим исследованиям и работам начала. Сейчас же он утверждает, что я исследовал эти документы, и на самом деле они оказались азербайджанскими. Очень интересно. То есть получается, если чеченцы занимаются историей, географией и публикуют это, в дальнейшем это может привести к войне, по словам Деньги Халитова, и получится так, в конце концов, по логике того же Деньги, если документы проверить, то на самом деле это чеченская территория. И разве нет? Просто в первой части ролика ты говорил одно, а во второй части сейчас слушаем, что говорит дальше. Туда переселены были армяне из
районов там Ирана, когда вот те времена, конец 18 века или начало 19 века, значит, Россия воевала то с Османской империей, то с Персией, понял, да? И Россия покровительствовала армянам, и были переселены значительная часть. Свободные земли или азербайджанцы? Нет, уже те земли, которые взяты были под контроль Российской империи. Как она хотела, так и переселила. Ну да, как хотела, так и переселила. Это в свое время здесь дагестанские некоторые ученые, кандидаты наук говорят, когда вот там Карабах, мол, наша земля, говорят, оставьте эти претензии. Опять начнется этот. Было время, когда Аварский хан, Хунзарский, Казикумукский хан, Усми Кайтакский контролировали все восточное Закавказье. Кахетию, Картли, за бортом твоих вопросов. Очень интересно. Жаль, конечно. Наверное, жалко, что я не услышал от грузинских историков. Картли, Кахетию была под контролем, да, контролировали, оказывается, хунзарцы и остальные Уцми и так далее. Пошла, я правильно понял? Он автоматически ставит себя в положение армян, а нас в положение азербайджанцев. Да, так и получается. Слушаем дальше. Ну, ко мне обращались люди. Я же говорил в самом начале, что я проходил как самый все отправляли именно к вам. Вот, начиная с 90-х годов, с тех пор, как я включился активно в общественно-политическую деятельность, и Аорское движение, и там Конфедерация горских народов Кавказа, мы защищали чеченцев. Первым поздравили с избранием президентом, значит, Дудаева, мы, Аварское национальное движение, я вместе с покойным Сурахатом поехали туда. Да. Ну, это выбор народа. Народ помнил репрессии, народ помнил, значит, наконец-то наступило время, когда они могут более-менее независимо жить. Когда российский президент Ельцин объявил чрезвычайную ситуацию в Грозном и туда самолет направил с ОМОНом, спецназом, они вообще головой не думали. Это было 9 ноября, 9 или 12 ноября, мы созвали совместные заседания парламента Чеченской Республики и парламента Конфедерации горских народов Кавказа. Я и председатель парламента вели это совместное заседание. Модераторами были. Почему? Потому что против этого указа приняли там резолюцию против Ельцинского указа. А на площади был мощнейший митинг, 20-30 тысяч человек. И туда явился на это совместное заседание парламента Конфедерации и Чеченской Республики Гаджи Махачев. Пятерка или там 8-10 человек, своих крепких ребят. И сказал четко, ясно, я ему дал слово, и поприветствовали его, салам, валайкум салам. Если надо чеченскому народу, мы 5000 человек сюда поставим. А мы его избрали на съезде, первом съезде Конфедерации вице-президентом от аварского народа. Я предложил его кандидатуру. Историческая справка. Он говорит о Гаджи Махачеве, который потом на Европейском Союзе, сейчас он говорит, что он сказал выставить 5000 воинов, да? Говорит, что это было на стороне чеченцев, он говорит, что он был на стороне чеченцев, и они готовы были 5000 выставить воинов. Хорошо. Если это было искренне от всего сердца, Аллаху алям. Но этот же Гаджи Махачев, если я не ошибаюсь, в ПАСЕ, это было в Европе, в этой шапке, выступал и сказал, вот вы тут хвалите чеченцев, хорошие они соседи, братья и так далее. Мы никогда их не считали такими и сякими. Сегодня он перед Всевышним Аллахом, надеюсь,
судный день. Башлам, он не так сказал. Он сказал, возможно, это вы их считаете героями, но не мы, они террористы. Для нас они потом его чеченец избил там. Стоп. Суть не в этом. Об этом Гаджи Махачеве он говорит, который готов был 5000 воинов выставить, а сейчас он говорит, буквально через определенное время он поехал в Европу и начал говорить, вы их называете героями и так далее и тому подобное. Это один и тот же человек. И эти люди говорят о какой-то фальсификации. Да, слушаем дальше. Зная его возможности политические, экономические, его авторитет, особенности вот в этом хасидском регионе. Аллаху Акбар был там крик. Это была демонстрация братства и дружбы. Вот если вам трудно, мы готовы прийти вам на помощь. Дальше. В 94 году мы были братьями, и они были герои. И Джохар Дудаев, и все остальные. Для Гаджи Махачева. Он был готов выставить 5000 воинов. Я цитирую его же слова. А в ПАСЕ он называет чеченцев, называет бандитами и террористами. Интересно. В том году я пишу из аварской газеты «Хакикат». В переводе это звучит «Дудаев Заир Абулевугов Чикарасы Халкасил Кикро». Когда Москва напрягала Дудаева, мы по линии конфедерации вели переговоры с Джохаром Дудаевым, чтобы он пошел на встречу Ельцину, чтобы заключить хотя бы такой договор по типу татарстанского. Понял, да? Это что за издание? Это аварская газета. Ну, мне ее дали из архива. Это еще 2-3 года назад там, когда я был, ну, 5 лет назад, по-моему, да. А здесь город Чварахабуна, Хаджи Абашидус. Да, это я с ним. Да. Тоже участвовал, да? Да, мы вдвоем разговаривали, ну, диалог. Я что хотел доказать этим? Это была попытка донести до аварцев, что в этом споре Москвы и Дудаев прав. В каком плане? Что он хочет доказать Москве, это вот август, по-моему. В это время уже 11 августа 1994 года. Он уже был готов к переговорам Ельцину, потому что увидел, что война, они могут начать войну. Но уже дорога к Ельцину была закрыта в администрации президента. Чеченцы, которые там в Москве находились, я им говорил, если ведут войска, несмотря на то, что там большое, огромное недовольство Дудаевым, будет национально-освободительное движение. Они сплотятся вокруг Дудаева. И получится Вторая Кавказская война. И в декабре, послушай меня, в декабре 1994 года независимая газета на полполосы вышла моя статья научно-аналитическая. Не вводите войска туда. Будет Вторая Кавказская война. Он себе говорю. Да, в архивах независимой газеты 1994 года ее финансировал, по-моему, Березовский. Я, по-моему, там. А главным редактором был Виталий Третьяков. Это величина российской журналистики. Декан там МГУ. Нет, конечно. Потом был съезд, 2 съезда, чрезвычайный съезд Нальчика и 2-й этап чрезвычайного съезда конфедерации в Махачкале. МВД противилось нам. Мы созвали этот съезд, чрезвычайный съезд конфедерации народов Северного Кавказа, чтобы лишний раз, еще раз достучаться до федерального центра. Не вводите войска. Остановитесь. Будет война. Митинги организовывали мы. Уголовное дело открывали против меня. Фактически получается. Аэропорт толпой 300 человек. Именно я, Адало и Фатхула был такой. Агулиц повели, чтобы удостовериться. Летают оттуда вертолеты в Чечню, чтобы бомбить, или не летают. Этот Руслан есть такой
сейчас я забыл, ну, бывший МВДшник, а Шахана ОМОН остановил нас, даже под ноги стреляли. Еще один шаг, мы на поражение стреляем, потому что режимный объект. Мы туда, я Шахану покойному сказал, мы туда делегированы вот с этой общенациональным митингом на площади. Это минимум 5-7 тысяч человек было на площади, на центральной площади. Я считаю своими достижениями совсем другие вещи. В проекте. Я ученый, в отличие от него. У меня есть научные труды, монографии, около 100 научных статей, опубликованы в том числе в Кембриджском университете, в Стокгольме, в московских элитных изданиях. Это то, что я оставлю после себя. И какие-то проекты. Один из главных проектов – это то, что я внес свой вклад в освобождение Абхазии. Другие проекты по Российскому конгрессу народов Кавказа, где я был сопредседателем. Я подведу итог вот такой. Почему, где наступил переломный момент, переломный момент в настроениях моих, когда в 1998 году я увидел, во что превращается Чечня. Общение людей, бардак, фрагментировано. Никакого порядка, государство не состоялось. И один из авторитетных полевых командиров мне сказал, если бы я знал, во что превратится наша независимость, ни за что, говорит, не поддержал бы Дудаева. Я говорю, если бы мы знали, тоже остерегали бы его, еще больше остерегали бы его. Я тогда вспомнил то, что написано в этих книгах, значит, вот Союз горцев Кавказа, как отцы Горской республики, Бамат, Гайдар Бамат, Капланов, другие ошибались. Порог Парижской мирной конференции после Первой мировой войны, когда судьбу мира делили, где какую страну признать независимой и так далее. Там даже признание не получила независимая Грузия, независимая Армения, независимая Азербайджан, тем более Горская республика. А вот в Тимирхан-Шуре Буйновский сидел полковник английский. Он поддерживал Антанту и Деникина. Категорически он видел тот бардак, который творился в этой Горской республике. Не контролировали они ситуацию в огромной территории от Карачаева-Черкесии до Дербента. И никакого признания вы не получите. Каков был сигнал этого полковника, по-моему, Роулсон, как-то его звали, я не помню. Я к чему это говорю? Я вспомнил историю, я вспомнил и Кавказскую войну. Никто нас не признает независимость. Нам важно в России укреплять свои позиции как на условиях нормальной федерации, а не на условиях, когда с нами обращаются как с Пензенской губернией, с Пензенской областью, Псковской областью. Кого хотят сюда направлять? Статус надо поднять. Статус надо поднять. Такой же сделать статус, как Татарстан, Чечня. Да. А это Дагестан. Статус ниже, чем в Чечне. Вы считаете, сейчас тоже надо? Конечно, ниже. Ну, а представьте, тем чеченцам, да, из-за чего вопрос возник, ребята уже, наверное, поняли, да, что Лигашах Рутемирович большую роль сыграл в истории Кавказской войны. Кавказской войны, так не говорит. Да. Войны даже Джахар Дудаев на открытии присутствовали, и еще там разговоры были о том, что лучше бы он его не поддерживал из-за этих последствий. То есть вы активный участник этих событий. И просто так списывать людям, которые не изучают научного наследия, не владеют тем, как Денга Шахрутдинович, который сейчас продемонстрировал, лучше им спорить на своем уровне. Денга Шахрутдинович должен спорить на научном уровне, и вы готовы продолжить спор и доказывать свою правоту. Такое есть там очень серьезное обвинение от сам Ахмедов, так называемый дагестанский батальон. Да, знаю. Да, Цунтинец, который в Кизляре жил, тренер по кикбоксингу. Сбежал со страны, оставил здесь семью, детей, говорят, жена там. молчи там, не ввязывайся, не предавай свою родину, где жил, где вырос, где
состоялась твоя карьера, где ты стал уважаемым человеком. Ну, говорят, за ним какое-то темное дело, я не буду это все анализировать. Для чего вы его вспомнили? Он тоже вас задел? Он тоже выпустил ролик, где наехал на меня. Ты чем занимаешься? Ты продался, ты провокатор. Значит, вместо того, чтобы поднимать проблему территориальной целостности Дагестана, он, дурачок, не понимает, что я как раз был, ты сам помнишь, как поднимали эту тему территориальной целостности, ответственности главы республики за территориальную целостность, и за что получили, не по шапке, и исключили из списков члены общественной палаты не меня, я туда вообще не стремился, Шамиля Хадулаева, Навия Хадова, Хархачаева Аляскава. Помнишь, да? И сколько мы создавали круглые столы, конференции, форумы, поднимая наши дагестанские проблемы. Именно дагестанские проблемы. И называя вещи своими именами. В том числе и по варягам. Они обвиняют меня, Руслан Бутаев и этот деятель Ахмед. Мол, я хочу там вписаться в эту власть, варягам служить. Ну, они, конечно, не идиоты. Но изучите хотя бы по источникам, чем я занимался. Как раз мы выступаем против того, чтобы в кадровой политике было засилие представителей из Москвы, оттуда. Да, по второму ролику, где я затрагивал там тему Хаббат и так далее, и Ахмат, формирование росгвардейские, это оказалось недостоверная информация. Я проверил досконально источники разные и пришел к следующему выводу. Сейчас в России на фоне разворачивающейся на наших глазах Третьей мировой войны внутри России формируется своеобразный союз православных и мусульман. И на этом фронте очень четко и ясно излагает идеи Аптия Алауддина. И ни одного пропагандиста нет звания генерала, который бы находил путь к сердцу и православного, и мусульман. Я посмотрел его ролик, как он обозначает Запад. На самом деле это средоточие сатанизма, лжи и всего плохого, что может быть. Россия сейчас на самом деле ей брошен вызов серьезный. Да, империалистическая война, да, идет Третья мировая война. И нам лучше быть в составе России, но вот с таким статусом, как Татарстан, как Чечня, и Дагестан здесь должен обозначить себя достаточно серьезно. В этом плане я говорил, что мы можем сформировать 20-30 тысяч корпус не для борьбы, войны с кем-то, а для защиты нашей общей родины и Дагестана тоже. Мы не знаем, во что превратится юг России, но мы хотим, мы знаем, что если будет Россия распадаться, не дай Бог. Ситуация очень серьезная. С октября месяца ситуация приобретет очень серьезный оборот. Потом Руслан Кутаев неправильно меня понял. Он говорит, гражданской войны, мол, я боюсь. Я не хочу сказать, что он дурачок. Но он не понимает вещи, глобальные процессы, которые происходят в мире. Я говорю о гражданской обороне в контексте разворачивающейся серьезной противостояния России и НАТО. Он на стороне НАТО, англичан, которые мутят воду через Зеленского, через Украину, через Киев. Каждый раз, когда Россия пытается выйти на мирные переговоры в Стамбуле, это было в конце марта, начале апреля 2022 года, понял ошибку, скажем так. Сразу провокация, и эти мирные переговоры были свернуты исключительно благодаря инициативе британского премьера, британской власти. Поэтому мы на стороне России, которая в этом глобальном противостоянии Востока и Запада стоит за Восток. А на Востоке это и мусульманский мир. Не случайно в России принят федеральный закон об эксперименте с исламскими финансами, исламским банкингом.
Этот эксперимент продолжается с прошлого года и в Дагестане, и в Чечне, и в Татарстане, и в Башкортостане. Шаг сделан явный в сторону сотрудничества с исламским миром. Путин это сделал. Информация очень важная. Когда захотели деятели международного уровня, которые управляют во всем мире международной сектой Хаббат, хасидской сектой Хаббат, им визу не дали, чтобы они приехали в Россию. Это очень серьезный сигнал тоже. В кадровой политике пошли сигналы хорошие, которые направлены на то, чтобы национализировать кадровой политики установку на защиту России, чтобы отвести ее от влияния глобального сионизма, от таких как Яков Кедми там, и других. Соловьев там, Асафти Алаудинова оказался, может быть, случайно, может быть, он специально рядом с ним стал. Слова Соловьева не могут дойти до сердец и православных, и мусульман. Ясно, что кто он. Вот так бы я сказал. А так я протягиваю руку сотрудничества и дружбы всем тем общественным деятелям, ученым, чеченцев и чеченцев-акинцев, которые, я хочу быть правильно понятым, ими. Нам предстоит очень много здесь поработать. Башлам, как он делит от чеченцев и чеченцев-акинцев? Так, Уэбехки и чеченцы виноватыми становятся, когда говорят кумыки, аварцы, вы чё вы нас делите? Кстати, вот заметил ты вот этот момент, я прошу у центра, чтобы нам позволили создать 40-тысячную, то есть корпус элармацию, Нохчумата Эрдуас против Куду, против нас Тунис. Уайол шиз, уай воздух тухар заддарчи, хаа цаум хит суштуй, нохчшан духал, тойга ейт бухух, цают Кремлю, цают. Но в любом случае, слушайте, я по последнему я констатировать уже как бы не буду, это понятное дело. Они знают, что они у власти, они знают, что Абдивалах, Тевеквала, Ахматылах, они не потянут с ними, и само собой там полное заднее, как говорится. И меня то, что волнует, то, что касается меня непосредственно. Вот, потом, уважаем, есть определенные службы, которые занимаются у тех военных структур. Что касается нашей истории, деления нас на хороших, вы заметили, нет, не знаю, он сразу говорит, Кутаев на стороне НАТО. Вы заметили это, наверное, сразу. Честно сказать, я не знаком ни с Кутаевым, не знаю там, что он натовец или антантовец, я не знаю. Но, опять же, показывать в Москве, что якобы там есть чеченцы, которые на стороне НАТО, есть чеченцы, которые на стороне России, что так получилось в истории нашего народа, что есть и с той, и с другой стороны. Так было и не только сейчас. И Шахмурза Акотский, который был на стороне, допустим, московской, да, как говорится, сегодня они начали доказывать, что он на стороне Москвы был. А на стороне того же Султанута были другие чеченцы, которые были на стороне того же Кумыкского сегодня Черкесского. Ты знаешь, почему он говорит, что вот этот на стороне НАТО, не знаю, как его зовут, я тоже видел этот ролик, потому что вот этот человек, кем бы он ни был, за кого бы он ни был, он ему сделал конкретную предъяву, он рассказал некоторые моменты его истории, да, его прошлого, вот этого деньги, копейки, да, которые, ну, ему совсем это не нужно. Конечно, он тем самым пытается его, знаешь, как-то аннулировать все, что он сказал, что якобы тот человек, ну, который уехал, бросил, там, за нас, вот он. Мы-то абсолютно... Там-то уже попахивает уголовным преследованием, возможно. Не, это, ну, делает, это на первом ролике, там, он нашла. Он это показал это в словах.
Он Так, теперь нормально слышно? Да, теперь нормально слышно. Да, Башлам, сейчас тут смотри, слышно. какую аналогию он проводит. То он это самое вспоминает, что там часть чеченцев на стороне Гитлера была, выселение и так далее, не просто так было, значит, за что сегодня он пытается нас в НАТО засунуть так через Кутаева или кого-то еще. Это интересные вещи он рассказывает. Надо со всех сторон его изучать, этого парня. Ну, вот смотрите, три видеоролика со стороны, грубо говоря, Деньги и его интервью, потом Тимур Алиев и видеоролик нашей девушки, которая зачитала конкретно какие-то моменты по ответ, так сказать, Деньги Халитов. В любом случае, то, что мы говорим, если он пытается... Я хотел понять этого человека, с какой стороны он заходит. Он обсуждает историю, он обсуждает политику, он обсуждает что конкретно. По картам, по книгам. Я надеюсь, я ответил и донес до вас конкретные претензии каждый раз, когда я останавливал. Если вы считаете, что это неправильно или недостоверно, то, конечно же, будет хорошо, если вы скажете, что в этом моменте так-то, так-то. Я неправильно понял. Башлам, можно я скажу кое-что? Да. Я еще месяц назад, когда у них были терки с муфтиятом Дагестана, ну, чтобы люди понимали, откуда вот это все идет. Тут ситуация совсем иная, если исходить из первых конфликтных историй. Дело в том, что вот этот Деньга Халилов, это говорящая голова Умаханова, этого хасавюртовского клана. Я про это где-то месяц назад еще писал. У них так получилось, что были конкретные разногласия, и почти весь Дагестан стал против Умаханова, его окружения, и в данном случае этого Халидова Деньги, ну и самого Умаханова. Были поджоги домов, и кто за них заступился, у тех были с определенными службами проблемы. Им срочно нужен был повод, чтобы, наоборот, объединиться, и чтобы, как говорится, инфоповод сбить накал в обратную сторону, использовать как бы объединяющий фактор вокруг себя. Вот мы на самом деле красавчики. Бакар, собордела, минута, собордела. Кто-нибудь, кто может, кто видит этого Арсена, он сейчас был в эфире до того, как глюч начал. Позовите его обратно, пожалуйста, кто-нибудь, напишите ему, пускай он зайдет сюда, чтобы Лакиц был, он сейчас заходил, мистер Франк или Функ он называется. Если кто-то его видит, скажите, пускай зайдет буквально на 1 минуту в эфир. Продолжай, Бакар. Ну вот, и на этой фоне, чтобы объединиться и показать себя болеющими за Дагестан, за весь, они применили вот эту тактику. Типа, Дагестану угрожает опасность в лице чеченцев, и нам надо объединяться, мы только за это и болеем больше вас, за нас в Дагестан.
Чеченцы и дагестанцы. Вот смотри, ты накосячил, тебе нужно исправляться, чтобы как раньше тебя уважали, о тебе говорили в лучшем свете. И нужно что? Показать врага пальцем. На кого? На чеченцев. На этом факторе теперь они заработали баллы, которые потратили в конфликте с муфтиятом. А конфликт с муфтиятом был рассчитан хасавюртовским кланом тем, что молодежь дико поддержит идею Умаханова, этого же Динга Халилова, он тоже там много чего наговорил, потому что молодежь, она более отошла от традиционного ислама, и сейчас вся молодежь рынется их защищать. А на самом деле оказалось ничего подобного. Все замолчали, и на самом деле эти оказались одни. Понятно. И вот они утратили все свои, как говорится, силы сторонников, авторитет. И теперь им нужен был фактор, чтобы показать, что они не такие уж плохие ребята, и найти, как обычно, когда неразбериха, нужно же для пипла показать врага. Вот враг. Вот эту тактику они применили. Хорошо. Так, Ибраим, Дзурзуки, Чечен, связи ау, я на бамсапяту. Связи ау. Так. Ибраим. Эфир сатинам я оторвай. Яйца? Хорошо тогда. Мистер Функт, или Функ, как там ты был написано? МР Функт. Если бьюхом сейчас зря, а вы что бьюхом стоят зря. Хорошо, смотрите, мистер Функ и тебе, и всем остальным, особенно ауховцам, моим братьям ауховцам, моим единоверцам по крови, зачитаю. Мистер Функ, к сожалению, ты меня обвинил в национализме, ты говоришь, каждый день обсуждаете Дагестан. Это неправда. Ты несешь чушь полнейшую. А если тебе неизвестны какие-то определенные темы, которые более такие возникают в тот или иной момент, допустим, как Хабиб Нурмагомедов или же Аух или все остальное, это возникает не за счет нас, а за счет того, что происходит в этих местах. Я хочу, чтобы вы услышали. Особенно вы должны знать это, ауховцы должны знать. И ты, мистер Функ, или как тебе, Арсен Лакиц, который зашел и сказал, я тебя спросил, четко спросил, депортация что обозначает? Переселение в одном и том же регионе или же все остальное? Ты сказал, что без разницы. Чтобы ты знал вообще в мире и официально, что обозначает депортация. Для всех людей, которые говорят о депортациях, это касается и Деньга может тоже послушать. Что же обозначает депортация? Депортация – это высылка из государства или насильственное переселение куда-нибудь как мера уголовного или административного наказания. Чтобы было понятно, ни лакцы, ни аварцы, против них не было никакого ни уголовного, ни административного наказания. Это раз. Во-вторых, высылка имеется в виду, государство здесь указано, а вы говорите о переселении в одном и том же регионе с одного места, с горной части переселения более плодородной предгорной части. Поэтому запомните раз и навсегда, что обозначает депортация. Я говорю об официальной версии, так как на документах. Высылка из государства или насильственное переселение куда-нибудь как мера уголовного или административного наказания. 3 пункта высылка из государства. Первое. Второе, как уголовная мера. Третье, как административное наказание. Все эти 3 пункта не подпадают ни под аварцев, ни под лакцев. Поэтому речь идет о переселении с одного места на другое. Я согласен с этим, вполне возможно. А депортация – это высылка. По крайней мере, с одного региона в другой регион, как минимум. А что уж говорить о таких государствах. Это не только депортация, высылка и прочее, это геноцид. Это уже признанный факт. Ну, нет, депортация – это один из пунктов всей этой спецоперации. Это просто один из пунктов.
Так как не смогли полностью уничтожить, ну, это слишком непозволительно было бы депортация, а все вместе это называется геноцид. Ну, допустим, Он может говорить все, что Деньга угодно. говорил о депортации, говорил о репрессии. Репрессии, допустим, те же самые репрессии, отличаются чем? Это наказание, карательная мера, применяемые государственными органами. Вот. Они просто хотят сейчас это выставить. Как можно назвать депортацию? Просто переселение, и это было по большей части добровольно. Из гор, из лысых, где вообще ничего нету, люди живут проголодь, там ни света, ни газа, у них в то время ничего не было. Переселили на благоприятные территории с домами обустроенные, там уже кое-где электричество было, все было. Арсен, ты меня слышишь? Меня слышно, да? Слышно меня? Да, я слышу. Арсен, я же тебе задал вопрос, спросил, помнишь, я тебе спросил? Я только что зашел, там я с Ютуба смотрел. Да, хорошо. Ну, надеюсь, ты официальные вопросы у тебя, чтобы не возникли по депортации. Насколько я знаю, латцы не были уголовно преследуемы, как народ. Не были. Уголовно я прав? Не были. Административно вот преследовали? Да, я скажу, то, что ты там все перечислил, этого уголовного преследования административного